Вань. Все, Света дома. Принесли что-то. Принесли. Мыло, я что-то упустила. Спасибо за пургач. Спасибо за бананы. Админчики, а мыло точно приобретали? Я что-то не помню. Я не помню. Точно. Что-то я упустила. Что-то я упустила. Явно что-то упустила. Комаров, ключей, мошек. Ура, ура, ура! Ребят, спасибо огромное за донат! Я шумом запиваю. Вначале отправь еще раз, не полностью. Тест. Бананы зеленые. Бананы. Привет, Юляша, привет. Вначале. Ну я устала уже, у меня взгляд уже не живой, это я уже сама знаю. Я гляжу, как чужой. Бачам. Серега в отпуске, остальные покинули проект, Юляш. Ну да. А что я победила-то? Я даже не знаю, что я победила-то. Победила. Я победю! Что опять? Да, ну, мог бы еще. Привет, Санджик. Юлечка, спасибо. Да, красавчик.
привет. Да, я вижу чат на ютубе. Вижу, ребят, чат. Да, Вань, не говори. Почти как новое. Денис, у меня есть гречка, но нужен был лук в гречке. Вот, я уже не говорю про мясо. Ага. Да я ничего забирать не буду, мне-то что забирать? Ну, может, сегодня придет, кто знает. Юляш, некоторые думали, что я уйду. Я еще тут, то есть у всех разные мнения. Гриш, я уже вторую неделю одна. Маус. Маус, ты что же будешь делать, да? Я чё, клоун? Я не клоун. Я не клоун. Что тебя развеселить? Ты что случилось? Ну, полез. Вань, я представляю, да, как тяжело было. Как тяжело было жить без плиты. Понятно, Юляш. Что же? Что ты хочешь? Денис, да, на официальном сайте есть магазин, продукты приобретают зрители. Я говорю, как Sims или Тамагочи, то есть я пользователь, я герой, живой человек, и мной управляют пользователи. Вот, то есть, начиная от еды, заканчивая там чем-то другим, все приобретают пользователи. Ну, кроме того. Как то так.
Вот. То есть вообще во всем. Вот. Саш, я не знаю, если погода... Ага, погода. Я не знаю, в таком месте какие погоды. Вот, блин, баню. Если погода более-менее утихнет, становится ближе к 6, 6, наверное.
Секрет. А, все. Тут я квартира. Туалет красиво. Туалет носил я. Туалет был. Спасибо за звезды. Говорите, так я водой питаюсь. Что я не могу пить-то? Спасибо за звезды. Все дела переделала. Спасибо за звезды. Ага, почки прочищаю. Я не знаю, почему я воды. Пить хочу сильно, поэтому пью воду. Спасибо, ребят, за звезды. Пожалела в каком смысле, Денис? Привет, Руслан. Говори. Спасибо за звезды. Говори. Квартира. Алина, привет. Привет, Алина. Ребят, у кого есть возможность, давайте соберем алкоголь. Новые задания. Задание от Тёмы. Артемчика, Настя, слушай. Оксана. Чихач, Вакула. Такая же. Короче, понятно. Слушай. Привет, Тёма. Тёмыч, привет, Тёмыч. Привет, медведь. Привет, медведь. Ку-ку. Наверное, кто-то снова помешал, или ушел в подъезде. Она выбыла. Наверное, не подумал, не сказал, а если не увидел просто, ты
Эдик, что, серьезно? Эльдорадо в помощь? Эльдорадо в помощь? Что у меня все торчит? Поехали. Правильно. Наверное, кто-то снова помешал или ушел в подъезде темном. Наверное, не подумал, не сказал. А если не увидел, просто ты подошла, он попросил, только неосторожно. Ты не ушла, не было сил, больше так невозможно. Ну зачем же такая любовь? Что же сбудется, не получится? Ну зачем же такая любовь? Что не нравится, обижается? Ну зачем же такая любовь? Что не сбудется, позабудется? Ну зачем же такая любовь? Что не нравится, получается? Получается. Наверное, ты немного напугал и не увидел грани тонких. Пусть даже до конца не понимал и не заметил капель мокрых. Все хорошо, нужно еще наедине остаться. Если опять все повторять, важно не растеряться. Ну зачем же такая любовь, что не сбудется, не получится? Ну зачем же такая любовь, что не нравится, обижается? Ну зачем же такая любовь, что не сбудется, позабудется? Ну зачем же такая любовь, что не нравится, получается? Получается. Получается. Наверное, кто-то снова помешал, а может, не хотели оба. Наверное, не подумал, не сказал, а ты не обещала много. Ну зачем же такая любовь, что не сбудется, не получится? Ну зачем же такая любовь, что не нравится, обижается? Ну зачем же такая любовь, что не сбудется, позабудется? Ну зачем же такая любовь, что не нравится, получается? Ну зачем же такая любовь? Ну зачем же такая любовь? Спасибо, Тём, за задание. Спасибо. Пойду я наконец-то схожу в туалет. Ага, Денис, ну меня-то на сцену, но...
в туалет выносила. Что, зря выносила, что ли? Так, надо воду. Саня бандит, ага. Вот такими остановками, да, нужно в парк, где много туалетов. Как-то я человек, у меня здоровые почки, поэтому все нормально, я пью много воды. Это вполне естественно, я думаю. Еда кушаю я мало. Это же хорошо. Ты регистрируйся на официальном сайте, Денис. Нет, я буду ломать бананы. Сейчас опять скажу, что не так. Ребят, у кого есть возможность, давайте соберем вулкан на лук, пожалуйста. Лук нужен очень. Ага, Иван. Конечно, Саша. Лук, говорю, очень нужен, очень-очень нужен лук. Отварить гречку и с луком. Да. Бананы еще зеленые. Ага, Кверти.
Спасибо, Денис. Pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no doy el brillo para meterme en cañada. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Ay, pero estábamos comentando porque abandonaba Andrea. Estábamos comentando porque abandonaba Andrea. Compadre, usted está cambiando Малыш. de camino por vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger Вообще не говори, Денис. vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Compadrito, usted ha botado a la pobre queratina para meterte con Dorotea. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Colega, óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Pobre de tu marido, mujer. Mujer de malos sentimientos, todo se te ha vuelto un cuento porque no ha llegado la hora fatal. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Pero óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Pobre de tu marido, mujer. Любовь Наумова. Здравствуйте. Есть против пакет, есть. Porque no ha llegado la hora fatal. Óigame, compay. У нас в городе есть мужичок, блин, он живучий, капец. Ха-ха, Бочан. А что за котенок? Скинь фотографию, Бочан. Вообще пакет. У нас в городе есть токсикоман. Он, короче, я не знаю, у него вроде есть родственники, да? Но он постоянно ходит с пакетиком. Постоянно ходит с пакетиком, у него уже там руки вообще конкретные. До сих пор жив, он еще с моего детства живой. Я еще маленького была, ходила уже сейчас, до сих пор живой. Только, ну, раньше клей не укол, сейчас отстроил, не воняет жизнь. Спасибо, Бог, за звезды. Понятно, Бочан. Любовь Наумова, меня зовут Анастасия, мне 19 лет, и это интерактив реалити-шоу. Я выполняю задания пользователей, вся моя жизнь зависит от пользователей. Чем я питаюсь, когда я моюсь, чем я моюсь и тому подобное. Все, что находится в этом доме, приобрели пользователи. У нас есть официальный сайт, на котором ты можешь дать нам задание. У меня задание в верхнем углу стрима. Офигеть. Офигеть. А ты куда его, Бочан, денешь? Нормально. Умные люди, скажу, умные. Привет, Ксюша, я одна. Кверти. Читать не вредно.
представляю. А у вас есть какие-нибудь зоомагазины или там, я не знаю, что-нибудь такое? У нас в городе есть зоомагазин. Вот. Ну, обычно туда подбрасывают котят, и потом их забирают. То есть магазин их приютит там на какое-то время. Потом их забирают. Понятно, Бачан. Я думала, у нас дыра, но я ошибалась. Он кушает хорошо, Денис. А так везде, Бачан. У него постоянно в миске есть еда, поэтому нормально. А, что ты, Паш, пропустил? Вроде ничего не пропустил. Ага, Бачан, что я с ним делать буду? Что я с ним буду делать? Вау. Готовим сами, Любовь Наумова, готовим сами, все сами. О, модный приговор! Офигеть, офигеть. Шутка, ага, Бачан. Паша. Сними это немедленно. Сними это немедленно, уже другая передача. Non è che non ti voglio più e lo sai, non è che non ti sento più come sei, А, в смысле, Денис? è solo che ho Есть, bisogno конечно. anch'io Привет, Андрей. di fare il punto a modo mio con te. Non è Любовь Наумова, только за. un'altra donna, no, non potrei. Non è che non sei come io ti vorrei. È come se mi fermassi un po' ad ascoltare come sto. Devi capirmi di più, sai, il cuore a volte ti sa, poi va giù. Ногти обрабатывал, Андрей. Non è difficile, basta solo un po' d'amore, non è che voglio stare un Понятно. po' senza te. Как бы у тебя получается, да. Che non ti voglia più qui con me, è solo che
ставится для фона админами. На официальном сайте можно поставить свою музыку. Спасибо за звездочку. Спасибо. 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 Кстати, не забывайте. Спасибо. 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 Маусову забыл. Спасибо. 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 Спасибо, 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 спасибо. 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 Спасибо, 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 все пролетело. Спасибо, 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 спасибо. Привет, злая империя! Спасибо за звездочки. Любовь на обула. Не говори. Ага, Паш. Влад, ну как бы скучновато, конечно, но что теперь? У меня есть чат. Да, Влад, героев, конечно, берут, отправляешь заявку. В общем, я тоже была зрителем по ту сторону экрана и наблюдала за проектом. ВКонтакте есть официальная группа «Серега ТВ» называется. Отправляешь видео, заявку в официальную группу ВКонтакте, где ты рассказываешь о себе, с какого ты города, сколько тебе лет, чем ты занимаешься и тому подобное. Вот, то есть потом администратор рассматривает заявку, и либо ты попал, либо ты не попал, в общем, вот так. Ну, естественно, что попасть, да, Саша отправляла. Ну, не знаю. Не знаю, Саша, почему. Здрасте.
Привет, Серега. Сон, это не Серега. Влад, это рабочая группа по ту сторону экрана, и зачем им светить лицом, они одевают тут маски. Квартир. Ага, Паш. Давай, разнеси тут все. Слушай, Саш, после того, как прилетел кирпич, я боюсь выходить. Что происходит? Куда уносят подушки? Куда? Куда? Куда подушки? Всякий рдык. Мужчина! Закладку ищешь? Мужчина! Антипка решил деньги за диван вернуть. Вот изымает. Все по закону. Возврат средств. Ах, Серега, здравствуй дорогой. Серега, ты ли это? Мужик, шлепни ее по жопе, плиз, прошу один раз. Я верю в тебя. Настя, бей его по голове. Вызывай, бля, милицию. У тебя пиздит все. Да. От души так. Я почему не могу понять, кто это в маске? Но это не Серега. Я даже не могу убиться. На сковородке-то.
имущество. Куда все имущество потащили. Вот именно, что вроде Серега, а вроде нет. Я сама его не могу узнать. Я не понимаю, кто это. Либо это новый герой, либо это Серега. Как тебя звать-то? Куда ты деваешь все вещи? Зачем ты все уносишь? Настя, ори. Беги на улицу, кричи, убивает. Пиздец, ты чего? Тебя ща насиловать будут. Ты знаешь что, Саш? Снимать с вора маску, как ты это знаешь, самоубийство? Господи. Чего ты кидаешься-то? Ничего не знаю, я пошла. Админчики грабят, админчики. Насилуют. Что? Ну, ноги-то Серегины. Или нет? Или да? Ахахаха. Серега, ты чего документы забыл? Вернулся за ними. Мне сейчас на самом деле страшно, скажу я так. Чувак, покажи член. Это Серега. Это Серега. Спасибо за звезды. Наркота у кошки в анусе. Я видел, как она прятала. Чат, вы что, поприветствуйте нашего любимого героя. Серега, здравствуй с возвращением. Да Серега, ты говорите, это Серега. Это Серега. Серега вернулся. Ура! Это Серега, ребят, это Серега. Привет, Саш. Только Серега мог додуматься снять штаны. Больше никто. Вот, ну, блин, ну шрам-то, шрам на ноге. Шрам на ноге. Да Серега, ребята, это Серега. Или нет? Я не знаю. Мне страшно. Мне страшно. Меня убьют, меня убьют. Да ну твою ж дивизию! Как-то это не особо приятно. Я звоню ментам за разбой в прямом эфире. Готовь бутылку, чтобы садиться в нее. Да твою ж дивизию, Оля! Чего так неприятно-то? У меня сейчас эмоции просто зашкаливают. Милиция. Боже мой.
поручиться за его пассивность. Ну, здрасте. Здрасте. Ждали меня? Ждали? Дико, иди сюда. Иди. Здравствуйте. О, Ты соскучилась. Ну, господи. Можно я такую еще минут 5? можешь? Да? Здравствуй, Серега. Привет, привет всем. Привет. Как мне тут было плохо без тебя, господи. Да? Да. Смотрите, как мне идет майка Серега ТВ. Да. Идет? Ты оделся? Да где я оделся? Ты какой был, такой и есть. Сгорел? Ох. Ура! Серега, с возвращением тебя. Ты прям в банке приехал. Спасибо, да, Ваня. Лешка, спасибо. Привет, Лавеш. Паш Суровцев, привет. Это, Ваня сегодня? Да. Ребят, всем здравствуйте. Я приехал раньше, потому что так захотел. Здорово. Как вы там? Привет, привет всем. Это, я, как всегда, знаете, когда человек выходит из отпуска, он поначалу волнуется, поначалу я сидел сейчас у админов, они мне говорят, иди. Что сидишь? Я волновался очень много. Я сдаю маску. У меня на блэкбоксе шмотки, которые я брал с собой, там футболки всякие, очень ерунда. Сейчас сдам вот эту одежду, которую мне выдали. Привет, Настюш, печень скальная, привет. Да как я отдам? Футболку тоже на ящик. Да, футболку тоже на ящик. Блин, я забыл скинуть эти видео. Я, короче, отснял очень много видосов для того, чтобы сделать потом. Спасибо. Спасибо, ребят. Гриша, спасибо. Спасибо, Гриша. В общем, Денис Володин, привет, сейчас объясню, кто такой. Спасибо, ребят, за донатик. Короче, я отснял очень много видосиков для того, чтобы сделать видеоотчет, как я провел отпуск. Привет, Андрей. Привет. Лёг, пиздец, здорово. Привет, Лёг. О том, как я провел отпуск. И я забыл эти видосы на телефоне. Не отдавай Сереге футболку. Отработал по полной. Вот. И поэтому админчики возьмете видосы у меня на телефоне. Телефон там лежит на одном из шкафов. Ну, в общем, там. Я не знаю, зачем я это сказал, но он там, найдете там телефон. И я сдаю все. Запрет дома не сильно пьет. Да ты что, злой тролль? Моя бабушка сказала, что я Джек Воробей. Так что даже не думай, что там меня бил кто-то или еще кто-то. Серега, покажи сиськи. Покажи сиськи. Влад 56, привет. Здоров, Дженнис. Убирайся, давай, террорист. Привет, сверкалась. Здорово, Михалыч. Котяра, у тебя жопа порванная, мне сказали. Загорел, ребята. Загорел. Спасибо за звезды. У меня дырявые носки и батины трусы. Короче, я пошел в баню, там потом заглянул в шкаф, нашел трусы, надел их, а свои забыл. Поэтому теперь у меня трусы бати. Get back, мазафака. Трусы бати. Владка, Женя и Илья не вернутся. Это уже пройденный этап. Жек, давай по заданию, если хочешь. Что молчишь? Соскучилась. Ты устала? Я в шоке. Давай, ну, Серег, ну, представляешь, что Скоро сегодня пойдешь устала. в отпуск. Я так тебя ждала, честно. Настя, пизди его ссаной тряпкой за бардак. С саной тряпкой. Господи, пришел. У нас нет санных тряпок. Надо сначала нассать на тряпку, потом можно будет пить. Да. Так, Ой. что ты целый хоть?
Ох, ребята, вы бы знали, как мне было нелегко двигаться по деревне в дредах. Все на меня смотрели, как на дурака, и говорили: ты что, дурак? Непривычно высокий? Это что значит? Я не вырос. Каким был, такой и остался. Спасибо тебе за трек. Думаю, что Настя маленькая, да. А чеща мы дадим задание обоссать тряпку. Ну, я могу обоссать ее там в туалете. Но это, как бы вам сказать, На первой камере зум уберите. а какая из них первая? Это? Нет, здесь нет зума. Спасибо, Кверти. Чего? Да я безумно рада, Господи, вообще я безумно рада. Здесь тоже нет зума. Еще 80 на лук. Просто очень нужен лук. Полтина. Да, ребят, есть гречка. Ну, гречке нужен лук. Хотя бы лук. Короче, знаете, что я понял? Я сейчас прогулялся по территории. Ну, значит, я сыграл свою роль так, как нужно, дорогой аноним. Серега, ну что? Привет, Серега, брат. О, родной, здорово. Здорово. Андрей Стиршов. Серега, это я. А я здесь пробыл с 6 сентября, просто в отпуск уходил. Я типа с самого начала тут тусуюсь. Спасибо. Да, спасибо. Да, да, да. Правда. Даже разгадываюсь. Мне нужно было выучить песню от Шоумастера. Новое задание. Убрать беспорядок в центральной комнате. Нужна чистота. Родной, спасибо. Спасибо за задание. Задание от родного: убрать беспорядок в комнате. Так, а кто у нас президент? Ну, судя по всему, я, наверное. Ты не знаешь? Привет, привет, Женя. Какой президент, о чем я напомню? Это же не значит, что ты не можешь быть президентом. Серега, я тебе все звезды кидала, пока ты отдыхал. Да, давай. Спасибо. Спасибо за донатик, ребят. Чё тебе Как ты отдохнул? Загорел, как негр. Вообще. Я потому что загораю очень быстро. Это, Спасибо, Тёма. Микки президент, да? Что у тебя покушать есть? Гречка. Нет, я не хочу покушать, я Банан есть. Да, есть гречка. А, есть... лук нужен, да? Да, лук нужен. Есть тесто, можно сделать лепешки. Лепешки. Есть сахар, кстати. Тесто прям есть. На приветы не отвечаю, я с новоявленного айфона зашел с работы. Непривычно. И некогда. Ушел. Смеркалось, спасибо, что заглянул. И поздравляю с айфончиком. Спасибо, ребят, за лайки. Гриша, спасибо. Гриша, это мой односельчанин, представляешь? Ну, он говорил, что он не помнит. Так, разжирел. Лук купил. Спасибо, Тёма. Лук купил, Тёма! Спасибо! тебе огромное. Спасибо, ребята, спасибо вам за лучок. Сегодня замутим гречу с луком. Так, короче, давай, твоя задача собрать женщину. Я ничего не говорил. Не говорил, да? Ну вот, раз ты не говорил, тогда, Что он с тобой знаком? тогда просто все знают теперь о том, что... Дредки. Кстати, ребят, мне нужно дредки подплетать, потому что когда в нашем канале будет новости. Новости Влад К. у нас каждый день. Но они у нас проводятся с 9, в 10 часов по Москве, 10:30. 10:30 по Москве. Привет, Сорокин Андрей.
же мне отправлял, Саня, фотографию свою. Я тут иначе убиралась. А пришел Серега, привел порядок. Ты убиралась? Да. Сегодня что ли? Ну, сегодня что было? Сейчас найду порядок. Ну иди сюда, братан. Я хоть обниму. Что боится? Не понюхай меня, да. Как тебя звать, чебурек? Денис Володин, меня зовут Серега. Как я скучал по Сереге. Привет. Чё, Жень? Серега, здорово. Он обиделся на меня за то, что я так долго отсутствовал. Сенатор, привет, Лёх Дизель. Нормально отреагировали все. Меня же все знают. Все знают, что я артист, все знают, что я участник этого реалити-шоу. И я из-за срадой жопы. Ну, Жень, ты не меняешься. Все у тебя шутки про жопу, за прописку. Не гунди, брат. Как отдохнул? Да я больше работал, чем отдыхал. Я ни разу не выпил, не знаю, я никуда не ходил. Я бегал по вечерам, копал там грядки, привезли дров, телегу. Я там одну поленницу сухую перетаскал в другой дровник, а сырую скидал, там сложили. Да, слышал и вижу. Я слышал и вижу в квартире. В отпуск я ездил, Андрей, в свою деревню. Это село Энерга в Чуйском районе, в республике Алтай. Так, у нас задание. Нам нужно сделать задание. Ввести порядок. Успеть за 10 минут. Серега, я думал, ты 1 июня придешь. Но я последний день с вами караул я сдал. Теперь будут другие развлекать. Ахахахаха. Ты в отпуск уходишь же, родной. Да, так. Сколько девушек помню? Ну там, не дави. Да, завтра улетаю. Задание осталось 4 минуты. У нас, в принципе, почти все. Подушки забери. Подушки заберу. Обязательно. Абсолютно. Я очень сильно скучал по Маусу, но я к нему сейчас не подхожу, потому что он пока на кухне творится. Так, сейчас подушки заберу с улицы. Админчик, включи там камеру включи. Ух ты! А это что? А это повторяется, да?
улицу задобрили. Это по поводу второго закапывания. Я могу вам сказать, ребята, что я провел беседы необходимые с родными, со всеми по поводу закапывания, по поводу того, что это нужно сделать. И я их готовил к тому, что на 3 суток. Я хочу закопаться теперь, но только на 3 суток. И у меня есть условия для закопки. То есть, по сути, задание от шоу-мастера мы выполнили, да, так как нужно было там на 3 часа все закопаться. Но ради того эксперимента, который я ставил, хорошо же, и который не прошел успешно, не увенчался успехом, я хочу его еще раз поставить, но уже на 3 суток. Уже на 3 суток. Вот, сегодня я пока не хочу, ну, то есть сегодня я со всеми с вами беседую, всем все объясню до новостей, потому что мало кто сейчас... Ладно, я переменила. Возвращайся. Давай, родной, до связи. Второй закапывает нормальный человек. Дженнис. Все рентабельно. Что это ты вдруг заговорила как? Все рентабельно. Будет сложно привлечь внимание, то внимание, которое мы хотим привлечь, то внимание, которое было. Я говорю про лайф. Влад, есть Вот. официальный сайт, ссылка на официальный сайт есть. Вот. Кверти. Регистрируйся. Кверти. Я тебе могу сказать, Кверти, что для меня это тоже будет очень сложно. Сделать. Сережа Чепцов, привет. Нет, я не ходил в парикмахерскую. Кстати, он мне жопу отбил. Прям хорошо, что туда не сможешь. Это... Жень, Камера. я тебя вот сейчас хочу попросить об одном. Ты же ушла? Ушла без меня, меня не дождалась. Ушла. Спасибо за оценку. Поэтому, Жень, извини, но я к этому не буду одобрительно относиться. Потому что ты ушла. Нет, ничего, Денис, я не курящий. Не обязательно носить дреды и курить в туре. Можно носить дреды и любить спорт, например. Тоже прикольно. Делаем. Короче, ребят, админчики. Да вы видели, что там на улице происходит? Там бардак, там заросло все, там травой все поросло. Там везде какие-то пакетики, принесенные откуда-то из-за забора, знаете, ветром. Везде эти пакетики. Уперлись как бараны. Жень, все, завязывай, я не хочу слушать твои идеи. Вот эти пакетики, которые везде там валяются по территории, это нужно все скосить. Поэтому, я не знаю, добавьте в магазин какой-нибудь там триммер. Наверное, лучше, не знаю, сами там решите какой. Литовку хотя бы, да. Я бы литовкой. Потому что завтра я пойду убираться на улице и... Ну, посмотрим там. Ты отдыхай, что ты паришься? Говорим. Там у Мики пиздец, Серег. Здорово! Привет, Димон. Привет. Да? Ну,
все, сейчас. Так, маусом ты протираешь? Мне сказали, что его протирать нужно. Она вообще Да? побежала, мне дали форму, и все. Вот он желает. Привет, привет, Текин, здорово. Иван Богданов. Здравствуй, Иван Богданов. Вот, у него все нажимает, все нормально. Я, кстати, сегодня думала про перекись. Да. Я не знаю, у нас осталось, нет еще. Ну, если заживают, то, наверное, и не обязательно. Шапочка моя обрезанная сначала. Алло! Алоха, Буги, здорово. Что еще? Ну как, ничего? Все так же. Так же. Ты как ушел, как Женя покинул проект, спустя 2 дня, наверное. Началось. Мики надо убрать, Мики надо убрать. Я уберу Мики, что вы это... Привет вам! Наталья, уберу как только, блин, не хочу. Да. Давайте задание пойду. Задание. Спасибо, ребят. Да, говорите, да. Большинство пользователей, они молчали. Как оно там в отпуске-то? Да нормально. Я, короче, видеоотчет будет о том, как я провел отпуск. Админчики сделают, отправят, потому что я сам пытался сделать, у меня ни хрена не получилось. Сегодня среда, да? Да. Ну, завтра пойдешь на. Осталось 50 рука. Тём, о чем мы? Давайте сосиски. А вот тут что лепешки сделаем? Ну, Давайте, ребят, у кого есть возможность, давайте соберем на сосиски. Чтобы Жень. сделать гречку с сосисками. Жень, вот ты как будто это... Я так и знал, Не спрячь. что я приду и Женя... О-ля-ля! Ух ты! Спасибо, Тёма. Ну это же надо, Тёма, ну ты вообще. Спасибо, Тёма. О-ля-ля! Ух ты! Да. Лавешенька. О, Саня. You don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I ain't playing around, make one box move, I take it down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Спасибо, ребятки. Спасибо. Саня, спасибо. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I ain't playing around, make one box move, I take it down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Спасибо, ребят. Я вообще старалась. А? Я вообще старалась. Почему? Не знаю, я не съедала все. Я как-то это... Вот. А сейчас что, тебя накормить можно нормально? Так а что, сосиски-то купили, что ли? Нет, там что, 100 рублей осталось. Сколько там до сосисек, ребят? Сосисек. 100 рублей. Еще стрелка. Лег дизель, лука много не бывает. Да. Ты что, как не мужик, размышляешь? Это же лук. Это же лучший овощ для мужчин. Привет, Вов. Здорово, Владаем, привет. Володь, привет. Короче, я приехал в Бийск, забыл эту штуку дома. Помнишь, в этот васаби был? Раньше, сначала. Васаби тоже. А, ну. Он вчера вышел.
осталось. Короче, но в этот выполнение в семье. Вот, Да? редко заходит, но буду заходить. Понятно. Ну, круто, блин. Вот. Вот, я оставил, короче, я этот медиатор и тюнер дома. И пришлось сегодня с утра бегать, там отправили автобусом. Бегать с утра. Ну, давай на вчера день пузырь не занык. Нет, я без пузырей бегаю. Серег, я не скажу, что я прям так скучал по проекту. Я не скучал, я больше переживал, чем скучал. Давайте вам приятного. Тёма, приятного. Спасибо вам. Спасибо за звезды. Спасибо, ребят. Спасибо. Так. Какое-то волнение у меня дебильное. Волнение. Да, Серег. Простая. Серег, я не то чтобы там своих не кину, я знаю, что все нормально. Но суть в том, что я... Когда Жека ушла, я заволновался, даже хотел приехать на следующий день, но потом понял, что не стоит этого делать. Стоит отдохнуть до конца. У меня мама смотрит и говорит: Маус-то, она села, смотри, что, ничего себе. Ну, а что ты хотел, Жуков? Вообще у меня весь как самолет. Не, мыть его сейчас. Ну вообще-то в принципе его можно помыть, но чуть позже. Сразу работает. Вот это вот Да. Саш, ты не представляешь, как я рада. На самом деле, мне, блин, было реально тяжело. Я хотела, чтобы вернулся Серега, но тут же я понимала, что у Сереги отпуск, ему надо отдохнуть. И поэтому я Серегу отговаривала. Я говорю, когда заходили, я говорила: сиди, время отпуск заниматься. Рустам, привет. Привет. Андрей, ты про что? Да, Кстати, да, я вижу, тебя вкусал. Да, Антон, а еще и днем. И вообще все время. Так же, как и все, так же, как и ты, наверное. потерь квартиры. Потерь. Ну Он, почему? кажется, меня хорошо поддерживал. Да. Спасибо тебе, Кварти. Баня с камерой была, Лёх, ты чё? Настюха там в труселях гоняла по бане. Мило улыбаясь. Комплимент. Квартиры. Красава, Рустам, но она не сложная, но ты молодец. Ну, а если что? Андрей, ничего не случилось, я просто сел. С этого нельзя. К сожалению, у нас нет шахмат. Влад, чай? Ну, давай поставим. Я просто сел для того, чтобы кота погладить. Чтобы он ко мне подошел, понюхал там меня, обнюхал, понял, что это я.
А мне писали, многие писали. Многие писали о том, что чтобы я не приезжал. Рустам, а это я тоже заметил это на стриме. Я не знаю, в чем дело. Мне кажется, это в настройках дело. То есть там в яркости или в чем-то таком. А? Ну, мне многие писали, типа, нафиг ты там нужен, уже надоело. Типа. Пусть Настя, ну знаешь, все хотят там поиздеваться над тобой или еще что-то такое. Какие это святые, да. Ну что, ребят, расскажите, у кого начался дачный сезон? Так. Он у нас выгорел-то как-то из... Уже давно начался. У меня уже все посажено. Все посадили. Давай заведем старый Жигуль. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Ви-ви-ви-ви-ви-ви. Ви-ви-пр-пр-пр. Ви-ви-пр-пр-пр-пр-пр. Ви-ви-ви-ви. Неси ты. Помоги дотолкать до гаража. Может, там придется перебирать ее. Обязательно сыграю, если там что-нибудь сыграю. Текен. А у тебя ты что, вообще есть какой-нибудь участок, где ты садишь что-то или нет? Эх ты, сранец. Надо же, я попал под пиздюлину с каким-то котом. Думаю, не важно. Спасибо за звезды. Нет, конечно, проще купить в магазине. Ну, не знаю, Димон, кому как. Я могу сказать, что для многих это такой своеобразный отдых. Там, на грядке посидеть, поковыряться, что-то там, не знаю, пополоть, там, не знаю, покопать эту картошку гребаную, которую я ненавижу копать с детства. Просто ужас, как ненавижу. Написал два варианта нового стиха, Серег. Да ты красава, ты вообще пишешь как орешки. Ты куда-нибудь их записывай, потом, может, опубликуешь где. Меня разрешают не в отпуск пускать, именно в Да. выходной, но... Я тоже не люблю, Саня, полоть. Что, поставить Ненавижу. на речку? Я это делал в детстве. Давай, Кверти. Ну ты не пропадай, Кверти, ты оставайся с нами. О, Макс Бирюков, здорово. Ты не забывай. Кверти. Давай, до связи. Димон, я, короче, бегал. Я постоянно бегал, очень много бегал по горам. Прям это. То есть я прям офигительно бегал. У меня даже, по-моему, варикоз. Ну, то есть какая-то херня с ногой, шишка на ноге. Помните, мне операцию-то делали на ноге? У меня теперь там шишка вылезла такая, какая-то, знаете, вообще нифига не прикольная. Где моя резинка? Кверти. Мы в городе Бийске. У меня 350 штук. Спасибо за звезды. 350 цветов себе. Красавец. Молоток все. Настя! Ты резинку украла. Чего? Резинку ты украла.
Кто? Женя? Женя уехала и забрала с собой мою резинку черную. Раз так делать. Ну возьми мою там сиреневую, синюю. О, Мазай, здоров. Екатеринбург, Андрей, очень приятно, взаимность. Давай, меняемся. Знаете, как я понял, что я отдохнул? Как всегда. Че, как, рассказывай, Серега. Как? Нормально. Я приехал в деревню. Я выхожу из автобуса, знаете, пазик. Да, пазик он такой. Останавливается, да, вот так пазик. Он останавливается. И я спускаюсь так со ступеньки, так знаете, так, шагнул. Так. Я дома. Такой воздух домашний. Офигительный, знаете, вот эта хвойная гора рядом. Ветерок летний такой. Прохладный, но жарко, но ветерок прохладный так обдувает. Я чувствую себя дома, так хорошо, так круто. Вдруг вижу, пацаны у магазина стоят, багбиль пьют, а там бутылки 2,5-литровые, и надо, короче, сминать вот так, посередине сминать, чтобы удобно было брать, а не как ручку. Такие стоят, багбиль пьют такие. И я такой, здорово, пацаны. Они так раз, опа, на меня посмотрели. Такие, ты кто? Ну-ка иди сюда. Я подхожу, вы что, меня не узнали, что ли, Серега? Серега, ты что, зачем голос? Что ты вообще? И началось такое. Короче, насобирал подачи. Вот, почти все дни лежал, даже не вставая. Да, полтора. Вот. Короче, не удалось собрать. Да где? Что собралась делать? Гречку варить? Да? Ты молодец. Ну, Что засуетилась-то? да, Надо ну же. что, я сейчас буду часа два ходить, улыбаться, Ишь ты, как дурочка. как дурочка она вот. Саня 3:0, да. Боярышник. Конечно, у меня сосед. О, Инсон, здорово! Связано с девушкой. Нет, не слышал, Инсон. Серег, да ну я не сказал, что я там свежий, сегодня с утра набегался, не стал. Да, Рустам, я. О, Эндрю Сиропова. Йоу, здорово. Евгений, не говори. Это. Что мне хотел сказать? Мазай. Вот, кстати. Я здесь могу просидеть сколько угодно. Я буду здесь сидеть сколько угодно. Все продолжается, ребята. Отвечать герою, там, например. Я понимаю, что ты волнуешься, и я... Да, дело даже не в том, что я волнуюсь, а дело в том, привет, Эндрю. Дело в том, что я понимаю, когда пишешь, и там, надо вот это вот отреагировать. Я не знаю, я поэтому тебе не писал. Про душ? Короче, пока ты был в отпуске, Леша дал большой камень в душе. Так это он еще на отпуск. Да, вот, я не узнавал. Я с ними не говорю на эти темы, и они со мной не говорят на эти темы. Повтор, включаем запись. Хорошо, Инсон. Ребятки, а может откроете посмотреть этот видосик, Инсон хочешь показать? Ну, в палатку. В палатку? Запросто, Дим, но только нужна палатка сначала. Забавно, в каком месяце начался? В октябре? Нет, в сентябре, 6 сентября. Денис Володин. Это самый популярный вопрос. Серег, приятного аппетита. Самый популярный вопрос. Да нет здесь никакого смысла. У нас нет призового фонда.
Как же я много раз на это отвечал. У нас нет призового фонда, мы просто здесь себя проверяем. И надеемся, что это шоу выстрелит. Оно выстрелит, но для этого нужны годы. Вот. Годами сначала поработать, потухнуть здесь, как некоторые говорят, или там еще что-то. А потом это должно все стрелять. Артем Тяпкин, привет. Что нового? Обрезание? Я в отпуске обрезался, кстати, ребят. Я пойду жить в палатку. Дим, смотрите, что я хочу. В первую очередь, ребят, я думаю, я готов на все для того, чтобы сделать порядок, навести порядок здесь, на территории, потому что меня это дико бесит и гнетет. Потому что сейчас лето, а у нас дом, как знаете, забытый Богом, как все заросло. Нужна литовка или секатор. Но сейчас там админы добавят там грабли, метлу, ну и, наверное, все. Секатор, триммер, грабли и метлу. Вот то, что мне нужно. Вот. Артем Тяпкин, да так, ради прикола. Короче, метла, это все, да, если добавят, я буду на это собирать в первую очередь, прям в первую очередь, для того, чтобы нормально навести порядок и в течение лета поддерживать, потому что за 1,5-2 недели вырастает вот такая трава, а если ее не стричь, она будет вот такая, и это все просто жесть. Ну как, кстати. Да, я буду собирать, Настю убирать. Ну, в смысле, я буду там стричь, резать, а Настя будет там с грабельками. Кирилл Васильев, привет, я вот все это заказал. Ну, Лёг Дизель, я не знаю, ценовую категорию не устанавливаю. Артем, привет! Меня зовут Настя. Вот. Дим, проскочил твое сообщение. Леш, напомни, сколько стоит первомайское большое задание? Что там? Я не чистил зубы 2 дня. Потому что я приехал сюда вчера. Ага, все вместе с приятным. Мозаик, ну, может быть. Да. Что, 3000, да? Нет, Дим, он не просто всю сутровосу. Ну, ты же знаешь, шутка хорошая. Да. Спасибо, Артем. Он нам не просто всю сутровосу, он насрет нам в колодец, вот так что называется здесь. Потому что он однажды прибежал, помнишь? Он прибежал и скорее насрал. Вот тут, возле колонки, вот такой какахой. Как колбаса копченая. 4,99. Ну вот, 4,99 большое задание. Ага. Он вот тут Саша дал задание, что сделать с ним, говорить с ним. Тогда выбежал, пошла около колодца, легла, давай в грязи купаться. Да. Санжик, здорово. Привет, Леонид. Ага, Леонид, спасибо. Если я хочу всю информацию собрать. Я, кстати, видел, я же был в этот день. Да, но... Ну я ненадолго заходил. Мне общий чат читать опасно. Меня начинает бомбить, потому что в чате в общем одно, здесь совершенно другое в нашем чате. И я начинаю это. Я говорю, мне лучше не читать, я пойду. Что там за задание? Покажите 2 видоса. Новое задание. Покажите 2 видоса. От Энсона задание. Связанная девушка с таймером, через чем закончился стрим. Девушка с таймером жива. Это был эксперимент. Давайте. Глянем 2 видоса от Энсона. Глядим. Здравствуйте, очень интересно, чем же закончилась вчерашняя история с девушкой, которую уже должны были то ли зарезать, то ли взорвать, ну хоть что-нибудь с ней сделать, давайте разбираться. Вчера после обеда был запущен стрим, на котором была девушка, связанная лентой. Это так лайтово связано, что, знаете ли, даже волосы не оставались. Я свою женщину сильнее заматываю. А в комнате, где она сидела, играла радио «Говорит Москва».
скучно, лучше уж сиськастых баб встречам смотреть, но это было до тех пор, пока в дело не включился Адольф Спикача. Интересно, знаете такой сайт Бега 2 ТВ или нет? Ну так вот, он, объединившись с ведущими «Говорит Москва», которые примчались в студию, начали, внимание, вести с ней Да, интерактив. То есть вы понимаете, что задержки на стриме не было, и то, что говорит на радио, она это слышит секунд через 10, и ты сразу слышишь ответ. Черт побери, как это понять-то хотя бы? Простите, на Москваче до этого говорили, что это железнодорожный, возможно. Спросите про железнодорожный. Это железнодорожный. Все, что она могла делать, это кивать головой так или вот так вот и показывать, что у нее капец как связаны ноги. Но сначала она сказала, что она была в Москве, потом сказала, что ее украли, когда она была без сознания, она не знает, где она. Потом вообще сморозила, что рядом с ней никого нет, а перископ дура сам себя что ли включает. Ну, в общем, показания были такие себе странные. Но давайте пока что это еще спустим на нервы. Самый финал был 23:48, когда на таймере было 12 минут, разбилась бутылка, стрим выключился, и все, после этого ничего не было. Самым первым очевидным вариантом развязки этой всей идеи был стрим, который начался в 12 ночи ровно по игре Get Even, в которой якобы похожий сюжет, в которой тоже есть девушка, которая привязана к стулу, но бедный мужик, который это стримил, не то что не ожидал, там, наверное, 90% дизлайков на 10, там было по 1000, наверное, уже спустя полчаса. Но более того, во-первых, не имеется русскоязычной локализации этой игры, то есть она, в принципе, не рассчитана на русскую аудиторию, и более того, разрабы откладывали ее из-за того, что произошло в Манчестере. В общем-то, они явно бы не пошли на такой совершенно дебильный пиар-ход. Второй вариант, который был лично у меня, это антипиарная акция, но она тоже отпадает, потому что кому это нахер здесь сдалось так подставлять, ну, в общем-то, вообще ноль профита. Но вариант с маньяком, надеюсь, мы все-таки отшибем, потому что представьте себе, насколько должен быть тупой маньяк, чтобы подрубить, сука, стрим на ютубе с жертвой, да, потом подрубать перископ, на котором есть геолокация, и все это еще и слушая «Эхо Москвы», и что там, заедая бутербродами с вареньем и с чаем. Это было очевидно, то, что с радио можно связаться, возможно, это был байт, то есть байт на то, чтобы связаться с радио, какой-то общественный резонанс собрать, потому что, ну, очевидно, что сарафанка пошла жопа как, смотрите у меня в группе, там не то, что комментариев много было, там люди боялись спать, а у них ЕГЭ, между прочим, завтра. Но даже самый, короче, отбитый маньяк такой бы дичь не сделал. Одним из самых логичных вариантов здесь является то, что это, знаете ли, новый челлендж, там 24 часа на стриме маньяком. И, возможно бы, даже если бы это так дико не захайпилось, и люди уже в ФСБ не собирались звонить, был бы какой-то жесткий такой красивый финал, а возможно бы вышел просто Николай Соболев, стянул бы маску маньяка с топором и сказал: ну что ж ты, сука, равнодушная, никуда даже не позвонил. Если все это резюмировать, то какая-то путаница в показаниях, даже ей показывали сзади, что говорить. Какой-то очевидный байт на радио для того, чтобы связаться, это самое первое, очевидно, что это бы было. Глупости с концовкой, постоянные баны, это тоже было легко предугадать, потому что вас будут банить. Нахер это надо? Спасибо. Перископы. Вы представьте, казнь в прямом эфире на перископе. Да так только на видео с открытием кейсов байтят. Это точно нереальный маньяк, это 100% не какая-то пиар-акция, потому что нечего, сука, пиарить. Скорее всего, это просто какая-то шутка, которая, весьма дебильная, и она, возможно, могла бы перетечь, в уголовную ответственность, извините меня. Вы видите, что у нас в стране происходит. Слово сказать страшно. Но стоп, это по-любому не прошло просто так, потому что, Пикач как-никак на этом немножко поднялся. Скорее всего, это что-то и было такое, возможно, это записывалось, возможно, мы даже вскоре что-то и увидим. Если у вас есть какая-то инфа, или, возможно, вы даже участник, стояли там сзади, пишите, очень интересно. Но если это была всего лишь тупая шутка и розыгрыш, чтобы поднять резонанс, то есть ничего ради ничего, ничего подобного, у вас хуевые шутки. Что это за дичь? Какая-то девушка просидела 28 часов, стримилась, что ли? Привет, это за мной. Вы вчера наблюдали 12 часов. Я сидела связанная в подвале с таймером. И да, я жива. Это был социальный эксперимент. YouTube и ряд соцсетей блокировали аккаунты со стримом, таким образом не давая вычислить мое местонахождение. Я поняла, что за свою репутацию они переживают больше, чем за мою, за вашу жизнь. Спасибо радио «Говорит Москва», они пытались меня спасти, у них почти получилось. Если бы не перископ, который тоже испугался. Но если бы это было на самом деле, я бы с вами уже не говорила. Хрень какая-то. Спасибо за задание. Санджик, Да, хорошо. 12 часов сидела девушка, обмотанная скотчем с таймером с обратным мощью. Никто не знал, что это такое.
совсем пополоумели уже. Это знаешь как? Мы с товарищем сидим вчера. Ну и в общем мы смотрели там Snail Kicker. И там, короче, а у него есть рубрика Bedroom. И он, короче, там это показывал одного дебила, дурачка какого-то. Ничего не думаю. Он показывал там одного дурачка, который это, что-то там, у него влог свой там. Мазай, чё? И мы такие, и знаешь, мой друг сидит такой, поворачивается, смотрит. Это кто? Я говорю, да хрен знает, дебил какой-то. Он говорит, ты, говорит, сейчас как этот, прям, как у тебя в комментариях на ютубе. Говорит, там, говорит, допустим, это, один комментарий пишут, это кто? А другой комментарий, да хрен знает, дебил какой-то. Snail Kicker, во-первых, подозрел в этом случае. А я не знаю, Сиранхели или как его там звали, но он, короче, анорексик, и у него там такая серьга в носу, там волосы длинные, у него такие эти, какой-то макияж, тут что-то какие-то красные такие эти. И он выглядит как, я не знаю, как зомби какой-то. Спасибо за оценку. Да, у нас есть Сиранхелия. Ну, значит, Сиранхелия, Лёха, есть, Андрей, у нас ютуб на Одноклассниках. Привет, Жень, привет! Лучший, здорово! Лёх, тебе сахар? Да. Сколько сахара? 2. А что ты там? Рассыпной? Да? Рассыпной сахар? Сок? Тогда 2 ложечки. Сколько? 2. Он дебил какой-то, не говори. А вы знаете, что такая фишка есть на сайте, типа планы на день? Мне показали. Ну, сегодня я видел на стриме. Планы на день, такой блокнот, там вводится. Теперь будем делать, составлять планы на день. Enjoy. Эндрю Сирока, спасибо. Лех Кашевский. Но, короче, я не знаю. Я посмотрел только вот, я узнал о нем в этом, у Snail Kicker, в этом бедруме. Да любую, только не черную. То есть и все, я даже не гуглил там, не смотрел. Пойдем. Поэтому я ничего не могу сказать про это, по поводу этого Сиранхелии. Жесть, короче, какой-то. Да. Что-нибудь добавлять новое в магазин? Я встретил девочку одну, и она меня спросила, а это ты хотел там соски проколоть? Я говорю, нет, не я, но я готов. То есть я, короче, брился, порезал сосок случайно, и я ощутил, что это не так уж и больно, поэтому я решил, что я готов проколоть сосок. Логика. Да, Женя, это тот самый. Да, Костя, ну как бы знаешь, с приходом Жени мы тоже сидели, пили чай, это нормально. Вот. Да, Женя это второй герой, который уходил в отпуск. Вот. Привет, лучший. Откуда лучший? Сколько лет? Не помню, 20 лет ему. Зовут Женя.
Понятно, лучше, понятно. Тейкен, да я как бы, я не говорю, что давайте мне соски проколем. Нет, но если вдруг на это налайкают, то есть на задание для Ильи, то я это готов сделать с собой. Ледовитые дела хорошо. Андрей Петров, Эндрю, фрик модель. Ну, короче, он худой. Да, вот этот. Да, О, вот боже этот тип. мой. Женя, это девочка, герой тоже шоу, она ушла с проекта. Вот. У него еще да, с бровями что-то напутано жестко. Это я видела в ВК, что ли? Мужика, короче, модель. Я видела мужика, вообще на кошмаре, тоже худой. Ну там написали просто, что типа, кто это такой. Что же длинные волосы. Расставай прибыл ГГГГГ. Привет, Настя. Серега. Привет, Артем, Привет, привет. привет. Ну и чё? Вот это, там фотки, конечно, офигенные. Там любая девушка ему позавидует с его внешностью. Да. Вот так, ну он симпатичный, знаешь, такой прям. Натурально симпатичный. Я видел видео. Я видел видео Пистолетова, где он дрочит и поет песни дрожжами. Да, привык. Алексей Кашевский, Лёх. Ты говоришь про этого, про Эндрю вот этого Петрова? Офигеть. Ты уже без внешности. Отросли дати. Так это он? Или девушка? Ну, даже голый будет, по-другому будет. Многие голоса. Андрей Петров. Да, Я. Дима. Текен. Согласен. Прости. Вот, кажется, часто заходил в чат, но если на него настроение он его поднимал. Поначалу был чат, то есть все движение, потом какое-то время оно куда-то попало. Вообще. Вот. Нормально. Говорите, ты случайно не себя сейчас сфотал? Я сам не знаю, я еще раз себя не пришел. Я же говорю, я... Привет, Серега. Здорово, Сергей. Еленка, привет. Я это... Стеснялся, боялся зайти. Стеснялся, боялся. Нифига стеснялся, он боялся. Это же жесть. Это же типа ты спишь с Лениным. Дима, а тебе скажи, чего у меня там? Вот. Что ты нифига там стеснялся, полдома разнес. Спасибо, Эндрю. У меня руки тряслись. Не, я боялся закормить. Ну, знаешь, я отвык. Тяжело было собраться, Ну, наверное, так же будет. чтобы зайти. Да. Спасибо, Эндрю. За трек. Я, блин, смотрю на тебя. Я, блин, смотрю на тебя, понять не могу, кто зашел в маске. Ну, остальные, блин, на улице не было. Понять не могу. Вроде смотрю по бровям, вроде какие-то сильно светлые, кожа сильно смуглая. Что за фигня? Когда штаны снял, то шрам. Я подошла, посмотрела, о, шрам. У меня паника, у меня то, что погром, у меня все, у меня вообще, я потерялась. Еще Серега, не Серега, у меня паника реально, прям настоящая паника была. Жестко. Все думали,
завтра. Сегодня же 31. Что я всем говорю, что завтра приду. Волк всех кликов. А я знаете, кого посмотрел? Илья Рай. Уматный тип. Я прям вообще в восторг от него пришел. Пранкер, он, короче, разыгрывает, ходит людей там, знаешь, падлом это, такой костюм, знаешь, худой, ходит там, не знаю, водой всех обливает на улице, там, сталкивает там в воду. Да, ну есть такие. Ну, да, Лёха, вообще Я обалденно. видела, как же собаку бегала по пляжу. Что-то еще было. И в лифте он, короче, встал, разделся, такой, ну, зашел, знаешь, разделся, голова стоит. То есть он прям вообще отбитый, и он офигительно отбитый, то есть у него чувство юмора хорошее, внешность приятная. Андрей, Женя покинула проект уже давно. Андрей Кузнецов, привет. Че это? Ты Димон. с ней так прям... Димон, ну ты это, Заходи, если что. Ой, как гречка пахнет, да. на ютубе, к сожалению, нельзя, Влад. Чтобы дать задание, нужно его сначала... Конечно, я тебя помню. Оно стоит 25 лайков, это 50 рублей. Лёг, да? Вот это вот у них есть рубрика, что-то дело за дело, или за, ну, то есть не задание, там, раздают друг другу, короче, выполняют работу. Еще матно. Я даже, знаете, замотивировался, так, захотел тоже что-то подобное делать. Случайно? Да, Инсон, ну извини, дружище. Оторвемся с тобой онлайн, когда будет у меня день. Андрей Кузнецов, бывает? А как ты в ВК зашел случайно? Спасибо за звезды. О, можно банан? Ну да, он жесткий. Жесткий? Ты бери который блокировал, там зеленый, да? Потому что я люблю, когда жестко. Соскучилась по моему пошлому шутку. Конечно. Вообще, рада, я говорю, рада вообще безумно. Да, будешь теперь меньше работы. Завтра на выходной пойдешь. Вообще оторвешься. Я и по тебе соскучилась. И, блин, ну, у меня новые эмоции появились, наконец-то. А то я начала прям жестко прям бросать уже под конец вот, недели уже. У меня, знаешь, такой нервоз начался, когда то хорошее настроение, то плохое, то его вообще нету, в принципе. Короче, капец. Правда, банан зеленый. Кто бананы такие купил, блин? Вот, ела 3 дня нутеллу. Да. Да. Как? 4 дня ты ела нутеллу? Растягивала. Да, Артем, что? Растягивала удовольствие. Эндрю задание просто открыть. А, Админы кто? Ага. вот. И я, знаешь, я за все это время, короче, готовила что такое вот из еды нормальное. Это рис с мясом. И то я не доела, не успела доесть мясо, испортился рис. Ну и что я, вот что, ну что я там буду есть-то? Я не могу много есть одна. Про какой загар идем? Я, короче, так это, потом картошку попросила, картошку отдонатили, я питалась картошкой. Если захочу, пойду перекушу нутеллу с чаем, и нормально чаем гоняла. Ну, правда, не жалко когда продукты. Контрастный? Это какой? Ну чё? Это кого контрастным назвал? Андрей Кузнецов, к сожалению, нет. Или к счастью, не знаю. Да где подкачался-то? Кстати, я съел 30 торт. Нифига себе! Они просто появлялись дома, я не знаю. Я прям жрал ложку. Спасибо за звезды. А, загорел, ну. А, ну, в натуре смотри. Вот, я говорю, ты вообще съела. Я вкусно загорел. Нет, я не загорела, я бледная. Ну, я загорел. С беленькими ладошками.
Расскажи. Первый раз, в общем, наложила ров, там же фигня, они у меня потухли к чертям. То есть зажгла, они сгорели. Да. Вот. Мне отключик помог. Админчик помог? Да. То есть пришел админ, помог сгореть? Нет, в смысле, он мне подсказывал. Вот. И это. Я слепила, в итоге все нормально, даже теплое время, нормально, маленький получилось. Короче, я офигела. Тяжело было? Да. Тяжело. Я почти не заходил. Я заходил, наверное, раза два. На смену. Мама все просила, включи. Вот они включу. Поэтому я не видел, как тяжело было. Это может быть даже и к лучшему, потому что я бы стал переживать и захотел бы приехать раньше. Нормально бы не отдохнул. У меня первая паника была, когда Женя уходила, я говорю, в отпуске, я говорю, я прям не знаю. Я так и подумала, что сейчас можешь рвануть. Привет, Лиза, Ким. Ага, Андрей. Спасибо, Андрей. А чё? Это, ребят, у кого есть возможность, передайте, пожалуйста, ЛК на сосиски. Пожалуйста. Да, добавлю в ВК, всех добавлю в ВК, кто... добавляйтесь, если хотите. Лиза Ким. Ну да. Знаете, вот я был в конфе, и мне опять задают такой вопрос. А что вообще, зачем вы, что вы делаете? Новое задание. Задание от Эндрю Сироко. Актеры по отдельности поздравляют меня с днем рождения, а потом танцуют под музыку Psy Lady. У тебя сегодня день рождения? У Артема, у Андрея Сироко день рождения. И он дал задание, чтобы мы его поздравили. Итак, уважаемый Андрей Сироко, я хочу тебе сказать только одно. Знаю я тебя мало, но люблю много. Поэтому, дружище, будь счастлив. Радуйся жизни. Хватай звезды. Вот так, хватай звезды на небе. Хватай сиськи у женщин. Хватай бабки. И, короче, езжай сегодня куда-нибудь отдыхать. Отрывайся от компьютера, потому что на улице лето наступает. Еще буквально один день. Буквально один день и лето. Поэтому я как бы хочу тебе пожелать только, чтобы сегодня у тебя было как можно больше таких моментов, которые создают впечатление потом о дне рождения. То есть, чтобы ты прям вот покуражил, но именно так, как это представляешь себе ты. Вот. То есть, прям вот, чтобы тебе было круто. И я поздравляю тебя, дружище, и здоровья тебе, здоровечка. О, Философ пришел. Привет, Философ. Я, в свою очередь, скажу вот что, Андрей. Привет, Философ. Я знаю, что у тебя пополнение в семье. Всего хорошего, всех благ вашей семье, побольше, вот не туда будет сейчас сказано, но побольше здоровья ребеночку, побольше вам нервных клеток, чтобы они восстановились вовремя, чтобы вы не сдвинулись с катушек, это очень тяжело. Чтобы также на работе был порядок, чтобы все было хорошо, чтобы и денег было нормально, чтобы ни на что не жаловались, чтобы всего хватало, чтобы все твои желания исполнялись с днем рождения. Ну давайте, что, потанцуем-то как он? А как он там танцевал-то? А поставьте, заведите клип, мы повторяем. Философ все это время не было, захотел раздумать. Да он, походу, не к тебе, а ко мне заходит. Да. А, философ. Поехали. I feel nice, you look nice. 널
Спасибо за задание. Спасибо. Это поздравление с днем рождения для Эндрю Сироко. С днем рождения. С днем рождения, Эндрю. Саня, жили здорово, Жека ушла. Ребят, вот сейчас это было задание. Задание от одного из пользователей. Задание дается на официальном сайте. Вот здесь можно увидеть ссылку на официальный сайт. Вот. Для тех, кто хочет, чтобы мы повыполняли ваши прихоти, можно это сделать на официальном сайте. Дать задание. И мы его сделаем. Пойду я зубы почищу, потому что я не чистил. Конечно. Спасибо душевно. Очень понравилось. Не за что. Она просто решила уйти, покинуть проект, решила, что дома ей будет лучше, вот и все. Кстати, ветер утихает, наконец-то. Александр, у меня все хорошо, вот Серега пришел с отпуска, я счастливая, довольна. Там гречневый горит. Хорошо, кстати, да. Гречу-то. Греча-то она такая. Да. Ничего страшного. Это можно сделать потом в чашку. Ребята, нам осталось 100 лайков до сосисок. Давайте что-нибудь замутим, не знаю. Разыграем как-нибудь, не знаю. Или придумайте какой-нибудь мини-челлендж за сосиски. Ты самый чистый допинг, разрушаешь меня изнутри.
И в то же время хочешь ненавидеть и любить. С тобой так опасно, каждый день на краю. Легко так сорваться, но почему-то я стою. Давай не будем вместе, и в чем-то эти бести. Но крепко я подсел, и никак не слезь мне, словно бешеный ритм. Так легко будет невыносимо. Ребят, там точнее сколько осталось сыграть на сосиске? Ребят, те, кто не понимает, что тут происходит. Если... Спасибо, Жень. Вот, сейчас я все объясню вам, что это, сколько идет и зачем это. Это интерактив реалити-шоу. Мы герои находимся... Наконец-то мы герои! Вот. Находимся под управлением пользователей на официальном сайте. Вот здесь есть ссылка, вы можете дать нам задания, мы будем их выполнять. Все, что происходит в доме, все под камерами. То есть трансляция идет уже непрерывно 267 день. 267 день. Вот. Все, что есть в этой комнате, все приобрели пользователи. Мы как Sims или Тамагочи. В общем, вот так. Только с живыми людьми. Дмитрий Соболев, ты можешь дать задание, и она дожмется 100 раз. Но это нужно сделать на официальном сайте. То есть мы же не дураки, да, типа. На официальном сайте там заходишь, вот здесь есть адрес, вот, seregatv.ru. И Николай Соболев. Заходишь туда и... Вот, ты даешь задание, да. Спасибо, Эндрю. Ребятушки, давайте набьем сосисочки, пожалуйста. Спасибо, спасибо, Андрю. Вот. Для тех, кто хочет как-то поуправлять нами, там, не знаю, подавать задания, там, просто пообщаться, посмотреть видеоотчеты все, которые вообще есть с самого начала, посмотреть, там, не знаю, описание, почитать обсуждение, голосование, там, и так далее. На самом деле, можно из всех тех инструментов, которые есть на сайте, можно устроить нам тут такую бурную жизнь. Но все только за счет вас, ну, то есть благодаря вам, зрителям. Привет, Данил. Здорово, Данил. Равенко. Привет. Привет, Сара. Привет. Сара, привет. Я же хотела ногти накрасить. Хорошо. Как будет у меня выходной, я обязательно добавлю тебя в друзья. Решила покинуть проект, поехать домой. Кстати, есть видеоотчет, по-моему, или на сайте. На сайте официальном есть В видеоотчет. ВКонтакте, по-моему, есть видос, где Женя объясняет, что к чему и почему она ушла. Можете посмотреть. Также немного позже будет готов видос о том, как я провел отпуск. Для того, чтобы не объяснять на все вопросы, там все будет как бы понятно. Медведь на экране бывает. Она сама отправляла привет и говорила, что она просто устала и хочет терять эту песню в караоке. Да? Читывал, так это уже. Дим Шобаев, а тебе сколько лет? Из какого города? Тёма давал. Тёма давал? Тёма Север вообще издевался. Да? Поставил, короче, сперва задание было танцевать. Ладно, потом, короче, второе задание тоже танцевать под рэп. Танцевать под рэп, ладно, короче, я это как-то сейчас сделала. Потом он дал Каспийский груз тоже зачитал. Что-то типа вроде. Я вообще не знаю, Каспийский груз. Ну вот.
Да, Леш, я завтра после подъема соберусь, Зажигай, ныряю в бассейн и запечатляю момент. соберусь, И завистью смотришь на выкрашусь фото и пишешь мне пример. Хочешь монет? Лиза, привет. Хочешь монет? Нет. Ты думаешь, ей нужны деньги? Ей нужен мой инструмент. Тебя душит джамбы на победу. Кстати, да, умею. Данил. Непонятно, Жаренко. откуда я взялся, но с ней хуй. Дмитрий, задания даются на официальном сайте. Для тебя это шок. Любимый твой рэп дотыкает мой трек и пацаны. О-ля-ля! Ух ты! Спасибо, О-ля-ля! Ух ты! Навешенька, спасибо. Спасибо. Бля, а где у нас, где моя резинка-то? Ну где она? Ну Настя, ну как так ты же потеряла мою резинку, она такая драгоценная для меня. Говорить, ты приехал сюда, спускаю бабло. Ну, кто? Не плевать, что я не буду тебе говорить, не плевать, что я не буду тебе говорить. Настя, нет, ну ее здесь нет. Нету, я убиралась, я, кстати, ее не видела. Потому что ты ее украла и присвоила. На Спасибо. здоровье. Спасибо, Лаваш. Спасибо тебе огромное. Эндрю, Андрей, ну как бы так я... Вот так? Я спускаю бабло Спасибо за звезды. тебе. Шкура вообще не получит ответ. Спасибо за звезды. Кстати, у меня на сайте до сих пор написано, что я в отпуске. Приятного, Серег. Вкусно было? Приятно, приятно. Мне совсем не нужно иску жалеть, чтобы сука была. Данил, на сайте. Я уверен в себе, как мы Мейзер, и она хочет титульный бой. Увидев меня. Дмитрий Шобаев, ты абсолютно прав. Вот с каждое твое слово верно на 100%. Я живу как хочу, а ты нет. Я живу как хочу, а ты нет. Это тот самый скруш, что купает за вами среди блестящих монет. Все дело в тату, мое дело в аду, и знаю, к чему я иду. Какой нахрен ту, все время вру, вот и гнильцо. Серег, красава. Хочу, а ты нет. Красава, Серега. Вообще нормально. Вот где моя резинка? Куда она делась? Кидает не только директ. Не могу ее найти. Колесо. Вы специально ее забрали себе. Я спускаю бабло. Продали на аукционе. Как же они трусили. Как ты угадал? Верните. Вообще не получит ответ. Верните мне резинку. 22 мы ж не засчитали ее. А я не знаю, Лёх. С ней разве приезжал? Нет, не с ней. А, Хотя, может быть, и с ней. Но их было несколько таких, других, таких, как вот твои. Попроси в магазин резиночку. Блин, ну ты пока его приобрету. а говорю, пускай тебе добавят такую резиночку одну. Одну, кстати, Вот, да. чей? Заходи под вечер, чисто Здравствуйте, да. Вот, мне приобрел тазик, приобрел... Эй, подруга, нету времени объяснять. Вот. Как хочу, ничего не буду Привет, Игорь. Заходи под вечер, чисто Привет, Игорюха. Вот, ты, что тебе же резинок много не надо, пускай в магазин добавят одну, там, две. Ну мне надо примерно 3 за один раз. Ребята, добавьте резинку в магазин. У меня Настя украла резинку и не хочет отдавать. Придется новую просить. Отметчики добавьте, пожалуйста. Спасибо, Игорек. Спасибо, дружище. А с завтрашнего дня я буду что-нибудь придумывать. А мы не можем открывать ссылки с почты. Спасибо, звезды. Вот здесь у нас, ребята, есть адрес сайта seremtv.ru. Где-то в описании, наверное, в ВК, в описании, если оно есть там. Я не знаю, как трансляция ВК оформляется. В общем, там должна быть ссылка где-то, если вы не хотите искать. Ну а так можно просто загуглить Серега ТВ и перейти. Ну так что ты будешь завтра думать, ты что-то... По поводу того,
придумать за... Интересно, просто сказала, не договорила. Ну это однозначно украли резинку. Ну что думаете, вы просто так они что ли возьмут? Нет, они возьмут, украдут и потом не отдают. Потому что это вот такие люди. Спасибо за Воруют звезды. резинки мои. Как ты угадал? Ну скажи мне, Настя, тебе что-то плохого сделал? Ну что тебе плохого сделал? Приятель Тана. Андрей Кузнецов, я понятия не имею. О, здорово, Саня. Да. Ты отдыхала, я решила у тебя резинку забрать. Да? Йоу. Ну, когда ты выедешь, я тебя чуть украду здесь тоже. Приятель Тана, привет. Санчила, как ты, дружище? Была же- Не нашел. Была? Здорово, Саня Суриков. Привет, Саш. В огороде что-то, а я не знаю. Там растет, короче, редиска, горох, кабачки и зелень. Вот. Какая-то... Там, короче, петрушка, укроп, сельдерей, салат. Надо попробовать, да? Да. Ну, я не знаю, я вот с этой стороны убирала. Я не знаю, вот здесь я... Не знаю, может быть, еще... У меня все ништяк, Саня. Надо будет редиску, короче, присадить, чтобы... Данил Жаренко, смотри, чтобы зайти на наш сайт, ты открываешь Google поиск, поисковик. Саш, Заходишь в Google, сейчас, Настя, подожди, заходишь в Google и пропечатываешь там Серега ТВ, прям на русском. И потом переходишь на сайт Серега ТВ. Первая ссылка. Саш, ну, редиска будет где-то, наверное, через недели 2-3 точно. Потому что она уже прям такая нормальная в форме. Вот, салат растет, укроп тоже растет, и он маленький, но он есть, салат тоже. Тут буквально недели 2-3, как пойдет лето, и все вырастет. А, картошку посадили. Посадили? Сама посадила, что ли? Уже посадили, она Да. Это. Сань, да все у меня нормально, правда у меня вот нога теперь болит. Ну не болит, а там, короче, такая шишка появляется. Какая-то водянистая, и она растет. О, у нас огурцы, а когда их садить? огурцы есть, Да. а поздно уже. А, нет, не поздно. Надо, я не знаю, на вот как еще было? Интересно. Мне уже нравится. А у меня тут сильно ну, чтобы он нормально рос, нужно рос. Ух ты, нифига себе, прям стихи. Только огурец нормально рос. Да, вот, что это, как видно? Как лучше? Ага, Саша, что за картошки, ну. Все нормально. Мы даже в этом, даже на подоконнике хорошо. Пожалуйста, дай резинку. Я не знаю, я сделала, правда. Ну, я убирала с подоконников в алюминий, правда, я не видела. Какая я Наташка? Пока что здесь я. А я тогда кто? Какуля. Растение компактное, женского типа цветения. Сань Суриков. Это, Сань. Там у нас в ВКонтакте есть видеоотчет, как она ушла, то есть она там объяснила сама, что ушла. Если хочешь, можешь посмотреть.
на 7 штучек. Много одного за не надо. Ну, я покакаю, хватит. Конечно. В одну капельку все размажем. Я покакаю, так размажем и посадим семечки. Как марсианин смотрел? Я не помню, да, вроде. Там человеческий какашек. А, точно, точно. Так. Ну вот. Вот посадим. Ну вот, Саша. А чё ты не заходил? Ты что так редко доходишь, Саша? Прямо, Саша. Для теплицы подоконник вкусно урожай, весной и летом. Многие думают, что я ее довел, но я тут абсолютно ни при чем. Да? А ты что думаешь тоже, что я Женю довел? В смысле, я даже не знала, что есть такое. А, да? Ну, не знаю, мне кажется, есть такое предположение. Котена, котена. Интересно, что если ты ее довел, она ушла, наверное, в то время, когда ты пришел. Что-то нелогичное. Надо берегись. Вату надо. Простую вату. Я не знаю, я вообще, знаешь, когда Женя уходила, я такая думаю, пришла, и значит, на проект было 4 героя, осталось одна, думаю, ошибись. Да, я просто тиран. В зал ходишь? Я титан. Молодец, Саша, молодец. Сколько у вас градусов? Кстати, Саня, вот на клипе я смотрел на тебя, ты так здоровый парень. Зарина, майку подтяни, это что, это как? Необычный малыш, попавший... Необычный малыш, попавший... С Луны на Землю жители ряда очень признали семье за его добрый нрав, гостеприимность и точность стремления пройти некоторых информаций. Знаешь, что, о чем он говорит Ты прям это аккуратно состригили, что можешь открыть. Да. Он полностью так открылся. Здесь делается. Ну вот возьми, обстриги. Да. Я не знаю, Миша, я даже не помню. День без 30. Ну нормально. У нас что-то погода местами портится. Сергей пока еще не знает множество простых вещей, не понимает, как устроен окружающий мир, но очень быстро учится. Ему нравится этот мир, и он хочет сделать его лучше для мира. Знаешь, что делать? У меня тоже так было. Я прям маленькими частями срезала постоянно. Потом у меня 3 недели через 2 ломался, я его прям срезала, спилила. Да, конечно. Ну, я не знаю, не хочу какого. Ты вот так потом не дай бог загорешь, чем через какое мясо выделишь. Да. Привет, Ларсен. Загрузила. Не видел. Ну смотри, где он поел? Он почти отошел. Смерч? Да, у нас был в немецком районе такой смерч. Там прям вот, прям, знаешь, такая фигня с неба. Жесткая, черная. Ларсен, все нормально у нас. Потихо. У тебя как дела, Ларсен? Да, мы одни в сибирском доме. Вот. Офигеть! Давай. Офигеть, я никогда в жизни не видела настоящий смерч. Фото, да. Хорошо у тебя дела. И град, охренеть. Ого. А что у тебя так синее?
где совершенно не умеет драться, хитрить, хвастаться и жадничать. О, круто. Игорек Колесник, привет. Чем мы занимаемся? Слушай, ну мы здесь, во-первых, живем под камерами, во-вторых, там выполняем задания, в-третьих, Игорек, а как у тебя дела, Колесник? Слушай, а чем занимаешься? Здорово, Алексей! Йоу! Зенит чемпион! Алексей. Лежу на диване, палец на ноге сломал. Твою мать, ну как так-то? Говорю, ну ты чё? Береги себя. Эндрю, спасибо. Просто отдушины, и из-за чего иногда и попадает в неловкие ситуации. Он обязательно старается. Владка, это как в той песне. Мне все говорили, заболеешь с душой нараспашку. Заболеешь с душой нараспашку. Ну, переболею и хрен с ним. Не хочу, Иван Кварына, не хочу. Я не хочу сейчас идти, смотреть. Я хочу прийти, вот так сказать, вот так. Да, ну и говнище. И убрать. Я не хочу прийти, сказать, ну и говнище, и уйти. Вот, поэтому, а убирать я буду завтра. Пусть она еще сегодня. Ну, когда кормить пойду, наверное, может. Колесан, привет. Здорово. Здорово, Колесан. Наконец-то приехал. Я ехал сюда и наконец-то приехал. Здравствуй. Мы здесь живем. С 6 сентября. Так ты видел, как... Известно, что Сергей вылупился из яйца. Да, Влад, да. Из яйца вылупился, да. Это было примерно, когда моим родителям было там по 30. 29 лет папе было, а маме было 26. 3 часа ехал. Нет, не 3 часа, мне ехать, короче, 150 километров. Близко. До Горно-Алтайска. И до Горно-Алтайска 110. Порой сходим, Игорек, сходим, больше заперти. Но каждый четверг лучший из нас выходит на выходные. На выходной. 24 часа. Это все. Настя хочет настрой подняться. Да, Колесан. Согласен. Настя на улице. Владка, ты мне лунтика описание, что ли, скидываешь? Только ставишь туда мое имя. Ну ты смешной! Серьезно! Да, серьезно! Серьезно, так вот не знаю! Серьезно! Да, серьезно! Просто смешнее некуда! Серьезно! Серьезно! Да, серьезно! Серьезно! Да, серьезно! Колесан, привет! Привет, привет! Серьезно? Да, серьезно! Убьешь меня!
знал, что вы мои вещи не заберете. Это как тогда. Я специально вышел посмотреть, чтобы вот забрали мои вещи. Это как тогда, когда 6 сентября я сюда пришел, разделся, значит, надел эту форму, трико и майку. И, значит, я говорю, уважаемая администрация, ребят, господа, я положил джинсы, там, кофту свою и ботинки на блэкбокс. Заберите, пожалуйста. А он там месяц лежал. А зачем? Ля-ля-ля-ля, шутка. А зачем? Да, действительно, зачем убирать? Я же человек живет. Так, а что, я чай не допил, мне кажется, вообще. Потому что задание было. Ну что уставились? Шутка, минутка, французская. Давай, вроде тесто лепешки. Я сделаю лепешки. Теперь забрали. Да, это смешно. Это смешно. Они настоящие юмористы. Серьезно? Серьезно? Поехали на Мерседесе! Поехали на Мерседесе! Разбились! Серьезно? Серьезно! Серьезнее не бывает. Вот. И короче. Слышь, админ. И Сейчас короче. заведу. Че? Давай, рассказывай. Вот, я сделаю лепешки. О! Такие вот виды. Да. Ты пользуешься ими? Серьезно? Серьезно? А? Положение еще оставила, я тут опять машину. Да? Ну даёт. Это типа дом 2, Игорек. Только мы здесь за балдахинами не трахаемся. Прям так, скажем. Серьезно? Да, серьезно. Новое задание. Оба-на, нет, ну это серьезно новое задание. Настя поет песню, няш-милаш, няш-мяш, о господи. Господи. Серега поет песню про курешку. Зачем вы это делаете? А потом Настя поет музыканты песню. будут слушать этих песен. Зачем? Что? Что? А, еще колба у нас есть, правда, еще не есть. Колбу купили? Охренеть. А где сейчас ее продают колбу-то? Она сейчас уже почти нигде не продается. Это что, это няш-мяш, ага. Сейчас я вспомню большой мотив. Крым наш, ага. Александр. Боже мой. Александр. Что такое? Учти. Удачки, спасибо. Удачка, ну, поехали. Произошел переворот, власти захват, вооруженный, массовой крови. Анечка Ковалева, хай-хай. Беспредел, антикоррупционный. Мы не имеем морального права перед людьми быть в стороне. Наша задача наладить работу прокуратуры в этой стране. Я уже слышу. Бля, можно идти. Я выйду. Хорошо, Лаваш, уходи. Власть, кровь, няш, мяш. Кровь, власть, Крым наш. Власть, кровь, няш, мяш. Няш, мяш. Крым наш. Няш, мяш. Произошел переворот, власти захват, вооруженный, к массовой крови привел беспредел и антиконституционный. Мы не имеем морального права перед людьми быть в стороне. Наша задача Крым наш. наладить работу прокуратуры в этой стране. Няш, мяш, Крым наш. Няш, мяш. Сейчас все будут жаловаться про кровь из ушей. Милый
конечно. Но Даняш-мяш тебе еще учиться. Но танцор классный на фоне. Ага. А мне что надо спеть? А тебе про пирожку с котлеткой. О! Это же моя любимая песня. Братишка, я знаю, что я не так пою. Там обработка, черт знает, на сколько раз. Здорово! Анна Рузанчес, это второй герой. Начальник привет. У нас тут тепло. Котлетки в обед. Поторопись. Начальник, ты что? Здесь хорошо. Тепло, тепло. Поторопись. У нас сейчас котлетки. С макрушкой. Нет, с пюрешкой. Ты поторопись. У нас сейчас котлетки. С пюрешкой. С пюрешкой. Поторопись. У нас сейчас котлетки. С макрушкой. Нет, с пюрешкой. Ты поторопись. У нас сейчас котлетки. С пюрешкой. С пюрешкой. Шахматы, телевизор. Сиди, коробочки клей. Ну, давай будь здоров. Встретимся на обеде. Ты поторопись. У нас сейчас котлетки. С макрушкой. Нет, с пюрешкой. Ты поторопись. У нас сейчас котлетки. С пюрешкой. С пюрешкой. Поторопись. У нас сейчас котлетки. С макарошкой. Нет, с пюрешкой. Ты поторопись. У нас сейчас котлетки. С пюрешкой. С пюрешкой. Спасибо за задание. Высказываю свое мнение. Я не понимаю таких песен. Я не понимаю. Ну прикольно они, да. Они в ремиксовке вообще офигенно звучат, но, блин. Серега молодца. Но, блин, это очень тяжело. Очень тяжело. Да. Ну и так как я вообще мало умею петь, то заметьте. Я к таким песням не очень отношусь. Ну послушать можно, да. Высказывайте свое мнение. Это мое мнение. А что надо было сделать? Там, по заданию мнение выразить? Я хочу сказать тогда за то, что Энджойкин делает. Ты красава, мне нравится то, что он делает. Один из первых, кто начал такое мутить, да? Ну интересно, но его петь нет, слушать, да. Петь. Вот. А петь, ну, блин, не знаю. Ну, я могу сказать, что я сейчас не спел, то там, не знаю. А еще... Не, ну это как... Шедевр! Это шедевр. Шедевр! Это тоже как посмотреть. Правда, 55 на 55. Ну, может быть, да. Ладно, что, пойдем. Спасибо тебе, Эндрю Сироко, за задание большое, огромное спасибо. Но мнение свое по поводу этого я могу сказать, я там не знаю, мне нравится петь, я люблю петь и всегда буду любить петь. Любые песни, поэтому, если хотите давать караоке, давайте, но, к сожалению, у нас на него есть ограничения. О, Александр! Здорово! Ядрить, мать. Привет! Так, для того, чтобы нам замутить муку и тесто, нам нужно взять вот эту штуку. Здорово, здорово, Александр. Нет, это так. Хай-хай. Я Ой, нет, это... ограничения уже убрали, потому что я вчера спела довольно много, в принципе, караоке. Да? Да. Там, по-моему, 10 караоке в день. 10 караоке? Да, 5 до... Что там, вечера. Спасибо за оценки. Да, тоже. Спасибо за оценки, ребят. Даже так уже? Да. Вот, мы ждем, короче, мы эти Сосиски. сосиски, лук. Сейчас обжарим лук. Так это... Сосиски. Так это... Ну а смысл заводить муку сейчас? А потом будешь опять под конец бегать, быстрее делать. А муку-то без... Я не хочу лепешку без лука. Ты хочешь луком? Ну ладно. Это что такая какая-то сияющая? Ну я рада. Неловко. Я рада. Да, Александр, да.
Я разговариваю с человеком. А у нас есть разрыхлитель остался? Я не знаю, что за них. Да? О, надо будет с разрыхлителем печь, потому что... Что у нас иначе еще они- есть? О. Настя, привет, Бердникова. Привет. Вот, ванилин есть. И перец, который надо закончился. Твою дивизию им бегать высыпался. Это неправильно, по-моему. Да. Вы смотрели фильм «Тетрадь смерти». Только сам фильм не аниме. Нет, не смотрели. Я тут вчера хотел посмотреть «Черную мессу». Знаете, фильм с Джонни Деппом, он 2016 или там 15 года. Как бы уже прошлогодний там и так далее. Но я только о нем узнал, увидел. Вот он, да. И это, начал смотреть, и наполовине заснул, короче, получается, что мне интересно. Александр, я отдохнул, знаешь как? Вот я однажды вышел гулять ночью. То есть ко мне приезжали друзья, звали меня в бар. Было такое несколько раз. Они приезжали и звали меня. Я не поехал в бар. А потом вышел погулять. Иду и думаю, а что я не поехал в бар? Почему? Странно. Вот в юношестве я очень любил ездить в бар. Мы там собирались. А я вот одного человека не видел 7 лет. Даже ну не 7 лет, меньше, но там, 5 лет точно я его не видел. 7 лет это он не пьет. Да, 7 лет он не пил, вот 5 лет я его не видел примерно. И тут мы с ним увиделись, ночью иду, гуляю, знаете, у нас было такое темное небо, ну то есть луны на нем не было, а звезд из-за этого столько, из-за того, что луны. Сань Суриков, вот, пожалуйста, я вас просто умоляю, не спрашивайте об этом, потому что это больная тема. Здесь кто не хочет, как бы я ни предлагал. Ну да ладно. Проехали. В общем, небо такое звездное было. Очень-очень сильно звездное. Такое, что, вот знаете, вы помните, я рассказывал про то, что край галактики видно. Ну, то есть Млечный Путь, вот эта вот такая белая полоса через все небо. И я так иду, гуляю, останавливается Кирилл. О, Серега, здорово, поехали в бар. Нет, не поеду. А назад иду и думаю, почему я не поехал-то? Раньше всегда любил. А потом понял, что вот я приехал домой, я же давно там, ну с 18 лет, уже 10 лет. Ой, 10 лет. 8. 8 лет. Может я левша, блин. По переменке. Вот я уже 8 лет не живу дома. И я приезжаю как гость. И вот я приехал, и знаете, я увидел, как вокруг меня все почему-то счастливыми становятся. То есть я приезжаю, у мамы там, допустим, проблема на работе, да, там, не знаю, она болеет, там еще что-то. И она вдруг так заулыбалась, и она там затрепетала, побежала там метать все на стол, там, знаешь, все там, каждый уголок там протерла от пыли, там все, знаешь, вот, ну все, ну, там настолько все идеально, и все, блин, мне даже неловко. Приходит там брат, например, да, брат тоже давно не видел. И он счастливый сияет, хотя он вообще, на самом деле, угрюмый мужик такой серьезный. Жена его тоже. Ой, спасибо, Эндрю. Спасибо, Эндрю, спасибо. И все сияют, понимаете? Вокруг меня все почему-то счастливы. И вот этот кайф, который я испытал дома на отдыхе, его искусственно не повторить. Привет, Владимир. Ни барами, ничем, вообще ничем не повторить этот кайф. Вот. Поэтому я именно набрался теплоты, душевности какой-то такой. Ну это все, конечно, громкие слова, такие, знаете, красивые. Но оно в натуре так. В натуре я набрался такой... Я не скажу, что я отдохнул физически. Ну что, я там, знаете, как поработал неплохо. Нет, Саша, я просто радуюсь, что я не одна наконец-то. Я вижу человека перед собой, живого человека. И я реально по нему скучала. Вот Владимир, это его рамка. Точно. Владимир, привет. Знакомиться давай, я Серега. И я был в отпуске, вот Настя, наверное, про меня рассказывала, сейчас пришел с дредами и пыской. Вот. Я за неделю
За 2 недели еще, ну, за неделю буду говорить, грубо говоря, за неделю. Я настолько устала находиться одной, что, блин. Да, Владимир. И я на Серегу смотрю и радуюсь, что он наконец-то пришел, и мне приятно его слушать. И я, блин, да человек в доме, еще один человек, я не одна. Это радость такая, ребята, вы не представляете на самом деле. Кстати, Настя же, вот я только и Настя здесь были одни. Больше никто один не остался. Ну, Женя осталась одна, но она на один день, ну не на один день. Ну, пока в больнице был. Пока ну что-то на больницу уже так одной привязки. Нет, они были с Илюхой, когда я в больнице был. Она оставалась одна, когда я ходил там что-то в кино, по-моему. Серега, как перебороть боль и поднять свою жопу. Владос, знаешь, в чем суть? Ты ленишься что-то сделать, например, да? Например, ленишься отжаться. Начинаешь отжиматься, и потом у тебя силы появляются, потому что это на уровне химии, там, тестостерон и все это поднимается, эндорфины там вырабатываются, и ты, короче, чувствуешь прилив бодрости. То есть это как аппетит приходит во время еды, так же и бодрость приходит во время занятий спортом. Чего? Ну так и. Чего и? Настя была, осталась одна, и вот, я пробыл здесь 34 дня один. Ну у тебя тогда был, знаешь, какой докал. Я говорю, просто я пришла, вот изначально я пришла, я готовилась к тому, что будет 4 героя, то есть все нормально. А тут один ушел, второй ушел, и я такая одна. Поначалу у меня был закал еще, у меня была энергия, а потом все кирдык. Не, почему, Саша? Допустим, девчонки, Света, Юля, ну, Света, по крайней мере, ей нравилось, когда я одна. То есть я общалась со всеми пользователями, и всем это нравилось. И поначалу было то, что много было пользователей, заходили, общались, потом уже, да, и пользователи меня поддерживали, за что огромное спасибо, реально. Да у меня сегодня праздник вообще. Прям вообще. Да, кстати, Риска сказала, что он больше не зайдет. У нее, да, ну. Вот. И я прям, блин, я на самом деле рада ее. Если вчера у меня не было никаких мыслей, у меня были только почему-то хмурые какие-то мысли и какая-то безнадега полная, то сегодня уже все отлично, и я знаю, что я до отпуска дотерплю, после отпуска вернусь и попрем по новой. Круто. Здорово, Паш Никар. Спасибо за звезды. Я знаю, что Риска больше не придет. Она вчера заходила, мы с ней поболтали, нормально все. Она сказала, что Саня Суриков, ну она больше не придет, но ВКонтакте мы с ней переписывались так немного. Я не знаю, что она, да ничего. Но если вам интересно, почему я ее не уговорил там и так далее, я никогда никого не уговариваю, уговаривать не буду. Вот Серега. Задумался. Что, задумался? А что она сказала, когда уходила? Она сказала, что у нее там какие-то планы, и если эти планы, ну, если она сможет этого достигнуть, то она не вернется. Если не получится, то она придет обратно на сайт и все весной. Ну, наверное, у нее какая-то там жизнь, может, личная появилась, и она ушла. Нет, Владимир, он пришел в маске и давай все тут тиранить. Вот, Саня, давай отмечать тогда что. В смысле, одну стерео меньше? Ну, Саня же, я ненавистник Риски был. А, С утра пришел на тебя Настя, говорю, нет, я, ты сказал, вообще. да. Володька Волков, чем занимаешься, Живет в Москве, работает в РЖД, если я не ошибаюсь. 36 лет ему. 36? Да. Ты же говорил 20. Да это не тому. 20 это так, другому. Да 20 это вот этому, который лучший. Вот. Точно. Да вот, ждем, когда принесут сосиски, в лук, сварила гречку, сейчас все принесут, накормлю, конечно. Да, нам сегодня подарили сосисоны, гречу. А когда? В общем, он алкоголик из Москвы. Да? Да.
Вот. Он, блин, он правда меня тоже поддерживал, я не оставалась голодной. Я прям, блин, ну я рада всем, что я не оставалась голодной, хотя я, в принципе, сильно не хотела есть. Не то, что не хотела есть, я боялась делать что-то, чтобы не пропало. Вот, потому что я знала, что, блин, ну, я сейчас готовлю, я поем один раз, потом это все останется, а холодильника нету, и беда в чай. Да, у меня такое было в начале, когда мне покупали, например, килограмм пельменей. И что я с ними делать буду? Килограмм один. Я и шел их варил в кастрюле, на костре, уже печь не топил, потому что жарко не было. Привет, Dark Leo! Привет! Привет, Dark Leo! Вот, я их варил, короче, потом ставил там просто куда-нибудь в сковороду или в кастрюле, там, вставлял там в воду, как бы так цело, чтобы более-менее прохладно было. И это. И потом жарил, ел. Короче, ел 1,5 дня пельмени одни там, допустим. Когда мясо покупали, я сжарил его. Но мясо мы купили только на 2-й месяц, когда уже Женя пришла. И до этого мне мясо вообще не Ну вот я готовила рис с мясом. Володь Волков, я обязательно пойду завтра наведу порядок у нее, у Хрюшки. Как раз Настя пойдет на... Тебе надо, чтобы кто-нибудь заметил, следил, иначе на огороде топчет. Я ее загоню в предбанник. Пусть она- Банник. Ну не в предбанник, там, где дровник был, там где... А что я не готовилась до этого? Закрою дверь, пусть она там тусуется. Дарк Лео — это второй герой шоу, он был в отпуске с самого начала на проекте. Вот. Меня зовут Серега Дарк Лео, а тебя как зовут? Давай знакомиться. Я был в отпуске, вот, вернулся, 2 недели нам мужик, я поехал. Володька, Ты куда поехал, Владимир? Куда? в смысле ты говоришь, что ты сейчас уходишь? Или куда? Или что? В чем смысл? Говори. Говори. Вот, и все нормально, короче, у нас есть спрей от комаров, мух и тому подобное, наконец-то. Меня тут мухи зажирали. Да. Несколько ночей прям. Я комаров Только спрей. стояла, Шипный спрей. ну, на тело. А, спать как сегодня пахнет. Ну, я думаю, что будет сейчас. Вот. Что еще? Андрей, очень приятно. Сандер. Я, ребят, по поводу, если вот сейчас кто-то переживает, тоже сваливаешь? Сань, ну давай до связи тогда. Мистикана. Вот, у меня появился тазик. Да, я видел. Крутой тазик. Да. Наконец-то. Я что-то как-то задумалась. Сейчас даже и прочитаю. Если кто-то думает, волнуется о том, как сейчас там свинья поживает, ребят, не переживайте, это свинья. Это такое животное, оно очень непривередливо. В плане там даже еды и так далее. Одежду обработать и до 30 суток действует. От клещей до 5 суток. Вот, завтра пойду к свинье. Беру ее завтра. Сегодня не хочу, ребят, сегодня как бы такой день возвращения после отпуска, и все-таки для меня сейчас будет очень много разговоров. Да. Будем шабить. Вот. Интересно. Крылышки сложены. И комарики вокруг нас. Да. Отвечаем пенным или самым? Наверное, пенным, Саш. Лучше пенная. У нас сегодня баня. Если блин, собирать, то только на пенное. Да, Я вообще не хочу, чтобы не люблю шампанское, если честно. Да. Колесан. Ребят, я еще раз напоминаю, у Мики кончается корм. Вот. Ребята, я могу сказать вам ответ точный, что будет с хряком по окончании. Во-первых, я абсолютно не знаю, когда будет окончание, это раз. Во-вторых, что будет с хряком, решите вы. Вообще Микки это как это герой шоу, у него есть статус героя шоу. И я не думаю, что там его зарежут. Почему тогда меня не зарежут? Давайте Настю зарежем на шашлык. То же самое. Как бы, в принципе, я почему-то считаю, что так. Но, не знаю, если, допустим, Камчер придет. Ну, что он? С работы он заходил как-то один раз. Ненадолго, минут 15 минут. Вообще есть, я что-то думала вот так, даже если дело касается того, если резать муки.
Смотри, ну пользователи тоже, они как-то наблюдают за ее жизнью, все такое. Но это нужно сделать какой-то, не знаю, день открытых дверей, чтобы пользователи могли прийти так же, допустим, все вместе собраться. Так. Тем более у нас нет холодильника. Не знаю. Будет на то, что Микки это же герой, который появился из раздела предметы. Ну, Так же, смотри, как Маус. с одной стороны, можно его отправить куда-нибудь жить, да, то есть его кто-то купит. Как его перевозить? Где-нибудь в Испанию. Почему? Самолетом. Существуют такие транспортные компании, которые перевозят животных. Нет, В я самолетах это я не грузовые знаю. отсеки есть для собак, там, Нет, для это я знаю. прочих. Ну, так забавно будет выглядеть. Да, Я не знаю. Нет, ну допустим, Камчер захочет, он же почти ее и купил, Камчер, свинью. То есть она стоила сколько там, 16 тысяч, по-моему, лайков. Или 8 тысяч лайков и 10 тысяч лайков она стоила. То есть он потратил 16 тысяч на нее. По-моему, поэтому у меня такое число в голове. Кто-то мне вообще сегодня предложил, чтобы ты Мауса забирала, а я Микки, но... Я говорю, постоянно с тазиком, с кроватью, с чемоданом, со свиньей, но... Я довольна. Нормально. Поэтому я думаю, что судьбу Микки может решить как раз такие вот только Камчер. Мне кажется, к концу лета нужно всякое уже поставить голосование, там или как-то спрашивать у Камчера, потому что к лету все уже. Куда его дальше бежать? Да как куда его дальше бежать? Пусть растет. Жри. Обычно летом вроде Да? конец уже все. Ну так она же еще молодая, сколько она там, наверное, не такая большая. Ребята, сколько вообще свиней держит? Сань, вот ты лучше скажи, сколько людей держат. Вот. Свиней сколько держат? Да, сколько вообще вот у нее период там до того, как ее режут и тому подобное, что с ней потом будет, если ее не зарезать? Мясо же вроде там. Ну ты не сравнивай, Саня, 3-0. Для Микки. А вообще, кстати, Маус дороже кушает, чем Микки. Намного. Да. И ветеринар тоже нужен. Ветеринар, да. Вот. Нет, ну Маус это Маус. Вот. Скажу так. Маус с самого начала рождения, он вообще единственный герой, который никогда не покидает дом. Всегда здесь. Ну, Вот в админке был, я его отдавала. Да. Когда его поранили. Я смотрю, у него кровь идет. Привет, Паша Иванов. Спасибо. Привет, Паш. Ну и клиника, когда кокушки резали. Ну, на клинику, на донате. Да. Свиней еще расти. Ну вот. Сань, Лех, ты что мы про свиней говорили? Всех так почему-то интересует судьба Микки. Все так жаждут его зарезать скорее. Как будто сейчас все тут приедут на шашлык на Микки. Знаешь, я вот точно могу сказать, что, судьба, конечно, зависит от зрителей, но я почему-то думаю, что должен решить Камчер. 5-6 месяцев. Камчер. А кто еще? Да и вообще с чего вы взяли, что ее резать будут? Господи. Давайте героя шоу зарезать, давайте Настю зарежем, давайте меня зарежем, Мауса зарежем, всех зарежем. Кварти. Перережем. Лечись, Кварти, лечись. Кварти. Не хочу. Это плохо. Меня в больницу возили. 7 месяцев. Давай, Саш, хорошо тебе погулять. Сань. Давай, до связи. Ребят, ну вы что, взяли бы, ответили Сане-то. Сань, давай, пока. Спасибо, что заглянул. Ну, как бы, я не знаю, я уже 3-й сутки говорю, что у Микки фон кончается. Реакции никакой. Привет! Holy Jesus, привет! Слушай, все задают вопрос по поводу того, камера другая или что. Блин, я даже не спросил, то есть вот я сегодня был в админке, когда приехал с отпуска, я даже не спросил. Я тоже видел, что стрим как-то ярче стал, что ли, или что-то такое. Короче, как-то ярко стало. Через счет, по-моему. Ну, раньше сейчас, да, скрин, ну, я не знаю, сильно ярко. Ну, либо на скрине просто так видно. Вчера был, короче, был этот,
Рейд. Хорош. Франчище! Не помню, короче, от кого какие-то там не русские. Армянец? Да, вроде. И, короче, одни дизлайки, и второй фигня. Может быть, Holy Jesus. Я понял, от кого. От этого. От армян, танкиста. Holy Jesus, Димон. Чё ты? Как ты? Расскажи. Слушай, я вот в деревне был. Ну, ни для кого не секрет, что я был в деревне в отпуске. Видеоотчет будет позже. О том, как я провел отпуск. Рисунок. Это будет свет. Во! Я бы была рада, если бы завелись бы. Курочки? Поросят. Ну или поросят. Где там все мужики? Вот, где им жить? Максимочка, добро пожаловать. Максимочка, привет. Ты видела? Это секс, да, пропагандирует. Бабуля вообще отожгла. Просто жесть. Я даже не подозревал, что она как-то сможет сделать. Там, походу, Франчище делает ремикс с бабушкой. Франчище, прием! Короче, Франчище делал ремикс. Почти его доделал, какую-то обработку начал делать, не сохранил, все полетело. Да. Я нормально звук. Еще 2 месяца учебы и на родину взял. Я катаюсь каждый день. Ой, красава. Я вообще считаю, что велосипед лучший вид транспорта. Супермакс. Тебя забанили, что ли? Привет, Супермакс. Артемий Газаров, привет. Что не было? Ну да, у нас немного громко музыка играет, приходится кричать. А, есть мешок комбикорма. Я не знаю, мы его вообще обновили, нет? Если не обновили, обновите, пожалуйста, админчики. Вот. Обновите, пожалуйста, комбикорм для свиней, если он не обновлен. Привет, Артем. Привет, привет, Артем Газаров, здорово, да? Артем Газаров. Ну, вот Где живешь? даже так, что вот в четверг я посидела, хорошо, но в итоге на камеру все равно как-то отдохнуть. Но Че? мне было так плохо. О, родной, здорово. Артемий. Плохо было? Очень На утро? плохо вообще. Да. Вообще капец. Обновите корм для Мики. Ладно, куда? Ребята, обновите корм для Мики, серьезно? Да, серьезно. Вот, и как-то, блин, на выходных как-то это не так проходит все. Тут я реально помирала, хотела в них, Юрчик внизу донатили. Да. Да, яблочко. Да. Потом йогурт я кушала. В общем, Ну, я делала блины. из чего? Что ты думаешь? У меня там сахар, мука. А, Вот. Здорово. Топ-сдуш от души. С легким паром, с родной. легким паром. Делала блинчики, короче, вот, сделала. Не так уж много, там, наверное, было, ну так. В итоге я их ела 2 дня. Да? Да. Не знаю. Не могла есть? С годуна болела? Нет, это было удобно. Да? Да. И вот у меня была паста. Спасибо. Я их замотала, короче, наелась. Ты ела бананы с блинами и шоколадной пастой, что ли? Да ты лучше меня питалась. Вот, и, блин. То есть вообще офигенно было. Иван, я выпила 4 пенных в четверг, и в пятницу я вечером выпила еще один. Еще один. А как? А, вот это добили, да? Банку пенного за 900 лайков, которая... Кому добил? И сколько она стоит? Ну, что-то 900, да. Что-то по поводу жизни думаешь, Настя? Да, я. Да, это, Holy Jesus. Максимочка, это понятно. Ой, Джизус, спасибо, Кверти. Спасибо. Спасибо огромное, Кверти, спасибо. Спасибо. Да, у меня заканчивается шампунь, но я пока на нее не прошу. Вот. Это. Ну, что я думаю? Ну, ничего не думаю. Покинула проект. Я пережила все эти дни без Сереги, и я очень рада тому, что я смогла это сделать, и все-таки пользователи не ушли. И я ела нормально, питалась, и был донат, и было общение, все было. Только что настроение было не особо. А сейчас вообще все замечательно.
Я могу сказать только одно. Как бы это ни звучало, хреново и плохо по поводу ухода Жени, но я этого никогда не пойму и не одобрю. Потому что моя жопа горит за эту идею. И я здесь живу и работаю, и не знаю, я не понимаю, почему люди уходят. И она говорит, я тухну там и так далее. Ну тухнешь, ну терпи до отпуска, сходи в отпуск, развейся. Все. Не знаю, пробудь всю неделю лучшим героем, просто придумывай себе челленджи или еще какую-нибудь, какие-то занятия для того, чтобы тебе хорошие оценки ставили. Про мясо? Про какое мясо? Про что говорите? Про Спартак, что ли? Поэтому я никогда не одобрю. Тем более, человек, который вернулся один раз. Ну, в любом случае, моя дружба с Женей, я могу сказать так, моя дружба с Женей, она абсолютно не прекратилась. Я также ее люблю и также буду с ней дружить и так далее, поддерживать связь. Если она вдруг захочет увидеться, обязательно увижусь с ней, то есть сделаю все для этого. Но, чтобы она сюда еще раз пришла и начала участие, я это вообще не одобряю. Потому что, ну давайте я сейчас уйду. Я уйду, потом приду через месяц, скажу, все, я захотел вернуться. Так не канает. Костя, ты про какое мясо? Какое мясо? Иди, Артемий. А что, почему бы нет? Иди, конечно. Сходи в кухню, возьми там в холодильнике себе что-нибудь скушать и покушай. И будь счастлив, и улыбайся, попей сок. А тебе сколько лет, Артемий? Наверное, мало. Салями! Привет, Салями! Да, я рада безумно, Салями. Привет, Салями! Привет! Да, Кверти, да. Там мясо капец пришел, я так не смогла бы доесть. Да, кстати, после выходного я отдала хорошо. Да. Ну тут видишь, ты актер более креативный в этом. На тебя сожаление. Пожалей, так уходит, что там? Не вошло. Отправь еще раз, пожалуйста, Димон, если можно. Максимочка чат засирает. Да и хрен его. Ну, с Кверти постоянно после отбоя болтали. Ну, иди спать, я говорю, нет. Он спать ложит, не возьмешь, я говорю, нет. Что еще? Вот мне тоже многие говорили, Блин, опять маленьким в уходе, я думаю, что проект... Иди с Богом, Артемий. Привет, Анастасия, Настя Замесова, привет. Админчики, а можно его забанить, а? Пожалуйста. Я его не за что баню. Что он сейчас? Ну ты, если ты говоришь... Ну, я не знаю, кто президент. На президентской основе, ну как бы я, наверное, президент и, блин. Настя, все хорошо. Я так думаю, наверное, я президент или нет. Вот, и хотя бы на какое-то время его забанить. Чат засирает, что... Тимон, Холи Джизус, ну видел, да? Ты видишь телек, пролетело сообщение. Сейчас подождем, он уйдет кто-нибудь. Короче, смотри, ты говоришь, ты актер, тебе попроще, я тебе могу тоже на это сказать. Многие спрашивают, а что вот, блин, там, не знаю, Настя петь не умеет? Бля, теперь у меня тоже чат не пишется, как у шамана, сука, на планшете. Бывает. Бля, теперь у меня тоже чат не пишется, как у шамана, сука, на планшете. Алина Соловьева, здорово. Привет, Алина, привет. Да, видишь, Коля Иисус. Короче, что вы, говорит, классных не наберете ребят, артистов, которые будут все креативно делать и так далее, там все. Точно, у меня же 50 аудио. Веселиться там и так далее будут круто, там песни петь круто, танцевать круто. Нет, чемодан не забыли. Привет, чемодан. И я говорю, ну а в чем? В этом и есть грандиозность шоу. Да с чего вы взяли-то, что я наелся?
Я ни на килограмм не поправился. Вообще. Привет, Даня. Привет, Даня. Здорово. Вот, и это. О чем я говорю? Почему не говорю? Да, почему не наберут каких-нибудь классных, креативных ребят, связанных с актерской профессией, которые бы могли там круто делать шоу. Но я могу сказать, что вот то, что там Настя неуклюже танцует и неуклюже поет, не умеет это делать, в этом и есть такая небольшая фишка и грандиозность. То есть, если бы не было, я всегда это говорю, не было бы жидкого терминатора, не нужно было бы тогда и Т-1000 создавать. Контрастность. Это одна сторона монеты, а с другой стороны, ну да, если бы были все ребята какие-нибудь артисты. У меня с чувством юмора как бы не все так прям идеально. Да, Салями, я думаю, что я завтра пойду на выходной. Вот. Я пока уходить не собираюсь, у меня завтра выходной, я завтра отдохну. Я рада, что пришел Серега, вот сегодня мы с ним поболтаем. И, в общем, да, отпуска осталось не так уж много. Вот, так что я дотерплю до отпуска тоже. Схожу в отпуск, и все нормально. Так что с новыми силами. Не зря я тут одна оставалась, в конце концов. Ты что, я так возьму все и брошу? Алинка, ты что, в колледж поступила, что ли? Алинка в колледж поступила. Ой, в техникум. Технарь. Что ты накатилась? Я бегал много. Сегодня, Клэрти. Это... Миша заходил, который постоянно сидит в чате, но не пишет. Михан Михан? Или Михар? Просто если бы заходил Михар это, короче, вообще... Нет. Старый. Ну, он говорит, он тебя знает, там Женьку знает, Солод, он тогда пришел один раз, все, постоянно сидит, но он не пишет. Михан, здорово, если ты здесь, напиши что. Да, Салями, да. Вон как сияешь, Сияешь. А что ты на день раньше вернулся? А вот такой сюрприз у меня просто, понимаете? Сюрприз. Ты что, не видела, даже как я дошел вообще в маске? Я стою, мне сердце как убьется, я думаю, нафиг. Я в админской маске зашел, разгромил дом, устроил беспорядок. К тому, что она еще сказала, что проект тухнет. И я так не думаю, типа развитие идет, вот закупка прошла. Идея классная от Чеха вроде была добавить рекламу в предметы, и мы ее будем лайкать. Да все еще идет, шоу идет, все еще впереди. Смотри, Holy Jesus, к чему я пришел именно здесь, находясь здесь на проекте. Меня взяли и окунули в неведомую хрень. Не знаю, в мир стриминга, в мир ютуба. И что я понял? Вот сейчас уже я не хочу, знаете, не хочу что-то такое придумывать, там, какую-то фишку, знаете, там, чтобы там, не знаю, какой-то трэш, как вот Женя хотел, там, обрейте меня наголо, там, не знаю, давайте я там проколю себе там щеку, соски, там, не знаю, измажусь дерьмом, там. Вот этого все я не хочу делать. Это, во-первых, не этично, не вкусно, не красиво. Всем родные. Это не прикольно. Это только вот низменные потребности возбуждает. А во-вторых, это то же самое, что в-первых. Да и кончаются мысли, за этого у человека пропадают какие-то еще либо эмоции. У него план эмоций сосредоточен на вот это вот трэш, что ему постоянно ждет. Вот, это тоже такая одна из проблем, которую сам себе надумываешь. Родной, спасибо за трек. Пока, Артемий. И, короче, вы знаете, чего я хочу, Димон, добиться сейчас, вот, Holy Jesus? Я хочу стать человеком реалити-шоу. Что это значит? Я хочу, чтобы наблюдали за мной, все просто наблюдали, чтобы, то есть вся моя жизнь, абсолютно вся моя жизнь. Да, пожалуйста, родные.
Спасибо. Чтобы вся моя жизнь вот именно по-настоящему зависела от зрителей. То есть прям по-настоящему, чтобы, не знаю, все видели, как я там не знаю, переболел чем-то или там как-то превозмог над собой, там, не знаю, стал спортсменом, или там все видели, как я выучил английский язык, не знаю, все видели, какая посуда там у меня появляется, или еще что-то, как обустраивается мой дом, чтобы все видели, как я женюсь, и чтобы все видели, как пойдет мой ребенок, как он первые шаги сделает, то есть вот это вот вплоть до такого. То есть я хочу, чтобы люди заходили не посмотреть, на какой говнотрэш я делаю на данный момент, а чтобы люди заходили посмотреть на то, чем я занимаюсь в данный момент. Просто. Это вы знаете, как... Кто-то давал такую идею сделать ваш дом со стеклянными стенами. По-моему, это Руслан Буров. Сделать ваш дом со стеклянными стенами и поставить в центре города. И все, и все будут ходить и смотреть на вас, как на зоопарк, как на цирк. Да, там. Стал мемом в интернете, да. Алина Соловьева, ты просто не представляешь, сколько мне пришлось провести этих бесед разъяснительных с родителями, с бабушками, со всеми по поводу закопки, потому что я хочу повторить закопку. Потому что мы не добились того, чего хотели добиться, мы не достигли этой цели, которую себе ставили на 2 суток, 22 часа просидели. И теперь я хочу на 3 суток. Просто здорово. По-моему, есть видеоотчет. Ну, по-моему, 13 часов длится. Где донат? Или трансляция есть, которая длится 13 часов. Да, доната нет. Яму не закопали. Яма раскопана, поэтому я хочу повторить, ребят. Но я хочу повторить на 3 Ну, можно как раньше собирать на что-нибудь. Вот, я помню, зайду и хлоп, гитара появилась уже на несколько недель вперед, интереснее смотреть. Также сейчас давай на грушу дособираем, например. Вот золотые слова. Ну вот, сейчас нужно не на грушу не собирать, а на большое задание от Лёши. Да, есть такое большое задание от Лёхи Дизеля. Устроить 1 мая. Но, естественно, мы его просрали, потому что не смогли на него насобирать. Но это задание в себя включает вилы, грабли, метлу. Все, что нужно для уборки территории и шашлыкать. Да, все, что нужно для уборки и шашлыкать. Но нам еще нужен триммер. Для того, чтобы... Потому что заросло все нахрен. Это просто вот такая травень. Сорняками все поросло. Иван Творына, я думаю, что, может быть, да, спецом не закапывали яму. Вполне возможно. Я так поняла, что-то все-таки последние дни, вот, ну, в плане вчерашние мои вообще... Ну, мы поняли тебя, Серега. Можешь не разъяснять. Я так и делаю, как ты говоришь. Спасибо, родной. Привет, Океана. Привет, Океана. Вот, что как бы не было, я не знаю, я вот сидела, разговаривала с пользователями, я реально настроилась на то, что вот, дожить до отпуска, а там все нормально. Я говорю, единственное, бывает всякое, ну, как бы, жить можно, но, может быть, еще героев приведут. Да. Всякие бывает, да. Ну, такая работа. Админы, ну я им говорил о том, что я хочу еще раз попробовать. Смотри, как она последний звонок проводила. Она, короче, была заперлась в ванной. Зашла, короче, ну, на сайт. Пишет, я, говорит, в ванну заперлась. Я, говорю, домой хочу, а что ты? Ну, короче, я... Админы согласятся. У нас тоже щеты остались с этой ямой. Правильно. Ну и что, она забралась в ванну? Короче, пишет мне, я говорю, мне, говорит, страшно, я, говорю, домой хочу, а что там осталось, говорю, иди домой. Я,
не сказал, что они еще улеглись. Они еще растут. И, короче, знаете в чем... Понимаешь, кстати? Нет, пока что. Знаете, в чем суть, ребят? В том, что их нужно подплетать. Потому что они вот в такое превратились. Видите, торчат там, кончики выплелись и так далее. Первое подплетение через месяц. Их не сразу откорректируют и подплетут. Это тоже, кстати, наверное, будет в рамках шоу. Не-не-не-не. Да то есть он вспомнит что-то. Ну, я не знаю, она же говорила, через сколько там валять-то надо, через 2 недели. Через неделю говорила, валять начинает. Ночь. Но мне, я же переписывался вот с этой Аськой, которая была. Она сказала, что... Полосел. Ева? Да, я думаю, наверное, если с ней договорятся о том, чтобы она приехала, она приедет. Вот. Здорово, Фрилендер. Пойду я скажу в туалет. Карлос Миллери, привет. Вот, мне нужно, чтобы кто-то создал задание, наверное, админ пусть создаст задание. Ну или кто-нибудь, вы, ребят, создайте большое задание. Если у кого-то есть возможность, создайте, пожалуйста, большое задание на подплетение дредов. Я уже начну собирать, потому что это тоже платно и тоже это не будет все в рамках шоу. Потому что если вовремя не подплести дреды, они, короче, могут срастись. Ну, то есть волосы растут, да, и... А как они могут срастись? Но она мне рассказывала, что они срастутся, могут срастись. То есть, короче, их потом там жестко корректировать. Со стрижкой под коры в очках. Алина Соловьева, ты это, смотри там в свои девичьи молодые годы, не начуди ничего. Как часто подплетать надо. Первое подплетение через месяц, второе подплетение через 3, третье подплетение через полгода можно делать. И, короче, вот таким образом. То есть, а потом вообще можно не подплетать, если будешь сам офигительно их валять. И, короче, их вот так катаешь. Так, короче, раскатываешь, чтобы он был ровный, круглый, и чтобы он не пушился, не волосился, то есть, короче, раскатываешь, и как бы волосинки, которые там выплетаются, и которые потом отрастают еще тоже, они овивают дред, и, то есть они как бы уплотняют его, то есть они потом все туда вплетаются. Получается такая ровная колбаска. А у корней вот так берешь, вот так, ну вот, скажем, вот так берешь дред, да, вот так вот, и вот так валяешь. Валяешь, 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 валяешь. И знаете, что происходит? Вот здесь волосы, которые у корня, которые отросли, они перекручиваются и переплетаются сами. И то есть формируется дред. Но я вот не мыл же голову еще, столько мне заплели дред. Киньте. То есть 2 недели по сути прошло, да, после заплетения. Но помыть нужно будет через 3 минимум недели, потому что должен сформироваться этот дред. Будешь пить вино? Молодец, что? Ну да, Holy Jesus. Я думаю, админы это сделают лучше. А так я очень как бы рад, ну, то есть, что значит как бы рад? Я вообще очень рад тому, что у меня теперь есть дреды. Я этого так долго ждал же. Вообще. И теперь, вы знаете, я, короче, растил волосы, Димон, вот, ращу волосы, ращу. Я почти 1,5 года же не стригся вообще. Шутишь? Вот Алина, не шути. Сейчас расскажу, Ваня. Спасибо, Фрилендер, взаимно. Я растил. Вот у меня волосы почти вот так
по плечи, знаешь, отросли. Мне их заплели, они у меня укоротились, да. И я понял, что дреды, вот сейчас мои короткие дреды, это только начало. Теперь их нужно растить, ухаживать за ними, ну то есть там подплетать, валять, катать и так далее. И чтобы они вот выросли, вот я хочу прямо узнать, чтобы они мне там просто вот такие были, еще ниже. Растить их, отрастить до колена, если отрастут. И потом такая огромная такая херня из дредов на башке. Не знаю, мне почему-то это так нравится. В деревне как отреагировали? Одноклассник сказал, не, что ты загоняешь, что такое? Дреды. А одноклассник полицейский. То есть он полиционер, и он такой этот. Ага, он такой, а я вышел, стою, он пришел ко мне ночью. Новая цель на 10 лет. Да? Ну это как бы не цель, это... Да, вот за путем так же. Это не цель, это просто проверка на терпение. Представляете, 10 лет не стричься. Это же жесть. Вы знаете, как их мыть? Ну их мыть надо, там, не знаю, раз в 2 недели, раз в 3 недели. Чем меньше моешь, да, тем, короче, круче дреды. Ну, я не знаю, я могу сказать, что те люди, которые ходят в душ, им проще. То есть у них голова не потеет. В баню приходишь, так все бежит с тебя. Ну я, короче, я на себя воду лил. То есть я воду лил на голову для того, чтобы хотя бы немного освежить. Просто. Иван Дворына, у нас в деревне везде есть полиция. Но он работает там в республике, короче. Он приехал, в итоге он в таком тоне со мной говорил, я ему сделал замечание. Говорю, что ты как быдло разговариваешь там? В итоге он вроде как бы немножко даже обиделся, что ли, и ушел. Да, они везде все это понимают, конечно, да. Я тоже домой приехала, я офигела. О, Holy Jesus, ты просто не представляешь, сколько я взглядов на себе собираю. Более того, я, короче, вчера еду на велосипеде. Ну и просто я ездил по городу, гонял, я люблю на велике. И, короче, заехал в какой-то гетто-район. Это реально гетто-район. Там единственное, вот, чтобы вы понимали, там такая заброшенная какая-то баскетбольная площадка. И там, короче, рыжий чувак в спортивной одежде футбольным мячом играет в баскетбол. Они там, короче, кидают. Футбольным мячом в баскетбол. Ну, то есть, люди любят баскетбол, но у них нет мяча. И я такой еду, и там, знаете, вот эти все в спортивках, там чисто все трехполосовые такие, одинаковые все эти ходят, такие вот там, знаете, в кепках, там кто-то в восьмиклинке, там семечки щелкают. Я вот вижу вот эту тусовку, мимо них проезжаю, а мне нужно спросить, я заехал в тупик, мне нужно спросить, как отсюда выехать, чтобы там проехать туда. Он, короче, остановил типа, он мне все объяснил, говорит, туда едь. Хорошо, а у меня наушники такие, знаете, огромные, ну, такие наушники. И я еду, но все равно слышно было. Хотя они перекрывают все звуки, но было слышно. Я еду, вижу 3 людей, 2 парня и девушку. Я их обрулил, еду и слышу вслед кто-то орет. Лох! Я так как бы повернулся, и все эти, ну, вот эти 2 пацана и девушка, они просто так стоят и на меня смотрят. То есть они шли навстречу мне, а тут они смотрят мне в спину. И я услышал лох! Я так... надавил на педальку посильнее и свалил оттуда, короче. Ну смысл мне там что-то с ними выяснять отношения. Не, я решила то, что это... Я так думаю, до отпуска я не насоберу на большое задание, но пойду в отпуск, я покрашусь и буду опять возвращать, короче, задание большое задание. Так а зачем? Ты собирать, в смысле, зачем ты? Я вообще запрещаю тебе что-то делать с собой в отпуске. Нормально так, ничего. Потому что все должно быть благодаря зрителям. Все должно быть именно так, как они хотят. Если тебя не захотят подстричь, не постригайся. Окей. Хороший совет тоже. Нет, но как бы, ты, конечно... Не, я просто имею в виду, что, блин, вся наша концепция состоит в том, что
мы являемся как тамагочи, ну, то есть нами управляет полностью. Понятно. И я к чему пытаюсь, приучить всех, потому что без них ничего не происходит, ничего не произойдет. То есть все изменения, которые происходят, они только за счет, благодаря зрителям происходят. Да, Алина Соловьева, они тут короли. Кирилл Булгаков, привет. Я уже просто бывает на себя смотрю, но уже просто на себя смотреть не могу. Да ты мило выглядишь, Ты уже симпатичная. прям, блин, Все, не парься, офигеть. это надо дожить до этого момента. Ну, как бы, да, все будем потихоньку, маленьку собирать. Я ловлю. Если я покрашусь в розовый, это будет да. Да, я просто представил, Колледж Джезус, вот этих пацанов, которые мне кричали лох, привезти в Штаты. И что они там будут? Просто вот так стоять, и знаете, как в Гриффинах. Лох! 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 И орать на всех, пока их не заберут и не посадят в тюрьму. Точно, точно. Странно. Чего ты не нашел? А, видеоотчет? Алин, я еще раз говорю по поводу... Говори, про видеоотчет, что там. Я не знаю, где видеоотчет. Я говорю еще раз, что... Ребят, покрашусь я в розовый, но это же, блин, это прикольно, это же уматно, вам это интересно. И в любой момент пользователи могут забрать мне на краску, и я перекрашу в более адекватный цвет. Почему нет? Либо наоборот в синий, либо в сиреневый, либо еще в какой-то. Вот в этом вся суть. Мне охота походить в розовый, мне интересно, как это будет выглядеть. Я хочу себе побрить висок. Я хочу увидеть, как я буду вообще в этом образе выглядеть. Мне интересно, я думаю, что и вам это интересно. Руслан. Да, а может быть и большое задание сделаю, что меня в радугу покрасили. Чего нет? Руслан, здорово. Алин, если каждую неделю, то я полысею, думаю. Но я говорю, что в розовый покрасить, да там уже, блин. Ну прикольно это, ребят, это прикольно. Я знаю, что ты в Англии. В смысле, я не имел в виду, что... Блин, я знаю, что ты в Англии. Пизду. Я вообще просто говорю про Штаты, потому что я люблю Штаты, наверное, и хочу в Штаты. Или в Европу. А покраситься я хочу до отпуска постричься, чтобы просто приехать домой и шокировать всех там. Нет, хочу в Европу. Вот и все. Шокировать так шокировать, что только пользоваться. Holy Jesus. Ну да, я и говорю про толерантность и прочую фигню. А, я видел в интернете у кого-то, из блогеров, скандальную фигню про Оскар, церемонию вручения. О том, что, короче, на одной из церемоний вручения Оскара чернокожие ребята в Канаду, в Голландию хочу. Не знаю, какие там города у них. В общем, это... Нигеры сказали, а что это нам не дают Оскар? Почему? Нет, они не просто сказали, почему нам не дают Оскар. Они сказали, а почему ни одного чернокожего нет даже в номинантах? То есть хотя бы в номинантах. Ну, то есть... И там все, короче, нигеры сказали, а давайте создадим свою церемонию и будем давать только чернокожим. Больше никому не будем, только чернокожие будут. Привет, Данил! Здорово, Данил Кротов. Добавляю. Со своей челкой, блин, как это. Отращивай давай ее, больше не стриги. Привет, Смотри. Катюш, привет. Катюш, привет. Загорел, да. Смотри. Да это небо. Черный, По сравнению со мной-то. белый, черный, белый, черный, белый. Ну тоже как загорел. И пузо белое. И сзади. Хотя я как-то загорела, пошла, короче, картошку окучивать дома, в огород. Одела борцовку, естественно, лифчик, ну, подниз. Я, представляешь, под борцовку лифчик загорела спина. Я так все лето ходила. Ну, естественно, шорты вот эти вот. Это вообще капец. Че? Черный где?
Загнивающая Америка, Европа. Про черных геев. Да, что номинантом на Оскар Спасибо, родной. должен быть гей чернокожий, инвалид, там еще какой-нибудь. О, родной, спасибо. Это, родной, вот с этой песней ты должен ехать в отпуск. И тогда, да, точно дадут Оскар. Толерасы! А чё, что бананы наспели, уже надо на солнце уложить, да? Да, на солнце надо положить. Как пожелтеют. Согласен, брат. Да. Я задолбался любого мужика. Найдешь свои носки. Все нахуй. Здорово, банда. Сергиус с возвращением. Привет, Турбас! Привет. Здорово, Турбас. Привет. Здорово. Привет. Спасибо. Привет, Спасибо, Турбас. Рад тебя видеть. Деда, Над. Турбас, рад видеть тебя. Holy Jesus, я не знаю, ты говоришь, «Лунный свет» — это фильм, за который там вручили Оскар которому, что ли? Или что? Чё, Мэс, как дела? Мэс, Сколько дней, йоу-йоу-йоу. Сколько лет, сколько зим? Фрилендер, я заклинаю тебя. Загорел, однако. Да, чуть-чуть есть такое. Нифига себе, чуть-чуть, я тебя не признала, чуть-чуть. Да? Я реально просто смотрю, блин, ну ты пошире. Да у меня только руки загорели. Я то ли отвыкла от тебя, то ли то, что ты загорел, ты стал такой, знаешь, ну блин. Ноги-то такие же. Ну, кстати, ноги у меня чуть-чуть стали побольше, потому что я много бегаю. И в джинсах у тебя вообще по-другому, и в майке, и в джинсах у тебя по-другому смотрится тело. Я говорю, я всматриваю в глаза, что ты так посмотрела, я да ну нафиг бежать. И у меня, я не могу понять, кто это, что это, то ли реально новый герой, то ли ты пришел. Что за фигня? Потом мне написали, что это, у тебя шрам 6 на ноге, я так подползла, а пока ты что-то там делал, посмотрела. Да я, блин, зря снял штаны, это у меня тяга к эксгибиционизму. Снимать штаны. На себя и никого другого. Воу-воу, я посылаю все. Первым делом я шлю именно себя. Мне надо телефон починить. Рыбу новую купить. У меня батарейка. Да, но я про другой еще La La Land мюзикл, которому сначала дали Оскар за лучший фильм, а потом такие «Ой, нет» выиграли черные геи. Нормально, это нормально. Вау, Алина. Тося? Ничего себе. Да ты красотка со своими ножищами. Ты чего? Ножищи. Ну, в смысле, ножки? Вот ножки, ну и ножище же. Я такой так комплимент делаю. Господи. Вчера Настя играла в мультики. Нет, я вчера не играла. Она на ногу наступила, я на нее ору, я говорю, ты, говорю, свинина, я говорю, ты мне надоела. И все, она забежала. Я реально уже, знаешь, меня бесит. И я на всю улицу ору, говорю, ты свинина. Я думаю, все, капец. Я уже злая реально просто. Блин, я каждый раз открываю, она выбегает. Вот заморает меня и забегает обратно. Постоянно, каждый раз. Ну что, я надо вот так ногой обратно закрыть. Кого? Не помогай, я промахиваюсь. Как можно промахнуться по свинье? Это же огромная свинья. Ты что, так не попадаешь? Могу дать задание на мюзикл «Рекордное коло Оскаров за все время». Да. А еще один раз я ее так Давай. сделала, сама что-то перепахалась. Да? Это же говно. Настя. Ты бы видела, как я пыталась поцеловать Митю. Поцеловать Мики? У меня ничего не получилось. Чем ты хотела поцеловать? Ну, короче, думала, что сделать за большое задание. Вот. Ну, что-то надумала. Попробую сделать челлендж. Взяла 200 лк там на большое задание, я поцеловать Мики. В итоге, короче, темники уже на следующий день я потом уже отменила, все. На следующий день темники дать, короче, мне
Артемычу 200 ЛК. Ну, говорит, иди сюда, к рожению туда ходила. Мама пошла. Я, блин, с ней больше провозилась, вся заморалась. Она так и не далась, она меня только покусала. Ну. За нос? Нет. За губу? Нет. Что ты с губы? Кусала. От волнения? Есть такая девочка. Вот. Руслан, я не нервная. У меня дофига эмоций. Вот. И, короче, я ее хватаю, она меня, знаешь, за руку так прикусывает. То за ногу хватает, начинает кусать, то за руку. Я морду держу, и она от меня отворачивается. Я, короче, уже все, ее схватила. Она начала отворачиваться, я чуть не упала. Я да ну нафиг, короче, пошла. А я ее звать в закон, короче, не могла загнать обратно. Она от меня бежит. Я уже, знаешь, злая, прям, ну все, меня бесит, что она не идет туда, я гоню уже, она не идет. Я хватаю ее за ухо, прям за ухо хватаю, давай тянуть. У нее дуля, оказывается, больше, чем у меня, наверное, раза в 2. Я тяну за ухо, она верещит жестко, причем, так знаешь. Я, короче, тяну за ухо, она в другую сторону, я вместе с ней, короче, чуть не свалилась. Я там идя нафиг, в итоге пинанула ее, да, убежала вообще в другой конец огорода по всем грядкам, я злая. Она добежала до колонки, вот давай там плюхаться, короче, это нечто будет, надо было видеть. Я КП, чтобы не уходила. Ну, короче, это вообще это нечто, я бы злая ходила, знаешь, может, кто-то трясло, ты не вообще. Ой. Ну, ничего так, ничего так. Алина, это ты, что ли? Вот такие вот джинсы на мне смотрятся. Нифига они не смотрятся. Искала я такие джинсы. На меня на маленькую нет таких джинсов. Тебе нужны такие. Тебе нужны не в обтяжку. Ну, то есть, чтобы... Короче, короткие. Такие же короткие, только они должны быть немного свободны. Тебе очень пойдет такой стиль, знаешь, огромная сумка, мешковатая куртка. Я раньше ходила с такой вот сумкой. Алина, ну ты красотка, могу сказать. Вон, Серега был потом смотреть, как мимо камеры сначала пробегал с потом, а это кот. Да. Что-то трудно было. Реально кадр был целый. Это, ребят, если я найду того кота, который обидел Мауса, я его убью. Я прям Как ты отвечаю. продукт это сказал? Я отвечаю, я оторву ему голову. Прям вот так тело рукой оторву. Он вольно, если я это увижу. Если он придет сюда, это же тот самый серый кот, да? Ну, он не серый, сероватый, какой-то светло-серый. Надо ловушки понаставить вот там в огороде везде. На кота, на собак. Самое интересное, что я еще ты Мауса-то позвала, я в доме стою, короче, слышу что-то. Ой, я в огород выбегаю. Я Маус смотрю, короче, только один раз вроде Маус сказал, он на меня бежит, получается, Маус в доме. Этот за ним, прям, знаешь, несется. Вот я стою, он все равно уперто несется за ним. Я его отогнала, что ну, тут еще стоит, так на меня смотрит. Я, естественно, за Маусом побежала смотреть, что с ним. Ну, что я не знаю, что когда он ушел. Слушай, Юлек, как твои дела? Слушай, ты мне так дорога. Почему-то я даже не спросил про это. Как у тебя дела? И что ты сделала с аватаркой? Она поддержала меня. А, да? Да. Круто. Вот. Она тут несколько дней подряд играла в GTA. Да, какой? Какую GTA играла? Рисовала, пыталась. А ты, кстати, рисовал ее или нет? Где-то нет. Это, Солями. Нет, извини меня, но он второй раз пришел же сюда. Он пришел, это же домашний кот. Он пришел сюда второй раз для того, чтобы дать пиздюлей мало, что я извиняюсь, сломал. Но он это пришел сделать специально. Ясно, понятно, да. Барсика на дачу забрали, теперь ты ему не передашь привет. Да. Она завела себе Дениску, и Дениску ушла. Что это за Дениска там у нее? Паучок. А, паучок? Да. Паучок Денис. Мы несколько дней искали паучка. Он так и не пришел. Я не понимаю, о чем ты. Какого Паучок паучка? Дениска. У нас в доме был паучок Денис. Нет, у нас в доме был паучок Паша.
Паша? Ты назвали его Паша? Да, я выбрала Пашу. И где он жил? Короче, стрим назывался. Мне 19 лет, и я одна с пауками, что-то типа того. Ходило 2 паука. Одного я называла Паша, второй просто был его хорепан. Но они ушли без вести. Пьяный? Ну. Они ушли без вести. Вот. А Юля отдала кота, короче, на дачу. И все, я одну скучную была. Она нашла паука Дениса. И Денис как ее словил. Я только один раз успела, он привет передать. Бабы странный народ. Но забавный. Вот. Паука Дениска называют. Ну, Миш. Да? У меня еще остался маленький порошок. Ой, соскучился я. Я перестирала все вещи, которые могла. Так что приобрел порошок. Я тут стиралась. Ты видел вообще, я отстирала занавеску на туалете. А, да? Ну, пойду гляну. Ничего, она стала идеально белой. Охренеть. Вообще-то это не занавеска, это моя простынь. Ну просто. Да, солями. Красота. Вот. Я, короче, как енот по лоску сидела, стиралась. Меня прикалывало это. Да, целый день. Да. Ну как? Да, что целый день. Отстирала все пятна, которые были. Сколько там грязи было, это офигеть. Все носки, наверное, чище. На шторке? Да. Ну да, Я наверное. просто постирала, смотрю, о, она светлая. Я думала, она серая. Я офигела. Гуляш, у нас есть гречка, сосиски, лук. Вот, ждем лук, сосиски. Гречку уже отварила. Принесли еще сосиски. Ребенок, он когда заходит, он обычно бухает, наверное. И, короче, постепенно начинает нести всякую дичь. Ну а так нормальный фрилендер. Вот я тебя уважаю, фрилендер, все, прям вообще напишу нормально. А, ну почему у меня с телефоном, короче? Я же потеряла перед проектом телефон. Взяла телефон просто из Билайновской. У меня копнула батарейка полностью, она не заряжается. Я вот думаю, что делать. Либо брать сразу новый телефон, либо надо менять батарею. Хотя, в принципе, менять батарею мне так и так, наверное, придется. Потому что у меня там много информации. Я не знаю, как это делать. Вот. Я вроде думаю. Ну, не знаю тоже. Чем тебе помочь, что посоветовать. Я бы на своем месте купил новый телефон. Ну, хрен его знает. Смотри сама. Я тоже думаю, про новый телефон. А у нас в городе есть где-нибудь билайновские? Здесь виски, что ли? Да, конечно. Короче, знаешь, как я мыслю? Телефон – это такая вещь, не знаю, это гаджет, который постоянно с тобой, то есть все время вообще ты с ним не расстаешься, просыпаешься. Поэтому просыпаешься, сразу берешь, да, засыпаешь, там, только когда кладешь. Поэтому телефон должен быть, вот лично для меня, он должен быть очень работоспособным и качественным. То есть, поэтому... Миш, просто я знала, что я поеду сюда, короче, поэтому я не стала нормально. Я взяла этот. Как это Сорокин, что ли? Андрюша! Короче, это... Короче, я к тому, что если телефон брать, то надо какой-то офигительный брать. А если... Но у меня, например, нет денег на офигительный. Поэтому я... Как-то, ну да. Лах! Лах! Ну, либо я не знаю, до конца проекта не брать новый телефон. До конца проекта? Кто знает до конца проекта? Привет, Светуля!
Чем сегодня занималась? Здравствуйте, Света. Здравствуйте. Виль, пардон, мадам. Привет. Привет, Виталий Кузнечик. О, Виталий. Виталий Кузнечик, здорово. Вот это жопа, вот это ляжка. А что с ногами здесь? Напутано. Не знаю. Ну, Миш, я тоже не знаю. Что делать, короче, не знаю. Буду думать. Спасибо за звезды. Нормально отдыхалась. Виталий, я могу сказать, что спал я так же, как, ну, то есть, как ты просыпался в 2 часа, в 3 иногда. Я загорел, да, Свет, загорел. Ты бы, Свет, видела, как он зашел в маске, в майке, короче, админов, и давай разносить весь дом. Пошел первым делом на кухню. А, нет. Пошел сперва что-то, короче, к проводке, что-то там смотреть. Я думала, реально пришли, может, какой-нибудь бой или еще что-то. Он стоит около этой проводки, колупается. Я стою и смотрю, ну, думаю, ну ладно, я еще говорю, ну, здрасте. Он что-то, ничего не сказал. Офигеть. Ну и, короче, это... И он такой, я говорю, здрасте, он такой, думаю, ну, что-то прям вообще странно. Так что реально бандит какой-то забежал. В майке, в админы и там в маске, думаю, ну, странно. Ладно, фиг с ним. Он посмотрел проводку, отодвинул мою кровать, главное, и поставил обратно. Ладно, хорошо. Пошел на кухню, взял кирпич с кухни, кинул ее в стенку. Ну, в сторону стены, короче. Кирпич упал. Тут у меня началась паника. Что за фигня происходит? Я ничего понять не могу. И просто я, блин, понимаю, что Серега должен вот-вот прийти, блин. Ну, я не могу узнать Серегу в маске, не могу узнать его, то, что он загорел, и вообще не могу узнать. Вот. И это... Кто-то, короче, берет подушки, уносит их на улицу. Отодвинул стол. Давай что-то искать в диване. Что-то, короче, все пошел, в итоге разбросал всю дженгу. А я сидела просто до этого, пыталась навести, короче, привести ногти в порядок. И я просто к нему, знаешь, я на него, он что-то там, короче, на столе колупается, я так подошла, короче, в глаза-то смотрит, тут на меня глянул, знаешь, такой взгляд прям, блин. Я перепугалась еще больше, просто вот этого взгляда, знаешь, такого сурового и какого-то непонятного взгляда. Но на брови смотрю, ну какие-то они светлые, что-то не то. Волосы, пытаюсь разглядеть волосы, пытаюсь разглядеть дреды, а они у него прям, вот прям, ну впритык уложены под этой маской. Я не могу ничего понять. Тут он снимает штаны! У меня вообще паника. Тут просто... Но когда я снял штаны, она меня узнала. Да, но потом я его узнала по шраму на ноге, да, он что-то там около окна колупался, я так подошла, такая смотрю, ага, шрам. Я просто, Серега, а он молчаливо ходит, короче, безобразничает по всему дому. Вынес сковородки с дома. Что-то, короче, ну, вообще ужас. А разбросал все. Что-то я к нему подошла, что-то он меня, полотенце он меня кинул. Я в него кинула. Тут, короче, в чате, ну, там вообще капец. Короче, это вообще жестко было. Я стою, в общем, я понимаю, что это Серега, но я просто потом уже поняла, что это Серега, как-то каким-то, я не знаю, образом, даже перед тем, как ты снял штаны. Я просто поняла, что, ну, блин, админы не допустили бы такого. Я стою, такая понимаю, ну это Серега. И стою, у меня такая паника, почему он даже ничего не говорит, почему он не здоровается, почему он творит вообще, что происходит. И стою, у меня сердце вот так вот бьется, я перепуганная вообще. И просто я говорю, он снял штаны, и я бежала. Я реально хотела на улицу выскочить. Блин, такого было страшно. Я была рада, мне было страшно, мне было смешно. Я была перепугана, в растерянности. Короче, у меня были эмоции все какие могли. Привет, ребят. Кто там на ютубе сейчас поздоровался? Слава, привет. Ну штаны, ну трусы-то он оставил при Так в себе. смысле, ну она меня узнала, да, по шраму. Да, по шраму на ноге. Мне потом чат подсказал, говорит, у него шрам на ноге. Кто-то из чата увидел или что? Я потом уже тоже додумалась, что шрам же должен быть. Смотрю, шрам. Все, это Серега. Я говорю, Серега, ну это же ты. Он так на меня молчит, что-то дальше копошится. И думаю,
В общем, короче, у меня было две мысли. Либо это грабитель там какой-нибудь, либо это Серега, либо это новый герой. Но сперва у меня... Ну, либо это админчик. Админ отпал. Я нифига не могу. Агура, здорово. Родину продам, езжать за бабос. Мне похую любой мороз. Родину продам, езжать за бабос. Мне похую любой мороз. Агура, здорово. Это, Димон, Holy Jesus. Короче, спасибо тебе, огромное большое спасибо за то, что ты оформил задание. Извини, что я сразу не ответил. Ну, понимаешь, ну ты понимаешь. По еде у нас есть сосиски, у нас есть 2 лука, 2 килограмма лука. Гречу уже отварила. Здоров, писюны. Здоров, Кровосток, здоров. Вот, гречу Настя отварила. Сосиски мы съедим с луком, у нас хлеба нет, но мы хотим пожарить лепешки, эти луковые лепешки. У нас есть разрыхлитель, немного муки, яиц нет, да? Разрыхлитель, немного муки, но мы хотя бы так с разрыхлителем без яйца сделаем лепехи. Вот. А нам, кстати, админчик должен одно яичко. Что это? Потому что мне принесли десяток яиц, а одно было тухлое. Тухлое яйцо. Да. Хрена себе. Целое яичко. Мы сейчас ждем доната. Ребят, если вот соберем на хлебушек или на 4-5 отпразднуем, так сказать. Воу, а что это у нас новый герой на шоу? Ку-Серега. Куа Пола, здорово. Кстати, реально просто на тебе повесила, я не хотела даже цепляться. Да? Вообще. Тело. Мясо. О, здорово, Гуд. Привет. Привет, Дим, привет. Спасибо за звезды. Он потерял свое яйцо? Бедный понял. А, все правильно. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибочки. Спасибо, Holy Jesus. Димон, спасибо. Holy Jesus купил булку хлеба. Спасибо. Это мне когда колобочек начал донатить. Короче, поставил-ка на пасту, короче, на бананы. Я, блин, у меня радости полная, что у меня улыбка, да, я уже натянула, не могу. Ну тогда вообще офигенный вечер был, я просто, блин, офигеть. И вот у Колобка, короче, такая привычка по одну там по сотке кидать, но... Да, то что он такой. Да, на баню вчера вот задонатил Колобочек. Да. Гуд, это. Да дреды, что, я же так хотел дреды, теперь я их люблю. Теперь я их люблю. Мои дорогие. Что там, 72 ЛК? Не мучитесь вы. Так, ребят, скажите, пожалуйста, вот у нас сегодня есть баня. Она пенная. Что там насобирали? А то я вчера, вот, например, выпил немного, и сегодня мне хотелось бы тоже, чтобы уснуть ништячком. Алена, вообще это интерактив реалити-шоу. Мы, герои, находимся под наблюдением камеры, выполняем задания пользователей. Вся наша жизнь проходит под камерами. То есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю нас снимают камерами, транслируют. Вот. На официальном сайте, вот тут в углу, ты можешь дать задания, мы будем их выполнять, можешь с нами общаться, мы всегда рады. Есть видеоотчеты, много видеоотчетов. Вот как-то так мы живем.
и за нами наблюдают. Короче, Как Sims, как это Sims, Тамагочи. да. Да. Тамагочи, шоу Трумана. Мы зависим от зрителей. Еда, одежда, мытье, гигиена, то есть все. И это не просто люди, которые живут за счет зрителей, знаешь, как многие говорят, да вы выманиваете бабло со зрителей. Нет, мы выполняем задания, мы как-то, не знаю, общаемся постоянно, пытаемся дарить позитив, что-нибудь такое. Короче, Алина Соловьева, если ты еще подобную шутку выкинешь, типа ты мне сказал там, что ты с админами там был, это может нам с тобой будет смешно. А в пользователь в чате... 4 пенного. 4 пенного. Да, 999 хилка, но это 4 пенного. 4. Алён, ты регистрируешься на официальном сайте, давай общаться. Вот, да, давай. На одно 499. Ну вот. Считай 4 по цене 2. Угу. 2 по цене 1. Вот. Вот. Все ожидали, что я лягу корой, я буду там куролесить, когда напьюсь, но я в итоге поняла, что я пьяненькая и легла спать. Да. Спасибо, Алина Бушкова. Спасибо. Спасибо за звезды. Спасибо за звезды. Спасибо. Алина Соловьева. Туля, спасибо за звездочки. Спасибо за звездочки. Спасибо, Светуля. Светулечечек. И я такая каждой новости. О, я герой дня, кто ожидал? Да. Вчера штатив полетел, я, короче, проводила новости с вот этой вот камеры. Отлично дела. У тебя как? Это кто? Ну и что ты рассказывай дальше? Вот, короче, провела с горем пополам. Ну, новости вообще не короткие, вообще. А как ты, что, кстати, я ни разу не видел твои новости. Что ты вообще там делала? Так же, как погода. О, спасибо, это же овощ. Спасибо, Кровосток. Выгода большая, но я один не насобираю, если на... Блин! Димон! Спасибо за звезды. Неважно, неважно, ну то есть как бы дело не в том, что ты должен один насобирать, я же не говорю, нет, я просто говорю, если у тебя есть какая-то возможность, и вот я бы хотел, допустим, на 4 пленного, потому что еда у нас на сегодня есть. Сначала учился в школе, и там был... Все то же самое говорила. Потом начались наркотики, алкашечки, хип-хоп. Потом я уехал в армию, да так, что строгий пиздец. Больницы, инъекции, вязки, плачущий хмурый отец. 4 бутылочки хряпнуло, да? Коля и чернота. Пьяненькая стала. Я, кстати, тоже, наверное, звук красиво. Однажды голос сверху сказал... Так а я что, я же путем... Привет, Денис, я же путем ничего не нормально не ел. Не ела, и как-то я сделала гренки. Я проявил свое тело в ловушку Вот, и все, я гренки поела чуть-чуть. становишься рад. Закупить Я не одно дело, хотела. когда можно То есть, выбрать вокруг. ничего, целый день Нужно в калейдоскопе, жить надо сразу. Понятно. Денис Мантула, здорово! Я бы, может, потанцевала, но я была в нижнем белье в бане, у меня был мокрый. О-ля-ля! Ух ты! О-ля-ля! Ух ты! Давай, будем отбивать каждый раз, когда нам донатят. За бабос, мне похую любой мороз. Спасибо, Илья! Holy Jesus. Юлечка. Спасибо! Спасибо, Юляш. Кстати, Юля, Юля, в первый спасибо. день меня Юля накормила. Да? Да, Юля меня накормила. Господи, Юлька, спасибо. Вот этот момент мне так нравится. А еще Кровосток, знаешь, есть текст, ну, в смысле, мне нравится у вас песня,
Это, На полэкрана. «Домой» называется. Отвык уже. Кривляк на полэкран. Fuck you, Elson boy. Elson boy, and you. Тодос отдыхает. Денис Мантула, отдохнулась, мне хорошо, спасибо тебе большое за вопрос. Я много там, что-то там, не знаю, работал, ну как много работал, но обычно занимался там огородом, там, не знаю, дрова перекидал, там что-то еще. Давайте до вечера, приятного дня. До вечера. Холя Джизус, давай до связи, ждем, заходи, и тебе удачи. Спасибо тебе большое за хлебушек, за лайки на пенные. Спасибо. За задание, которое ты дал на рассмотрение, тоже спасибо. Спасибо огромное. Давай, пока. Спасибо. Мама! Да блин, Свет! Мама у меня вообще, она же крутая, она в меня ночью ножи втыкает. Ну что, мама, я с мамой очень много говорил по поводу того, что мне нужно будет заново закопаться. Ну то есть я хочу. А что ты сказала? Мама? Ну зачем? Зачем? Потому что так нужно. Потому что это моя цель, которую я не добился. Ну, в итоге, вроде она согласилась. Я уговорил ее и внушил ей то, что на самом деле я смогу справиться со всем. Ну, я в это верю. И я думаю, что ничего смертельного такого не произойдет. Ну, что там смертельно будет? Ну, покакаю только, если пакетик. Если я там покакаю в пакетик. Тебе надо закапывать где-то в то время, когда я буду в отпуске. Потому что, опять же, все будет внимание на тебя, если будет что-то грандиозное. И чтобы я просто так не наблюдалась. Да, допустим. Есть чуть-чуть, Паш, все говорят, что загорел, но я только сам сейчас вот заметил. А так все нормально прошло. Ты по сравнению со мной вообще прям, блин, мулатка, шоколадка. Но... Спасибо за звезды. Вот. Да, Денис Мантула, я снимал видос с бабулей. Это моя бабуля. Вот Валя, папина мама. Да, Саша. Почему не вовремя? Все нормально? Я не знаю, какого именно числа я поеду. Ну у тебя когда? Ты сюда пришла? 18 Да? 18 июня. Ну 18 не знаю, ты решишь, что. Я не знаю, как ты еще надо комнату. Бань, пролеснулась. Иван Творон. Я картошечку с сальцем делаю. Да. Всем привет, банда снова вместе. О, здравствуйте, Привет! Привет! Да. Привет, Все в сборе, все хорошо, все отлично. Вот. Покупали мясо, и там было немного сала, я его засолила, поставила. Да, засолила ты сама. Да там чуть-чуть было. Симор, привет! Привет, Лёш. Здорово, Симор, меня Серег зовут. Лёша. Хорошо, очень приятно, Лех, мы знакомы. Нет, я вот засолила, там немного было, и я, короче, хотела картошку с салом, попросила, в общем, не знаю, просила, все, наелась, Привет, Наташа! Привет, Натуля, здорово. Надо, знаешь что? Надо, чтобы в магазин добавили сало, хотя бы простое сало, не маринованное. А сало его сильно, то не надо никуда не холод, ничего, ты его, допустим, поставил в прохладное место, пускай оно себе стоит. Да? Солил его хорошенько, нормально. Чего, Денис? Денис, наверное, хочет сказать, что в тот момент, когда Настя была одна, она не отрывалась от чата. Ну так я могу тебе сказать, Денис, что на самом деле вся концепция нашего шоу, да, я сейчас побуду вредным, вся концепция нашего шоу и все, что мы здесь делаем, это не общаемся с чатом. Знаешь, только сидеть и общаться с чатом. Мы здесь живем вдвоем, мы можем общаться друг с другом. И в тот момент, когда мы общаемся друг с другом, мы можем не обращать на тебя внимания. Ну, ты представь людей, которые общаются, что-то, о чем-то разговаривают, беседуют, и ты подходишь такой, задаешь вопрос. Они как бы так на тебя посмотрели, но не обратили внимания.
Потому что они тебя вообще не знают. А ты такой, нифига себе, вы что, офигели что ли? Спасибо за звезды. Кажется, можно поставить. Ну, да, кстати, я думал, Саня про нас, что можно в карцер засунуть. Нет, он говорит про сало. Ну, чат только Да, часть шоу. Нет, чат это часть шоу, которое управляет нами. Да, вот. Кирилл Булгаков, привет, Кирилл. Вот. Так что надо, короче, сало. Админчики, добавьте, пожалуйста, сало в магазин. Даже простое, не маринованное, ничего, какое-нибудь сало. Часто едим картошку. Мы же часто едим картошку. А картошка на сале, она и сытнее, и вкуснее. Если, допустим, у нас будет хотя бы полкилограмма сала, это будет уже ого. Да? Да, Денис. Дэн, чем занимаешься? Твоя машина на фоне. Не отвыкли. Да, ну у нее там сала-то, по-моему, нет еще. Хотя, может быть. Не знаю. Пошли посмотрим. Потыкай мне. О, Фрилендер, с языка снял. Вообще. Как скажешь, как боженька смолвишь. Да, Паш Никар, мой вид. Мышечная. Да, Саня, она у нас какая-то сбитая. Да, Денис, у тебя спрашивал про машину. Протез. Ну да, Свет, хорошая, конечно, идея. Ну блин, ну вы чё, донатик-то дайте нам. Вера, привет. А ты когда ела последний раз сегодня? Вообще ела? Че попила еще? Ты сегодня не ела, что ли? Съела банан. Время-то 6 уже. Спасибо, Наташ. Ха-ха. Понятно, Дэн. Денис Мантула, понятно. Паш Никор, да, я весь отпуск пробыл в деревне. Сколько, 10 дней там пробыл. И это... Так, стоп. Я должен был уехать, ну то есть я ушел в отпуск 18-го. 18-го. 19, 20, 21, 24. 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, все. Ты что, 15 насчитал? Че это? Ладно, я все понял. Я просто думал, что я что-то вообще приехал на несколько дней раньше. Нет, все нормально. Не делаешь. Вот. Да что, грядки копал там, не знаю. Сейчас, короче, что, ты же печку не топишь дома, да? Ждем донатик. Нам должны принести сосиски, там, наверное, хлеб. А, это Верона. А, вот оно что, Верона. Да, слушай, грубо говоря, можно посчитать так. Печку, а смысл печку топить? Ну, днем тепло, не так уж и холодно. Нужно одеть. Я говорю, вот схожу в кофте, там, в штанах не раз. Все. Присъемка, сын мой, присъемка. Что это такое? А, это на грядке? Да. Че сейчас был за... Так посмотрел на меня. Я просто думаю, нахрена ты их тут хранишь? А у тебя на грядке. Ну, хочешь, выкини. Ну давай постелим их туда на грядке. Может, это действительно... Я поэтому оставила, я сама не знаю, действительно ли это так, откуда у нас будут слизняки, но я оставила. Так бы на всякий случай. Нормально. И что так надо? Пакетик не оставила. Давай крышечки коллекционировать, там, не знаю. Нет,
потом стирать их. Не, ну не гален, нужны. Он уже, смотри, проверяется. Выкидывать хорошо. Клево дачей заниматься, когда там есть... Вот просто смотри, свет. допустим, Женя собирала вот яичную шкарлупу. Скорлупу только. Шкарлупу. Шкарлупу. Не важно. Ну. Вот. Пакетов не было. Она заняла большой пакет, целый большой пакет, который можно использовать под мусор. Как? И не было маленьких пакетиков. Появился маленький пакетик, я освободила от шкарлупы пакет большой. Вот теперь у нас плюс еще один пакет под мусор. Нет, стоп, подожди, стой. Шкарлупы. Ты хочешь сказать, что она заняла большой пакет для шкарлупы? Да. Ты не врешь? Нет. Я не могу. Ой, господи. Как она могла это сделать? Накол. Накол. Вот. Еще полпакета, еще вот пол дома пакетов утащила. Да? А, с вещами? Да. Серия опасное движение, ты самец не бери. Сложно. Вот, и как бы, ну, маленькие пакетики, они везде нужны. Да, Вер, да. Редики. Как же насчет пакетиков пакетики? Пакетиков пакетики. Должно быть вот в каждом доме. Должен быть пакет с пакетами. Да, потому что мы россияне. Денис Мантула, я не стригся 1,5 года, а потом мне заплели дреды. Так а у нас уже солнца нет, Вань. Если у меня Tekken 250, Оксимор лег. Есть знакомый один. А игры у меня такой нет. Да, Саш, пакеты с Марьера бесценны. Я знаешь, что думаю? Надо, наверное, в магазин добавить пакеты. Думаешь? Значит, мы давали просто так. Ну, я не знаю, как там. Мы просто не просим их. Какие-то мужчины. Ну а так-то идея. Коммерция что-то. Да. А, Tekken 250 это пользователь, который подарил эту футболку. Это никнейм. А так моцики я люблю, но у меня было много моциков, но они были все российские. Там всякие ежи, Юпитеры, восходы, Ява была. А потом Днепр. Ну, у меня за всю мою жизнь был двухколесный велик медвежон. И потом я научилась кататься на двухколесном. Сразу? Да. Просто мама такая, едь. Настя проехала буквально вот такое расстояние и грохнулась. Вот. Ну, я научилась. Коленки в кровь, ну, все нормально. А потом мне... Короче, у меня в детстве была мечта завести хомячков. Я хотела велик. Но хомячков я хотела больше. Одно прекрасное летнее утро. Просыпаюсь. Да, Вер. Просыпаюсь, и мама мне такая: а ты не хочешь в туалет? Я такая: нет. Она: ну ты иди сходи, ну туалет на улице, естественно, что свой дом. Ну ты иди сходи в туалет. Я говорю: не хочу я в туалет. А она, что до меня доколупалась, вот иди в туалет и сходи. Я говорю: не хочу. Она: Там сюрприз был. она: ну там... Короче, я ее заколебала своим «не хочу», она там говорит: тебя сюрприз ждет. И я сразу, у меня хомяки в голове. Думаю, сейчас выйду на улицу, там клетка с хомяками, там вся радость, ля-ля-ля. Выхожу, велик стоит. Ну как-то я обрадовалась, ну 20%, наверное. То есть хомяки были... Да, были в приоритете. Ну я, ну ладно, что, ну я с ним покаталась, наверное. Ну ладно. Год точно. Нифига себе, велик. Горный велик был. Вот. Ну, он есть, просто его сестра уже убила конкретно. Там уже ничему не помочь. Вот, там скоростя полетели. В общем, в итоге я перестала на нем кататься. Я сказала, что
Это ее теперь, короче, обрунул. Здорово, бачан. Говорит, мама. Вероночка, да, моя мечта сбылась. Ну как-то я завела вот хомяков, и в итоге я сама же от них избавилась. Да? Хомяков видел, какие яйца бывают? Да. Я офигела, как Мауса. Маусы вообще огромные. А у меня, короче, есть видос из дома. У меня пес огромный, у него такая шерсть длинная. То есть там вообще, у него, короче, морда, ну, носовая часть, примерно вот такая. То есть он такой, прям огромный. Вот так я ловила комаров. Да. Чем планируете заняться сегодня? Покушать, родной. А у нас в бане сегодня, да? Топить будем? Хорошо. Это, баню надо затопить. Мама! Ветра нету на улице. Я думала, если сегодня ветер будет такой, что будет днем, думаю, топить надо, ветра нет. А тебе уже пофиг, да? Где донатик? Покушать. Топите. Топится, топится в огороде баня, еще ничего не топится. Вот. Ага. Я думаю, вот таким макаром собрать на купальню. Чтобы я чаще ходила с камерой. Либо на нижнее белье. Блин, Саня Перышкин. Привет, Саша. Привет, здорово, Саша. Пролеснулась. Давай еще раз. Отправь, пожалуйста, еще раз сообщение, если можно. Минус в том. Ой, какие замашки. Чарли, здорово. Здорово, Чарли. Ну просто, блин, ну правда, я как это, у меня один лифчик, один единственный лифчик. И мне не прикол ходить без лифчика. Ну, тем более чего. Да я еще гоняла, ходила, кофту надела, ходила без лифчика, вообще приколола. Вот, чтобы я ходила в баню с камерой, нужен либо дополнительный комплект нижнего белья, либо купальник. Саня Перышкин, это жесть. Это жесть. Да, смотрите. Давайте. Зато сисеньки загорят, ха-ха. Знаете что? Чё? А давайте сделаем так. Если задонатят, допустим, не знаю, если насобирают... А, вот, давайте, как только насобирают на купальник Насте, да? Так мы пойдем в баню вдвоем. И на веник тогда уж. Да, и на банный веник. Будем париться. Да. Как А насобирают. еще обязательным условием должно быть пенное. Гулять так гулять. Да. Слово донат, мне кажется, это слово пошло от слова донор. Дар. Ну, пожертвование, не знаю. И ты бы знал, как если переборола эти бани вообще в нижнем белье. Переборола. Я стою, меня трясет. А что тебя трясет-то? Да я не знаю, ну что такое-то? Ну, Господи, ну, я понимаю, как бы это... если бы ты там тебя голой заставили бы стоять. Ну это вообще... Ну в белье-то что, мило, красиво. Ну, Куда тратить, Чарли? На купальник, на веник банный и на пенное. О, в чем проблема? Нормально. Ну. Да, надо. Да, жертвовать. Да, жертвование. Для купальника. В магазине Купальник купальник там. в разделе предметы. Он, кстати, у меня в желаниях висит. Так сколько зрителей-то было, кстати? Что это кто это? Спасибо, ребят. Родной! Спасибо! Я что?
Я не знаю, на что-то родной там. Родной, ты на что кидаешь? Сейчас Спасибо. донатим, блин, это не точно. На 3 награды небольшое задание все решили. Да, много таких как бы, вещей, которые хотелось бы сейчас насобирать. А, не купальник? Родной, действуй, действуй. Иван Спасибо, Тварына, родной. я не знаю. Купальник. Спасибо. Спасибо, родной, спасибо. Иван Тварына, никто не знает, где он. И с кем он там, и что он вообще. У вас больше возможностей узнать, найти его, связаться с ним в сервече или миссии. Только я не знаю, в каком городе. ВКонтакте, наверное, есть. Но у меня нет друзей. Знаю сон. Motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I ain't playing around, make one bump move. I take it down, get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Это дубляж. I ain't playing around, make one bump move. I take it down, get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Родной братец, спасибо огромное. Да. Спасибо, родной. Ребят, сколько осталось насобирать на пенное? А? От души. Скажите, пожалуйста, что-нибудь. Где-то около 700 наверное. 600 с лишним, наверное, да, ЛК? Нет, даже 500. Спасибо, родной. Настин хореограф мне давно нравится. 427 из 999. 632 лайка. 632 лайка. Где донат-то покушать нужно? А, нет, да, 500. 500. Нифига я посчитал, 632. С математикой все нормально. 2 × 2 + 6 равно 5. Ништяк, Ава, Чарли. Во, круть. The best. Ну, поближе скину. Ну, так, в принципе, и делаем. Иван Тварин, у нас же есть раздел этот, самое желаемое. Это и есть. А солнце взойдет. Скучали. Спасибо за звезды. О, спасибо за звезды. Чарли, это ты что ли? Блин, ну что нам донатик принесут или нет? Блин, когда принесут донатик? Гречка выбегает. А, это кастрюля? Да. Я думал, что такое. Гречка сама пошла за донатом. Гречка, да. Я знаешь, что хотела сделать, когда вот сахар есть, да? Кефир, когда был, я хотела сделать оладьи, но это же я подумала, что я буду есть и не стала делать. А блин, это долго ела? Ну, какая разница? То я поняла, что я вполне экономлю человек. Ты мало кушаешь просто. Потому что одна была. Так-то ты нормально чашечку Но. Я помню, как на макарошке такую булочку. Ходить хотела тогда. Да. Ну, понятно, как, у тебя было один вообще не могу. Знаешь, потихоньку я помаленьку. И чат, и с чатом надо, и что-то еще. Чарли отлично отдохнул. Скоро будет видеоотчет о том, как я провел отпуск. Надо будет это посмотреть. Ну, другие. Что значит другие? Банана.
Допустим. Что это написано? Эквадор. Третье. Я смотрела ужастик Какой? вчера. Ведьма 2016 года. Одна. Да. Любовь. Да. Ну и как тебе? Да. Motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I ain't playing around. Make one false move, I take it down. Motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I ain't playing around. Make one false move, I take it down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Спасибочки! Спасибо! Родной, Давай, братец, давай. спасибо. Дальше 12, ну или еще какой-нибудь проект немного веселее и жизненнее. Давно пора на телевизор выходить. Дача 12. Денис Мантолов, думаешь, так все просто взять и выйти на телевизор, что ли? Когда-нибудь. Пожалуйста, брат. Да. Живой чат, а вот Юлька. Не говори. Круто, да. Да, это тоже, знаете, я вот могу сказать, что живость чата, она не только зависит от того, что что-то новое происходит, еще и от нас. Мы вот общаемся, да, и если мы постоянно что-то балдеем, вот как Настя, она была в первые дни там вся такая золотая, веселая, и все писали, да? А потом, нет, ну потом все перестали писать, потому что все равно это как две стороны медали. Все перестали писать, потому что им немножко надоедает, и от того, что всем надоедает, герои это же тоже чувствуют и перестают как бы общаться. Я о чем-то сказал, непонятно. По какой-то фигне. Извините. Хорошо, Дениса. Давай я буду тебя звать Денисом. В жизни, Сережа, все непросто. В интернате? Что значит в интернате? В смысле, Андрей, ты про что, я не поняла? Да ночью был сильный ветер, выключился свет, сервер маленько дал сбой. Ну ничего, все нормально. Андрей Малый, здравствуй. Вот, я вчера только начала читать буквально вроде твое сообщение и выключилось электричество. Так. Ну, ночь была такая хорошая, скажем. Датчик всю ночь пищал. Пипи, стабилизатор. На пипи, да. Однажды выключился свет. И, короче, когда я стабилизатор выключил, да потому что он мешает. Утро, короче, все расцвело, и свет выключили, и стабилизатор. Пи, бля, пи, сука, пи, бля. Пищит. Ну я встал, да выключил его. Мне понравился. Админ зашел, короче, с такими глазами, смотрит на Blackmagic, а он же дорогой, и смотрит такой, и что-то по телефону там с кем-то, да, я не знаю, что-то не мигает он. Я говорю, я стабилизатор выключил. Да? Вообще ты вообще рада. Я тоже такая лежу и думаю. Понять-то не могу, что происходит. Что пришли опять, все тихо, спокойно. Меня осенило то, что, блин, ты же там что-то нажал. Я забыла, что ты нажала. Ну ладно, что теперь? Вот, такая смешная. Я только вот, буквально, наверное, полвторого было, свет вырубили. Ночью сегодня полторого вырубили? Ну, в Москве. Фига себе. Вот. Вырубился свет. А кого ветер-то был какой-то? Что? Да, Андрей, да, мне не скучно. Андрей Малый, спасибо. Вот. Нет.
Вроде все восстановили, опять, короче, там что-то ветер буянил, несколько раз были поломки какие-то, ну, что все это система не делала. Ну что, я уснула, потом где-то в 6 утра вставала. В 6 утра, короче, админы бензопилу искали, что ли. Короче, меня не дали поспать на ночь. Есть такая вещь под названием панемия. Это типа школы, в которой живут, домой возвращаются раз в 2 недели. Слушай, прикольно. А то я, знаешь, ненароком подумал, что у тебя там нет родителей или еще какая-то такая беда. А я еще, кстати, ужастик смотрела, дождь пошел. Да. Такой, знаешь, хороший. И, наверное, вот так вот он хлопал. Или можно закрывать, не нужно больше, по-моему, не открывать. Может дать задание убрать в сарае Мики? Родной, я уберу завтра без задания. Не настоящего. Настоящего. Вот. Второй. А, он один настоящий? Ну. О, Ромкор, привет. Привет. Ромкор, ни хрена себе, здоров, сколько лет, сколько зим. Я не знаю, ничего не могу сказать про ролик, потому что ты же не искал его. Я скроллил группу, но я видел там трансляцию, что ли, завершенную, знаете. И там было написано погребение заживо что-то, но я не открывал, не видел. Там, по-моему, ну, значит, если там написано, что погребение заживо, значит, должно быть. Многословно. Должно быть там. Там, в шкафчике. Да, я такой же видел. Пойдет один пару литров. Пару литров? Ты что, как Микки? Ты че? Да, Андрей Сорокин. Спасибо, родной. Ромкор, просто родители начали переживать, родственники, и выкупили. Ну, возможно, скоро будет новая заковка, но уже на более долгий срок. Непереводимый фольклор. Вокруг никого не видны майки. Мы расставили сети для сетей. Чарли, да неизвестно, возможно. Сколько мы все слепо прожили, не любя. Пой со мной. Нам надо быть громче всех сейчас. Плачь и пой. Да, сегодня. По твоим рукам так долго по волнам иду я. По волнам. Знаю сам, что просто не смогу без тебя. По волнам, по волнам. По волнам, ага, родной. Я напевал, реально напевал в поезде. Так я знаю. Холодными каплями, соленой раны, мы с тобой океаны, мы с
сердца. Андрей и Серега в туалете. Мы пропали мы, так долго искали и ждали мы. Теперь вдвоем до самого края мы. Готовы ли мы, сможем ли мы понять, что любовь и вечность синонимы? По волнам, по волнам, твоим рукам. Так долго по волнам иду я. По волнам, по волнам. Знаю сам, что просто не смогу без тебя. Это история о том, как я попал сюда. Расскажи ее друзьям, перевернутся времена. Мы не знаем, как остаться, убиваем в себе страх. Я бы точно не попался на Вавилон и сам. Солнце ярко светит и путь виден нам издалека. Ведь у нас одна дорога, понял я еще тогда. Когда пусто осваивал поля, лежали города. Дым из наших берегов переходил за моря. И настанет мир, любовь будет ответом на вопросы. Дети будут прибыль львов, заплетать яркие косы. Море, солнце, воздух, пальмы, все у нас будет нормально. Ты только смотри в глаза мне, в них ты скроешь всю правду. Люди потоком пойдут против системы закона. Стены Вавилона пойдут и все вернется к истокам. Мы станем свободы, ты подумай только как это. Один мир, любовь одна, радуйся моя душа. Прощаются планеты, забиваются косяк. Он бывает, прибегает, да. Это Пашка. Пашка. Ну, что теперь? Соскучился по Пашке, однако, по паучку-то моему. А я думала, Пашка вернулся. Ай-яй-яй. Ага, Андрей. Да? Да? Твой телефон, но никогда не позвоню. И пишем мы унисонно, набираем я люблю. И далеко движутся даже небеса. Но мне легко, так легко, и верю я в чудеса. Да, и верю я в чудеса. Да, верю я в чудеса. Привет, ты не спишь, сидишь тут по ночам, но почему ты малыш так смело веришь мелочам? Я знаю твой телефон, но никогда не позвоню. Чарли. А еще в унисон мы набираем я люблю. Да, мы набираем я люблю. Даня, Сафин, здорово. 472. 472 лайка до пенного. Нормально? Прощай за стихи. И дразнишь просто блондин. За виртуальность. Лёнь, ты что? Здорово, БСК. Это что? В качестве гостя? Ну да, наверное, было бы круто. Ну я не знаю, возможно ли это. Ну то есть, где он сейчас вообще? 527 до пенного. Почему 527? 400. Нет, меньше должно быть. Бывает. Заплываем класс. Ну ничего теперь. Вон заварку, кстати, от чая приложу, хорошо помогает. Я серьезно говорю.
приходом. Ага, спасибо. 527 собрано. Осталось 472 лайка насобирать топенного. Хотелось бы немного отметить. Мне не верите, ну ладно. Родной. Родной, ну ты же это, так сам пенишь, прикалываешься, я же знаю. Что-то смешное двигается. Что смешное двигается? Я двигаюсь. Ну. Я смешной, и я двигаюсь. Калькулятор в помощи, да. Дань, как дела? Что нового? Что интересного? Ну что так носочки, да? Калькулятора, да? Румкор, нормально, ничего, бывает. Хотите пенную шоль? Хотим пенную, вообще. Вот, блин, сегодня баня. Я так понимаю, как отдохнул, ВСК, да нормально, бегал. Кстати, я ни разу не пил вообще в отпуске. Ни разу не напился. Ну, последний день мы там с маманом сели, немного пили, выпили. Александр Жилин, все нормально. ВСК, ну я не могу сказать, что я рад, но это так, я это не изменить. Спасибо, Радимчик. Да. Блин, там не видно, кто донатит. Ничего. Что, начались? Опять за компом не проводить. Ну вот, хорошо, будешь отдыхать. Ребятки, спасибо большое. Не вижу, кто донатит, но спасибо огромное за донатик. Я. На физику. Донат. Ой, родной, спасибо тебе большое за донатик. Спасибо. Спасибо, брат. Motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I ain't playing around, make one buck move, I take it down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Yeah. Get back, motherfucker, you don't know me like that. First time, motherfucker, you don't know me like that. I ain't playing around, make one buck move, I take it down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Вот здесь разлилось. Спасибо, родной. Спасибо. Я жму руку. Спасибо. Вредно пить ромкор, да. Согласен. Возможно, завтра будет донат на что-то. Возможно. Да, Чарли, возможно. Понимаешь, здесь возможно все. Возможно, завтра метеорит упадет сюда. Возможно, у меня вырастет третий сосок. Но это не точно. Как говорил великий КВНщик. Спасибо, родной! Спасибо, Спасибо. Радимчик! О, Дакарай. Спасибо, спасибо. Здорово, Дакарай. Я, давай опять. Да. Будем отбивать пятюню всегда, когда донат. Ну, а Сережа тут. Серега, привет. Писала кверти. У нас... От Дуси. От Дуси. Где донатик? У нас этот... тоже ураган был, да. Загугли, посмотри, где-то на ютубе, наверное, или в ВК есть видос. Че, семьи подошли? Здорово, Андрей. Надеюсь, до семьи. Эндрю. Нет. Да, Андрей. Надеюсь, до семьи принесут. Скажи одну вещь, Чарли. Ромкор, может быть... Писать хочу. Иди, Чарли. Чарли, ну что ж ты себе... У ретро нельзя напрягать, как сказал мне один медик.
нужно взять руку, положить в нее писку и пописать. Но для этого нужно дойти Привет, Настя. Настя Мелкозорова. Вот новая. Привет, Настюш. Я что-то вообще прям, знаешь, это у меня бывает чуть ли не каждые 15 минут. Начинаю бегать, ну. Здорово, Саша. Саня, красава. Писка, сосиска. Иди. Серега, а Настя что говорит, чтобы писать? Не знаю. Баллончик, освежитель воздуха. Ты знаешь, когда сидишь, читаешь? Да. Меня прикалывает. Я все время так в гостях делаю. У меня знакомая с телефоном уходит в туалет, это все, пиши пропало. Да. Пока ноги не отсидит, не выходит. И на работе мы с ней работаем вместе. Она это, дай телефон, я сейчас в туалет схожу, и все, минут 15 ее нету. Но я сижу, к вам зайти посмотреть, да, она с телефоном ушла, я пока работаю. Трансляция идет 267 дней. Осталось 98 дней. Ровно до года, да. Да, до года. Молодец, Чарли. Вот, кстати, я когда работала, я после обеда, вот в 2 часа, я всегда заходила, прям ровно в это время, когда... Да. Круто. Поводку. Jamaica, Jamaica, yeah. Jamaica, Jamaica, Jamaica. Спасибо за звезды. Привет, Максимус, привет. Здорово, Максимус. Квестов типа закопа могилы экшена. Да не в экшене дело, блин, ребята, я же говорю, вообще не в экшене дело. Нет, экшен, конечно, да, экшен, да, он должен быть. Но я же говорю, нужно просто стримить годами для того, чтобы зрители наблюдали за мной. Как за человеком реалити-шоу. Я хочу войти в книгу рекордов Гиннесса. Как настоящий, живой человек реалити-шоу. Вот к чему я стремлюсь. Спасибо за звезды, ребят. Почему? Нифига, Ромкор, это только тебе, но многим нет. Спасибо за звезды. Но, смотри, я могу сказать, что я закапывание повторю, это во-первых. Спасибо, Володя! Володька! Ой. Спасибо, Володя! Спасибо! Ну это ж хорошо, что у меня прыгают, значит не все потеряно. У меня что-то есть чашечка, не помню. Честно. Я покурилась. Нажремся. Спасибо, мама! Спасибо, Владимир. Я видела, он отправлял, кстати, видео, где он поет. В чем ты? Видела. В чем ты? Татьяна устали. А, ты отправил? Володя, я поздравляю тебя, ты молодец. Отправил все-таки. Когда нужно что-то важное. Да, Володька, спасибо. Спасибо. Как отпуск, Сережа? Сережа. Анастасия. Нормально все прошло. Да господи, как прошло? Поехал в деревню. Провел время в деревне. Для меня деревня это, не знаю, что-то занятия какие-то там в огороде. Да, Настя. Анастасия. Что за задание еще? Не знаю. За задание. За задание. Анастасия. Горелка пенная.
Какая круто местная пати-клуб. Чем картошку? С рыбой? Селедка? Горбуша? Круто. Ромкор, согласен. Поздравляю тебя, Володька. Спасибо, БСК, за звезды. Спасибо. Я тебя говорю, поздравляю с тем, что ты все-таки загрузил, что все-таки у тебя хватило нервов, терпения, и как раз такой момент появился, чтобы ты закинул видос о том, как поешь. Жаль, я не посмотрел, с удовольствием бы глянул. Так, я не знаю, что, ждать донат будем или... Ну, я думаю, до 7 подождать. А там потом баню допить. Ты пока допить будешь, я воды не таскаю. Хорошо. Хорошо, Настя. Это хорошо. Клава заедает, это плохо. Ромкор. Да? Тут дело-то не в фанатах. Просто, что людям нравится смотреть, общаться. Не то, что это сам трэш. Смотреть, общаться, это я поняла. А я не знаю, по-моему, нет такого рекорда Гиннесса. Максимус. Ну, Женька, когда на выходном была, тут такая... Держите пенное. Тут такое обильное было это. Что было обильное? Сейчас не делал. Владен, спасибо. Спасибо, Володька. дорогой, кто там добивает? Спасибо. Спасибо. Спасибо, Володька. Спасибо. Прям чат вообще не помню. Володька, спасибо. Спасибочки. Чат летел? Да. Когда она была на выходном? Да, а потом, когда она пришла, вот 2 дня было, сколько, 6 минут. Да. И вот она в этот день ушла потом, на картошку посадила, в этот день ушла. Что не было людей. Ну а что, ну понятно, что дальше не сезон, и как бы, блин, ну, так понятно. Да, Ромкор, согласен. Ну рекорд в том даже у админа. Motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Yeah, Спасибо большое. I take you down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Давай пятюню. Спасибо, родной. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I ain't playing around. Make one bump move, I take you down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Спасибо. Радим, спасибо тебе большое, огромное, дружище. Я надеюсь, нам сегодня принесут пенное. Ох, сегодня будет весело. Да, Сережа Еременко. Почему она не, Саша? Время еще не так много. Ну ты же не знаешь. Ну, то есть ты как будто не знаешь. Отдуси, родной. Спасибо! Ты как будто не знаешь, Сань, что это, что есть всякие там ночники, которые из-под полу продают. Надеюсь, все об этом знают. Ты еще назови магазины конкретно. Да, вот тут вот на горе, прям вот рядом вот есть. Да. Володька, спасибо. Радим, спасибо. Володька, всем, кто принимал участие в донате на пенное. Спасибо, ребята. Вот если бы ты все время на территории, когда можно было бы побороться, и то нужно было бы... Да, Ромкор, это вообще вот ту тему. Во! Даня. Как правильно? Надо не шпиль, по-моему. Голос не поняла. Пожалуйста. Я думаю, короче, пойдем допить баню. Да, это что? Потому что Куда что мы толку не дождемся. взять? Да. Что толку? Как бы ее можно растопить завтра, но я думаю, ты когда мы ходим в баню с тобой? Я просто 2 дня назад. Четверг?
Прошлый четверг, что ли? Неделю не мылся? Самое главное, не скучайте. И в августе приеду, выпейте за здоровье мое. Конечно, родной. Да. Четверг, ну так-то я, естественно, как бы гигиены, но... Не, ну это понятно. Но это... В четверг, в общем, так по отдельности. Ну что, пойдем штатив загружать. Идем. Идем, штатив загрузим. Идем. Как варим. Это да. Кстати, да, Серега. Я не знаю, как штатив загружается. Они все админчики включают. Что? Я не знаю, как штатив загружается. Они все админчики включают. Нажимаешь на кнопку включения камеры. Ну, знаешь, да, вот он. Все, вот здесь есть рычажок с этой стороны. Поворачиваешь рычажок. Ждешь, пока загрузится ТРД. Вот, сейчас он загрузится. Спасибо. Спасибо за трек. Спасибо за траску. Может быть, что-то где-то поправили, наладили. Мне кажется, просто настройки поменяли немного. Да. Эй, пиво! Так, мне же нужна будет какая-нибудь кофта. Твоя где? А твоя надежда. Вот это стоит. Загрузилась. Загрузилась. Теперь, значит, смотри, видишь, написано not ready. Ну. Ready это значит готовность. Готов, not ready, не готов. Значит, еще не загрузил. Смотри, значит. Вот здесь написано ready. Нажимаем на вот эту красную кнопку. Видишь, у нас тут написано Start Broadcast. Спрашивает, вопросительный знак задает. Нажимаешь на Yes. Starting. Он не загружается. Ребят, штатив не загружается. Смотри. Вот когда, допустим, нужно проверить, к какому Wi-Fi подключено. К какому Wi-Fi включено, хочешь проверить. Нажимаешь вот на нижнюю кнопку, ну, вот, нажимаешь, да? И этот рычажок, он еще вот так в сторону и вниз делается. Вот так, ну, движением вниз. Раз, движение вниз. Два движения, 3, 4. Видишь, да? Network setting. То есть ищешь, нажимаешь на нее, потом центр. Теперь тебе нужно перейти на раздел Wi-Fi. Нажимаешь на Wi-Fi, вниз и вот сюда. Это сетап, то есть загрузка. А тут вот написано Name Street Wi-Fi. То есть этот Wi-Fi, который нам нужен. Поэтому ну, не обязательно ничего подключать. Вот справа, если нажимать, можно нажать на эту красную кнопку, это как бы возврат назад. Ребят, не загружается штатив уличный. Я нажимаю на Start Broadcast. А теперь делаем, как делаю я. Админчик! Да нет, там пусть сервер перезагрузят. Я не знаю, почему, но его спустя очень долго. Короче, нажимаю на Start Broadcast, идет, короче, стартинг, написано стартинг, а после этого опять ready. Лёг, Дизель, чё кого? Нам пенное купили. Сейчас баню затопим, помоемся нормально, пей пиво. Ешь мясо.
Пенная, да. Пенная. Пенная. Сейчас нет возможности вам помочь. Пусть останется один здесь. Все, сижу, хорошо. Так, Брат, ты приехал, а я уезжаю. давай, если хочешь проветриться, сходи, накачай воды. А я потом схожу, затоплю печь. Договорились? Давай так сделаем. Если, ну, то есть, если ты сама хочешь. Ну, заезжаю. Да, Если не что хочешь, ты? как хочешь. Как бы, блин. Что? Что, ничего? Иди накачай воды, ты что? Ну, пошла, ведро надо, мне ведро. Ну, Ведро надо. давай, иди, бери воду, качай. Качаю. Качай. Сейчас пойду и начну качать. Качай, а что не качать? Ну, я тоже так думаю. А что не качать-то? Качаешь и все. Настя пошла воду качать, ну нормально, пусть качает. А что? Брат, ты приехал, а я уезжаю. Эх, родной, жалко, конечно. Но! Родной, спасибо, пенка монтажная, минеральная вода, боксерская груша. Спасибо, родной. Родной, спасибо. Норм, выезжаю, да. Ром Валиев, спасибо за звезды. Это. С одной стороны, конечно, да, я буду скучать по тебе, родной. Буду скучать, сильно буду скучать. Но я в то же время и рад за тебя, потому что чувство такое двоякое, как бы. Ты, я же понимаю, что ты поедешь в отпуск, поедешь куражиться, ты, блин, по кайфу там отдохнешь, вообще там, не знаю, встретишься там с кем-то, с друзьями там или с родными, или неважно там с кем, но встретишься с тем, с кем хочешь. Короче, все будет у тебя круто, я рад за тебя. Так что ничего страшного, что ты уезжаешь. Ты же вернешься? Связь должна быть все равно. Нормально. Никто не отменял там ВКонтакте или что-то еще. С телефончика зашел на ВК. Чуть-чуть написал там что-нибудь. Ты мой бедный, какой-то в шоке. Двигаешься в последнее время. Ты чего в таком шоке-то? Маус скучал по тебе. Да, только он меня пока что плохо узнает. Он, кстати, тоже обгорел. Загорелый ты мой пацан. Ох, братец, ты мой братец. Эх, братан. Я убью этого кота, я тебе обещаю. Как только я увижу его, я в него виллу воткну. Фанище ты мой. Я тоже по тебе скучал. Чтоб не трогал Мауса. Да, чтобы не трогал. Ах, Завалить надо гада. Что у меня такой грязный-то, братец? Грязный на макушке. самое главное, пусть Нева не увязывается. Да. Да ну я, конечно, как бы шучу, но как-то надо его проучить. Какую-нибудь ловушку придумать, что-то подобное. Нет, не для Мауса. Кстати, да, я не подумал, а если Маус попадет в эту ловушку, он же погибнет. У меня, короче, брат, блин, я вот не заснял это на видео. В общем, он придумал такую ловушку. Там, то есть там, короче, вот так проволока. Знаете, такая вот шестерка.
она загибается с усилием, короче. И вот так еще проволока загибается. И вот здесь крючок такой. И когда там сурок или кто там, я не знаю, соболь там, ну кто-то, короче, берет приманку, то есть он тянет, она приманка на веревке, он, короче, тянет, так, тянет на себя, тянет, и эта штука вот так открывается, и вот эта вот проволока, которую с усилием загнуться со всей силы, вот так ему бэм по башке. И он, короче, и нет его. А потом его приходят, забирают шкурку. С ним и все. Ну это, конечно же, шутка, это все по лицензии. Ты просто не представляешь, как Микачу тебя ждала. Микачу. Это что такое? Серега Еремин. Когда я очнусь, хлебну текилами миражами окруженный, упаду лицом в раскаленные пески. У меня, короче, друг Денис Евтушенко, про которого я всем рассказываю. Вот он в студенчестве любил такой фигней промышлять. Да, я 18 ушел, Ваня. Он, короче, мы идем, вот с ним студенты такие, знаешь, рубахи на распашку такие, канали. Такие все деловые, с гитарой, там, красавцы. И так девчонки идут, знаешь, навстречу. Он идет, и мы уже подходим, он так раз меня, сука, за руку берет. Я только дергаюсь, говорю, ты че? И в итоге все ха-ха-ха. Настя не уехала, она пошла водку в баню таскать. Да нормально, бабушка. Да ты вообще мастак. Да я вообще мастак. Получается, ты пробыл 13 суток. Ну да, да. Вместо 14. Михаил Шарашов. Ну здрасте, звезды мои, звезды. Барнаул не деревня. Так я и не в Барнауле был, я у себя был в деревне, село Энерга, Чойский район, Республика Алтай, красота, милые девушки, алтайские коровы, которые ходят и какают на дорогу, а потом это все засыхает, а если не успел засохнуть, наступил, все разбрызгалось. Здорово, Илья Манылов, здорово, Илюша, ты секс? Да, отдохнул нормально. Артем Кот, привет. Кстати, знаете что, есть такой пользователь у нас, Поля Кит. Я однажды, знаете, когда оповещение приходит ВКонтакте о том, что какой-то из твоих друзей начал трансляцию, я захожу, а там Поля Кит. Она что-то рисовала какой-то плащ и через каждое слово вставляла маты. Я говорю, ты чё? Тебе сколько лет? Она говорит, там 10, меньше. Представляете? А почему так? Почему еще один день? Сельчане? Да нет, просто я захотел приехать. Я еще раньше бы приехал, если бы меня не удерживали. Алтайский край, еби забирай, ах. Да, Рустам, я бегал по горам. Знаете, вечером обычно бегал, когда прохладно было. А тут как-то один раз задержался, а бежал всегда по горе вдоль кладбища. Лег Дизель, да, может быть. Твоя правда, брат. Что у тебя с волосами? Я просто не расчесывался долго. Да, Илюх.
Спасибо огромное. Красава. Спасибо. Почти не показывал. А что это? Я не разглядел, Лёх. Татуху проекта за много лайков. Ну, не знаю. Если только временно. Не знаю, Артем Кот. Я думаю, было бы круто, если бы он пришел, но сможет ли он прийти, я вообще не знаю, где он сейчас. Я, кстати, с ним даже не переписывался. Нет, я переписывался один раз в это. Тату Хной. Нет, не Хной. Специальные пасты делают. Я спрашивал. А, это игры, игрушки. Настолочки. С днем рождения и будь счастливой. Пусть все беды проходят мимо. Олька, это ты что ли? Олька, здорово. А что ты ник изменила? Привет. Я тебя узнал. Привет, Оль, как дела? Он сказал, может быть, придет, да? Не надо скрины. Не надо, ничего не скидывай, никакие скрины. Это не нужно, тебя забанят. Видео на монтаже? Понятно. Слушай, а что это, фестиваль настольных игр? Передача лиц, третьих лиц, четвертых лиц, пятых лиц. Передача лиц, передача. С Илюхой списывался вчера, он в Корею собирается работать. Если надо, Серега, я спрошу у него, сможет ли он приехать. Спроси, Илья. Харизма, 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 большая харизма моя. Ромкор, нет, не всех помню. Настя говорила, что по тебе скучала. Михаил, так это не секрет, я тоже по ней скучал. У меня день рождения 30 июля. Как ты? Оль, я это... Нормально. Нормально. Всегда все звезды Серега. Спасибо за звезды, звездные. Ей-богу, я вот этот честный, благородный крест во всю позу вам скажу честно. Но спасибо огромное. Это вы что делаете-то? Это же просто невероятно как-то. Я просто не знаю, как ты же на это отреагировать. Ну, понимаешь, не все звезды мне скидывают. Нет, ну это надо же. Спасибо большое. Нет, ну ты. Помнишь? Мне же помнишь, что я захожу в одно место. Ромкор, ну так я помню тебя, ты, потому что ты поначалу ты постоянно же сидел и очень много общался с нами. Настя баню буду таскать. Все? Намочила все ноги. Я тут решил себе в ванну какой-то. Новое задание. Послушай YouTube, по волнам, а затем спой. По волнам, давайте. Задание от родного. Послушать по волнам, а затем спой, брат. Я так понимаю, это для меня. Спасибо, родной, за задание. Загорел? Ну да. Нет, она не топит, она водички таскала, а я затоплю. Ну, чтобы ей тоже дома не сидеть. Но она сама как бы хочет. Да, я ж не заставлял тебя, да, Настя? Да. Я никому не скажу. Я просто в этом вообще жескач. Ну, больше тебя заморожен. Я дредастый почти как буррито, но у буррито, короче, такие длинные дреды, и у него виски сбриты.
У Буриты виски с Буритой. Конечно, до связи, Лёх. Привет, Илюха! Мада! Да, больно, блин, ты чё нафиг? Я же не соски, я возбуждаюсь сразу. Привет, Даня! Ты мне все тоже попал, ничего. Все. Здорово, Даня, Даня. Кому покрасить? Мне, что ли? Концы обрыли. Ах, это лучшие мои. Я на полном серьезе заявляю. Я Люк, на завтра. Видите, меня вполне может затолкать. До связи, Лера, удачной работы тебе. Хорошей работы. Вокруг никого, не видны маяки. Мы расставили сети для себя. Не знаешь ли ты, сколько мы все слепо прожили, не любя? Пой со мной. Я слушаю. Нам надо быть громче всех сейчас. Плачь и пой. Иди со мной, иди. По волнам, по волнам. Илюх, все хорошо. По волнам иду я. По волнам, по волнам. Знаю сам, что просто не смогу без тебя. Франциска, а ты про что? О, Артемчик. Или Ваня, тут. Алексеевич, ага. Любовь и вечность синонимы. По волнам, по волнам. Твоим рукам так долго по волнам иду я. По волнам, по волнам. Знаю сам, Казалось, что просто не смогу без я не знаю, тебя. как это все получилось, но я старалась. Дорогие друзья, не судите строго. Заданий я давно не выполнял. Как говорится, одеревенел немного и прочая всякая дюлюга. Ну, знаете, немного не в таком рабочем состоянии. Это я сразу оправдашки свои включаю. Ну, давайте. Задание от родного. Бурита по волнам. Брутальный тип. Привет. И глянец, я иностранец для своей собственной души. Люди несутся, но остаются посреди города и лжи. Иди со мной, нам надо быть очень далеко. Я сам не свой. Иди со мной, иди. По волнам, твоим рукам, как долго по волнам иду я. По волнам, я знаю сам, что просто не смогу без тебя.
Мы расставили сети Еле-еле. для себя. Не знаешь ли ты, сколько мы все слепо прожили, не любя? Пой со мной. Нам надо быть громче всех сейчас. Плачь и пой, иди со мной, иди. Волна, 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 твоим рукам долго по волнам иду я. По волнам, знаю сам, что просто не смогу без тебя. Иди со мной, иди. А дайте Тане пробовать спеть. Сейчас будет так. Холодными каплями, солью на раны. Мы с тобой океаны, мы с тобой океаны. Голоса одной драмы, сердце друг у друга украли мы. Пропали мы, так долго искали и ждали мы. Теперь вдвоем до самого края мы. Готовы ли мы, сможем ли мы понять, что любовь и вечность синонимы? По волнам, твоим рукам так долго по волнам иду я. По волнам, я знаю сам, что просто не смогу без тебя. Спасибо за задание, родной. Я думал, я не смогу зачитать этот репчик, который он там... Нормальненько так я все просто. Нормально. Оба надо никогда. Нормально, да. О, родной, спасибо. Так, ну что, я пойду печь топить. Бай. Привет, Вася. О, еще наушник говорит. Вася Воркута, здоровчик. Вообще, что наушник? Холодно. Я даже ничего не знаю. А, это ведро с шумовкой в бане. Шумовка. Что, шумовка? Спасибо, родной. Веник там тоже в бане. Родной, спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо тебе за инфу. Это круто. Спасибо, Илюх, за информацию. Так, ребят, для тех, кто не знает, я пошел печь топить. Камера у нас не работает, поэтому я там буду мелькать, наверное, на улице. Кто чем занимается, ребят? Артем Кот, ну если будет новый герой. Спасибо, Какое Артем. задание хотела? Родной, я хочу попробовать спеть океанами стали. Вот хочу попробовать. Не знаю, насколько мне это получится, но я обожаю эту песню. Хочу попробовать спеть ее. Илюхе тоже привет. Илюхе, от Илюхи привет, там всем привет. Да, Сереж, конечно, веселее. Что, Франчище? Иван. А, ты будешь готовиться. Что, Вов? Ну я хочу попробовать, мало ли что. Мало ли что. О, рисуешь, Сереж? Как получается? Наконец-то он это сделал. Кверти, ты молодец. Понятно. И какая там страница, левая или как?
сейчас. Ну, попытка не пытка, да, мало ли вдруг, ну, как бы я внутренне верю в себя, как бы не было. И интересно попробовать. Ну, как бы- Сейчас включат быстрые задания. Ага, хорошо. Ну, как бы не было, я все-таки, мне кажется, пою получше, чем было когда-то либо. Франчиши. Так вот, а то еще не скоро. Голос надо тренировать, и все получится у вас. Да, равно, я согласна, я согласна. Голос нужно тренировать. Ну, Франчиша, ты так думаешь? Вот мало ли чё. Атлантику обошел Ахаха. Поздравляю, родной. Не знаю, Бачан, не знаю. Вот дай какое-нибудь объявление в газету или я не знаю. Не представляю. Ты мой усёночек мой, ты мой мальчик маленький. Ой, что он умывается, намывает. Скоро точнее обойду. Скоро обойдешь? Ясненько, родной, ясненько. И куда ты? Куда ты, Маус? Я достану с антресоли старый бумбокс, нацеплю рэйбэны, кепку с надписью «СОКС». На кассете Боба Марли лучше. Ну, куда ты, лево, вправо, что стал? Хочу послушать только с тобой. Мы возьмем себе, прокатим велосипед и покатим бутербродами в рюкзаке. Разве ты такого не хотела? Спасибо, родной. Это был куплет, теперь послушай припев. Если бы я был такой, как все, то мне под тебя нужен был бы только секс. Но видишь, я совсем не такой, как все. Мне нужно поругать твое сердце. Бачан. Если бы я был такой, как все, то мне под тебя Дай нужен турбус. был бы только секс. Но видишь, я совсем Да, Люк, я полна эмоций, новых. Очень рада, что Серега пришел. На самом деле я безумно скучала, как бы это не звучало. Ох, стихами заговорила. Нет, Франчище. Вот. Завтра выходной, завтра буду отдыхать. Вот. В общем, до отпуска я вытерплю все, что будет, это точно. Осталось чуть-чуть. Привет, мам, привет. Да, Серега пришел. Серега пошел топить баню. Как по 0,5. Мимо нас, яркое солнце, оно уйдет и больше не вернется. Что же ты молчишь, не поднимая глаз? Мимо нас, люди и птицы, они летят, что Да, у меня завтра выходной. Заслуженный выходной, я думаю. Лёля завтра работает? Нет? Скажи мне. Я где-то отвалюсь вообще. Ты мне номер ее скинь, который рабочий.
Да, Бачан, да? Но все-таки как бы веселее вдвоем. Утром. Да, Илюх, у нас есть еда. Я собираю на большое задание, Илюх. Вот. Я хочу до отпуска собирать на большое задание от севера, покраситься и постричься. Я не знаю, я... Мимо у нас ох. Да, родная. Ну да, она всегда работает. Я не знаю, правильно сделать или нет. Мимо нас яркое солнце, оно идет и Да, Бачан? не вернется. Ну что же ты молчишь? Здорово, наверное. Мимо нас люди и птицы. Вот ты, Бачан, вот никогда за языком не следишь, а? Да, Диана, у меня... Все, Артем кот, все. Хованский. Ага. Хованский, но, что нет? Хованский. Спасибо за звезды. Ну и все, Бачан. Дал тебе задание, так что жди. Спасибо, родной, спасибо. Ну и все, Бачан. Вот о чем с тобой можно говорить, а? Вот неинтересно со мной разговаривать, не разговаривай. Угу. Дождь, град. Обалдеть, Турос. Офигеть. Я не знаю, что у нас, как с погодой. Кстати, ребята, что у нас с погодой? У кого есть возможность, посмотрите, пожалуйста. Что завтра вообще, какая погода будет? Весна прощается, не говори, Франчищ. Прям как зима долго не могла уйти. Вот реально че с погодой в России, то снег, то град, то хуй знает, что моя миссия загореть. Вот и правильно, родной, загоришь, конечно. Валить надо валить. Но, родной, не говори. Нормальный такой дождь. Но у нас ветер сегодня был сильный. Вот сейчас прохладно на улице. Чё ты? Чё ты? Да, Вов, все еще впереди чё? У вас тепло пришло быстрее, чем к нам. А? Нормально, Диана, нормально. Пришла вот тут реагирует. Мне тоже Артему 19. Если бы я был такой, как все, то мне по тебе нужен был бы только
пошел топить. Я воды накачала в баню, он пошел баню топить. Да, Андрей, мне 19. Пацаны зовут на пиво и на футбол. И уже неделю не гулял мой питбуль. И не важно, кто у тебя был домик. Франчиша. У тебя логика работает, Франчиша работает. Я хочу с тобою провести эту лайф. Все твои подруги мне поставили лайк. Даже твоя мама мне поставила лайк. Я будто Аркели, I believe I can fly. Если бы я был такой, как все, то мне от тебя нужен был бы только секс. Но видишь, я совсем не такой, как все. И мне нужна твоя рука и твое сердце. Если бы я был такой, как все, то мне от тебя нужен был бы только... Кто-то нарывается на грубости, Мачан, да? Спасибо, Рубко. Сегодня вечером из Шереметьево по ясной погоде на согласно метео. Я вылетел рейсом по расписанию. Такое начало у этой саги. Я взял с собой только паспорт и плеер, чтобы маршрут мой прошел веселее. На мне только шорты, панама и кроксы, и майка шоколадно сидит на торте. Я лечу далеко, и под видом туриста первым глазом мне подают игристое. Меня встречают люди в Макао, у меня с собой килограмм какао. Какао белого цвета, Какао белого цвета. А это какао белого цвета. Какао белого цвета. Какао белого цвета. Да, Бачан, ну ты как шуляпнешь, в конце концов. Новое задание. В конце концов. Ойте. Задание трудного послушать океана Вистали и спеть. Слушаем. У каждого человека есть своя суперспособность. Какая твоя? Я умею любить. Давай проверим. 15 ящиков. В одном из них твоя девушка. Она под водой. Воздух осталось на 60 секунд. Время пошло. Тают на ветру, и что? Мы разлетаемся на миллионы осколков. Я тебя нашел из тысячи диких лун. Мне нравится столько, мне нравится дорога, пульс. Мне нравятся твои облака. Не надышаться столько, и ну и пусть. И этот волшебный закат. Они думали, мы упадем. Океаном не станем, нет. Нравится, друг от друга с ума сойдем. Поцелуй без тебя не справиться. Они думали, мы упадем. Океаном не станем, нет. Нравится, друг от друга с ума сойдем. Кажи голосовые. Да. Shine.
готова. Готов, всегда готов. Ну, погнали? Чего не погнали? Выдохнем. Тают на ветру, и что? Мы разлетаемся на миллионы осколков. Тебя нашел с тысячи диких лун. Мне нравится столько, нравится дорога, пусть. Мне нравятся твои облака. Не надышаться столько, ну и пусть. И этот волшебный закат. Они думали, мы упадем, океанами стали. Мне это нравится, нравится, мы с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Они думали, мы упадем, океанами стали. Мне это нравится, нравится, мы с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Дышать тобой мне бесконечно хочется. Мой покой, он никогда не кончится. Держи меня, мне без тебя не справиться. Сгорать дотла в твоих руках мне нравится. Они думали, мы упадем, океанами стали. Мне это нравится, нравится, без друга с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Океанами стали мы, нравится, нравится. Я тебя нашел. Океанами стали мы. Они думали, мы упадем, океанами стали. Мне это нравится, нравится, без друга с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Они думали, мы упадем, океанами стали. Мне это нравится, нравится, без друга с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Я тебя нашел. Спасибо, родной, за задание. Как-то, ну, как бы не так я все это ожидала, но как бы так вышло. Нормально. Спасибо, родной, за задание. Океанами стали. Молодец. Спасибо, родной. Спасибо.
Или же? Ну что, включаешь? А? Спасибо, Челентано. Вы задание давайте. Да. Я не стали сказать. Спела? Спела. Я это сделала. Ну, вроде, да, ну, как бы, когда ты сама поешь, то есть подпеваешь, еще не как-то по-другому получается, чем в караоке. Раньше. Я все громче и громче пел Григория Лепса, и ко мне подошли сразу 3 человека. Доволен результатом. Спросили меня очень строго, что это. Я ответил какао белого цвета. Я не знаю, как я обаяла эту женщину, потом стало немного меньше. Потом я душой становился шире, предлагая отпор с другим голосом. Спасибо за оценки. Я привет передал всем пилотам в кабинку. Надо только придумать, что сказать какао людям, которые пьют какао. Какао белого цвета. Какао белого цвета. Как Артем. Какао белого цвета. А это какао белого цвета. Какао белого цвета. Какао белого цвета. А это какао белого цвета. Какая черного цвета? О-ля-ля! Ух ты! Спасибо, Илюш! О-ля-ля! Ух ты! Спасибо, Илюх, спасибо. Спасибо огромное. Спасибочки. Какао белого цвета. Спасибо, ребят, за звезды. Уточка кэпча, песенка ля-ля. Мокрая одежда и в желудке нету ничего. Озеро или мень, так хочется пельмень. Но в воде карасики ждут своего часика. Буль, буль, буль. Сейчас Серега вернется с бани. Спасибо, родной. Спасибо. Спасибо, родной. Спасибо, родимчик. Спасибо. Привет, снег, дождь. В смысле снег, дождь? В смысле одной проще? Привет, Акурин Хлам, привет! В смысле снег, дождь мне одной проще? Вам песенку пою, как в воде карасики ждут своего часика. Да, он родненький. Чай. Чай, Люк, чай. Может, кофе? Чай, кофе, чай. Сегодня вечером из Шереметьево при ясной погоде согласно метео я вылетел Свидетель. Привет, привет. Франциска, конечно, знаю, что тут Серега. Ну, Илюха. Да, да. Прекрасно, улетает крыша, да я
я одна, нужно же перебороть себя. Ну, Серега сегодня пришел. Серега наконец-то явился. Вот, покушать, я не знаю, у нас есть на сегодня гречка. Гречка, сосиски сегодня есть. Завтра я пойду на выходной, я не знаю, что будет. Подожди, сейчас скажу, Серега придет или ладно. Я не знаю, потому что завтра Серега останется один. Ой, Господи. Спасибо, такой реклам. Хлеб у нас есть, Илюх? Хлеб задонатил. Он баню топит. Я не знаю, Франчиш. Нет, не смогу. Спасибо, родной. Все, я вспомнила, кто это, что это. Он баню топит. Ждем донат. Вот не знаю, когда его привезут. Гречку уже отварили. Осталось пожарить сосиски и лук. Да, Турус, он пришел на день раньше. Джек Воробей потерялся? Да, родной, Джек Воробей потерялся. Я думаю, что скоро принесут. Что-то его долго несут, вообще донат. Не знаю. Давай, Илюха, подождем уже Серегу. Может, работа. Вот я сегодня что-то за день ни разу не делала нормально. Одна будет Спасибо, родной. Спасибо. Спасибо, родной. Спасибочки. Спасибо, родной. Не знаю, Илюх. Пока я не знаю никаких своих планов. Завтра придумаю. Бля, меня уже день ждет с пивом и водкой. Да, весело будет, родной, чую, весело. Ахаха, 87 лет алкаш, что-то еще. Родной. 87 это, блин, это большая цифра, родной, скажу, большая. Да, Да, родной. И это хорошо. Да, Франчиша, вот именно, что это нормаса. Просто как бы уже обязательно снег, дождь, обязательно. Да, Франчиша, много повидал. Нифига себе, Вов. Ветеран войны, Курская битва, нифига себе, родной. Обалдеть. Ну да, как-то раньше люди могли водку стаканами пить.
Левой ноги нету. Левой ноги нет. Обалдеть. Зато жив это хорошо. Через протез передвигается. Через протез. Славно жив. Да, турецкий говорит. Привет, Валерий. Обалдеть. Виталий, мы еще не ходили в баню. Да, Илюх, купили. Наконец-то купили. Илюх, чем сегодня занимался? Чем занимаешься? Рассказывай. Валерий, Серега баню топит. Женя покинула проект. Илюх тоже. Я не знаю, с какого момента ты смотришь. Да мы купили, потому что хочу, чтобы отметили мой уход в отпуск. Люблю вас. Одно взаимно. А, в командировке был, понятно. Ну, родимчик. Кто-то приходит с отпуска, кто-то уходит в отпуск. Здорово. Это такие сани, что едут сами, в таком дизайне, что об этом ходят саги. Да, Франчишек. Поздравляю, Валерий, поздравляю. С них дождь. 2 месяца пролетят так, что не заметите. Да, родной, да. Нифига себе ты, Илюх. Отдыхаешь хорошо, скажу, отдыхаешь. Аськусик. Привет, Максим. Что такое вонючий? Валерий, мы получаем определенную заработную плату. Да, мам, не говори. Маленько, мама, маленько. Через А. Вот от кого у меня это слово-то, но слово паразит. Маленько. Ну да, грубо говоря, 2 недели. Франчишек и Серега. Только я не знаю, какого поеду, 18-го или 19-го. Плохая погода, Валерий, плохая.
Нифига, Илюха, здорово. Давно, наверное, давно. Жесть там, сколько всего было. Все, готово. Осталось дождаться. Чего? Осталось дождаться донатов. Покушать. Да. Это хреново. Сегодня что-то прям вообще долго-долго донаты приходит. Илюха, а если у тебя будет отпуск, он на сколько будет? Вот. А я у Бога спрашиваю. Вот, снег дождь. О-ля-ля! Ух ты! О-ля-ля! Ух ты! Спасибо, Илюха! Спасибо! Илюха. Спасибо огромное. Ребят, Валерий, привет. Максим Филин, здорово. Ребят, да. Как только мы это насобираем на это самое. Я говорят, шороху тут навел по приходу. А, ну, да интересную придумку забубенил. В маске админа зашел, якобы я админ, начал тут это ремонтом заниматься проводов. Настя меня не узнала. Отпуск. Здравствуйте. Это да, не надо, Коломойчик, я тебе признательность выражаю за баньку. Здравствуйте. Как дела, Коломойчик? У нас на работе. Камнепад, долбанный завод, и не знаешь, работы, конечно, нет. Охренеть. Что значит камнепад? Приляг, водичечки попей. Андрей, водички попей. Здорово, снег, дождь. Друзья, я надеюсь, меня сейчас показывают штативчиком. Я своему любимому коту Маусу дам суперскую вкусняшку. Колобоня, прием. Я тебя сегодня не ждал, иди отсюда, я для тебя баньку дам. Вы извращенцы женатые. Как знаешь, есть такая фраза. В общем, один писатель написал, что лучшие мужья это любовники, а лучшие любовники это мужья. Нет, что-то как-то не так. Типа из замужних. Ой. Перегрузка ЦП пошла. Короче, из женатых мужиков получились бы лучшие любовники, а из свободных эти мужья бы лучшие получились. Вот так! Кошку зовут Маус. Дома что сказали по поводу прически? Ну, мне мама сказала так. Господи Иисусе! Господи! Изыди! И кипятком облила. Кстати, Туман. Не согласен.
А я согласен. Туман, могу сказать, Сереж, что тебе нужно, что хотелось бы? Мне бы хотелось бы... Ну, Колобок, мне многие писали, не возвращайся, не возвращайся. Там Настя. Одна в бане может. Ну, я заглянул. Сейчас сам себе противоречу. Это да, Ромпор. Короче, это... Туман. Я хотел сказать, что у нас... Мы однажды с братом поехали. На мотоцикле ехали, шум мотора. Я посмотрю, что если не вернешься, то я съем свои носки. Кто, я не вернусь? Я не вернусь? Ты что, думаешь, что я не вернусь из отпуска? Просто тоже были такие, типа, ты не вернешься. Но я-то знаю, что ты вернешься. Она доедает... Промкор, я только что... Да, Колобочек. Она доедает сахарную пудру, которую мы делали, я скажу, в 8 классе вроде. Мур-мур-мур! Спасибо за звездочки. Доедает сахарную пудру. Это еще я в школе училась. Вот эта вот девчонка, мы, короче, вместе в садике были. В одной группе. Потом в классе, короче, вместе учились. У нее получается, у меня 6 февраля день рождения, у меня 7. Вообще громко. Ну, ясно. Нормально говорится так. А потом этот адреналиновый криз. Сатана! Я одна там ходила. Да, Валерий, мне 19. Мы продолжим знакомство с глубиной туриста. Я не обещал. Конечно, Колобок. Знакомство с турбиной туриста. Мур-мур-мур-мур-мур-мур! Мур-мур-мур! Спасибо за звезды. А сколько? Ну а сколько мне, Валерий? Как ты думаешь? Если мне не 19, то сколько? У меня стринги. А, еще мне вчера, короче, касается того, что я думала, что я раньше... Скопычусь. Что я уже... Конкет брошу. Ласты? Ласты, да. Ну да. Как минимум 24. Нифига, я постарела. Тебе 24 как минимум. А откройте, пожалуйста, задание, если можно. Так, на секундочку, хотя бы один разочек. Вот пусть Колобочек закинет нам клипец посмотреть. Очень даже с удовольствием бы посмотрели. Кто-то мне еще, кстати, массаж хочет. Что ты думаешь, я тебя раздала, что ли? Кто это тебе массаж? Тоже. Столько энтузиазма, аж прет через экран. Вообще не говори, да. Только мы вдвоем. Рампор, ты что так? Это потому, что я его гениальные идеи не поддерживаю. Потому что, Ромкор, да ты не первый это все пишешь. Ну, господи, вот каждый день мне такое пишут. Ну что, как я должен еще реагировать на Я, это? кстати, еще заходил. Там гениально сам. Данил Простов, Нет. Коста. О нет, Коста-то нормально. С какой-то там... Новое задание. Типа он ведущим был или кем там. Много вкуса, дело вкуса. Все вкусно. Режиссер MTV. Ага. Смотрим. Видео от Колобка. Ворон суббота. Задание от Колобочка. Хорошо, Ромкор, я больше так не буду, извини. Моя видео.
смерти, а смерть лишь ведь последняя в списке, ведь после нее начинается диско. Желаешь запомнить меня, какой толка везет на конечный. Мой катафалк, тишина будет кладбище, так что без звука пройдет погребение. Сильвубле, сука, возьму твою душу, кровь в плену мясо. Не впилась мне в путь теплокровная масса. Как сдохнешь, так слушай, потом расскажешь, как громко тебя пожирает опарыш. Я курю сигары, лежа на своем гробу, бухаю, everyone, мораю, как блю. Меньшие чернивые хмеля, на каждом кошке шубы моя могила. Мне нравится твердые, я только на слух ног. Капитан Джек Воробей, притак богов и духовая мерзкий, как сверху в священном грале. Сейчас я хочу, чтобы вы все орали. Бутылка рома, сигар, хумар, под крышку гроба, водит он вулкан и пополняет мертвый легион. Барон, 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 барон. Бутылка рома, сигар, хумар, под крышку гроба, водит он вулкан и пополняет мертвый легион. Барон, 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 барон. Я возьму покорон, светлейший на сетю. Блевотным живым меня вывел мой медиум. Организм не ебучий, эти клетки, этикетку не обучу. Хуй без этикетки, рвутся джинсы с блеском, битику почти ошиблена. Рвется женским ласком, как еврей, список Шиндлера. Нежность, моя вежливость, слухи, тактичность, отстой. Хорошо, это шлюхи, а заживы сквозные, даже всегозные. Оборотская рулетка, наша шлюха досипозная. Это дичь скрывает дико, но не напугаешь. Фриком робы угадает, который бич методом стыка. Микрофилм не позволит вам целку сберечь. Запомните, зомби ваш рой, это пир. Запомните, мама, тебе не товарищ. Да здравствует хлюпанье влажных влагалищ. Спасибо. Да, это они, это дубина туристы. Остальные яйца, Валер. Листья падают. Вообще жестко типа. Спасибо, Колобок, за задание. Блин, офигеть. А когда вышел клипец? Давно уже. Давно? Я больше до Я когда первый раз этот клип увидела, я что? Что за клип? Что за фигня? Колобочек, спасибо за клипец. Потом только. Ох, уж ты, вот так. Да, Колобочек, я видела. Ну, я моментами его пролистала, стала смотреть. Ну, сейчас я его увидела полностью. Спасибо, Колобочек. Сам попил его только. Надо будет Маусу, короче, вот эту вот рану, которая у него набухла, надо перекись ваткой и выдавить прям. Ну? Нет, вот эта рамка, которая гноится? Да. Сломал. Да, ложку сломал. Чай или кофе? Что, у нас чай будет? Нет, лучше чай. Спасибо за оценки, ребят. Вот, Илюх, мы пришли к единому мнению, что чай нужен. Да, лучше бы чай, конечно. Привет, Кристина! Привет, Кристина, привет! Да, он удивил упаковку.
Я вот пью чай. Приятного Красава, родной. приятного Приятного чаепития. чаепития. Твою мать, думал, здесь- Ха! Планы, которые гноятся. Motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I ain't playing around. Make one buck move, I take it down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Спасибо! Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I ain't playing around. Make one buck move, I take it down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Спасибо! Спасибо, Илюха, родной, да, приятного аппетита. Колобок, что за издевательство? Ну-ка расскажи, пожалуйста. Что за издевательство? Илья Манова сделано приятно. Да, спасибо, Илюх. Наташенька, привет! Привет, Наташ. Пусть админы присмотрят. О, давайте синхронизируемся немножечко. Да, Татьяна, привет! Здоровчик! Здоров, пирог, дружок, пирог, пирожок. Пострадал бедолага. Сейчас теперь отходит какой-то потерянный, но немножко у него... Нет, более живой, другой. Так, что у нас? Как есть можно? А? Есть можно? У нас есть хлеб, Хлеб есть, соль мука, есть, соль, кубики кубик есть, масло, греча есть, кетчупа нет, да? Кетчуп есть. Кетчуп есть, чай есть, бананы есть, лук есть, сахар есть, пенные, сосиски, колба. Все, да. Осталось дождаться. Черепшу дождаться еще. Нет, Татьяна, мне просто мама сказала, чур меня, Господи Иисусе, и ударила меня поленом по голове. Какого обвела тупая? А, да, она кипятком меня обвела. Это в другой раз помню. И так далее. А бабушка сказала, о, Джек Воробей. Садик. Он, конечно, хромал, такой бедный, знаешь, как будто геморрой. Такого жалко, конечно. Он прям вообще тяжело был. Знаешь, как знал себя. Он прыгать начал на стол, сломился. Короче, как это было написано, не знаю, сделал попал, на стол, все, и что-то на стол короче, напрыгнул, сидит там на стол. Я ему вытянул на стол, я начала... И Волька начала толкать, и что-то он вернулся. Он вернулся, короче, со стола. В итоге при падении он еще и об стол ударился. Почти. Чего послушать? Он еще летит, короче, когтями цепляется, не успел зацепиться. Больше он не лез, не успел. Да ладно. Вообще постоянно Бедный падает. Маус, бедный Маус. Это что такое? Маус что-нибудь? Что такое? Карки что ли? Что, стираешь? Стираем. Сломался. Серега, по-моему, или Настя говорила, что это... Да. Ну, первое завтра, но я сегодня. Обломал планы Колобку, он хотел снова увидеть Настю В банке. Там тики-тики-дам-дам-дам, тим тики-тики-дам-дам-дам, там тики-тики-дам-дам-дам. Спасибо за донатик. Спасибо большое. А вот как бы так напоминаю, что мы с Серегой тут решили, посвящались и решили, что при покупке мне купальника, банного веника и пенного мы идем с Серегой вместе в баню. Не просто, а с веником. Только надо еще веник. А тот веник, ну он вот у нас есть. Ну это уже плохо, мне кажется, он вообще... Ну да. Это буква С, секс.
А это Настя. Костя, это я вообще мелкая была. Вот я блондинка была. Это вообще мелкая. Баньки с Настенькой подъехал пораньше. Как новое, я не знаю, у нас не работает штатив. Нет, то есть я говорю как бы так... Колобок. Ну а что, эстетическое наслаждение уже получать разучились, что ли? Чей еще не принесли пенное? Не принесли еще, вообще ничего не принесли. Уже кушать хочется. Настя вообще не ела ни разу. Я хотя бы позавтракал сегодня. Ждем донат. Надеюсь, сегодня мы вообще его дождемся. Я поеду в отпуск, поеду на море. Море купаться будешь? Купаются у вас? Я возьму круг даже, чтобы поплавать. Не плачь. Да? Татьяна. Чай, на секс намекаешь? Татьяна. Что ты говоришь? Фу. Да, я не умею плавать. А море соленое? Устала. Ну надо же мне это О! Привет, Кеша! Привет! Здрасте! Здрасте, дорогой друг, самый истеричный на свете товарищ. Здрасте. А? Здрасте. Здрасте, Кеш. Привет. Секс. Сжигает вес. Качает пресс. Да, кстати, у меня болит пресс всегда. Ты где загорел? Так я в деревне был, я же в отпуске был. Я в деревню ездил. Дрова кидал, рубил. Ну, рубил сосед за бутылку водки. А я кидал их. Ну там вот этот отлет, такой же, как у нас. Ты шоу-мастер, ты шоу-мастер. Я уже песню шоу-мастера не люблю все. Ну, это уж некогда было. Провинился, короче. Я гитару брал, ну не зря я играл. Я играл, а моя племянница танцевала и пела. Она толстая и не умеет петь. Фантазии нет предела. Спасибо, родной, спасибо. Спасибо, родной. Спасибо. Тогда уж нужно не пеной для бритья, а монтажной пеной. Кеш, я тоже рад. Я, кстати, переживал. Что-то, почему-то где-то. Голова ужасно чесалась. Сейчас проходит. То время, когда ужасно чесалась голова. Потому что корни, короче, были дико натянуты, череп давило вообще ужасно. Они торчали и не давило, а тянуло череп. А потом они стали отпускаться, корни. Ну, то есть, и ужасно начало чесаться. И все думали, блохастый! А то развалится тортик от пены для бритья. Да, надо монтажной пеной, родной. Она и горит лучше. Колобуня, я решил еще раз попробовать, но только на трое суток.
уже вне заданий, вне ничего, просто вот подготовка и трое суток. Ну, мне только нужны батончики, мне нужно на трое суток минимум 6 батончиков сникерс двойных. Только классических, не этот, лесной орех. Ненавижу лесной орех. Чё? Ненавижу лесной орех, мне нравится. Я не хочу лесной орех, потому что такое чувство, как будто ты жрешь горелый пенопласт. Дреды, да, кстати, дреды надо подплетать. Вот еще через пару недель нужно будет уже подплетение, то есть, потому что они прям, они разволосились очень сильно. Даже если не зайдет, то для себя галочку я поставлю с них тоже. Колобочек! А колобочек? Колобок! Но это еще не факт. А мне от тебя майку ждать, колобочек? Офигеть. Здорово на теплице ночью. Фу ты, блядь. Я сразу перепутала. Да, уж точно. Сочувствуешь, что? Ну да, блин, хреново, ну Как чё? ты знаешь, 50 кустов это не просто так. Ну да, посадите новую. Галочку цели на будет список. Колобок, ему у нас как-то зашел просто разговор и сказал, как ты, посмотрим, как ты себя будешь вести. Вот. И как бы, я не знаю, мне интересно. Леонид, здравствуйте. Так это. Не знаю, ну давай. Да, вот был такой офигительный челлендж у Жени за трусики. Вот, Серег, смотри. А чё, плохо, что ли, колобок? А, это тот, который родился и уже так растет, что ли? Или чё? Уже такой большой? Хрена себе. Ну так и... Ну так вот. Короче, был такой челлендж, который Женя придумала за трусики.